И будем проводить свой эфир. Итак, все, кто желает сегодня поучаствовать, он может подключиться, если аудио вопрос, вы можете подключиться к нашему телеграм-каналу. Видео запрос я тоже постараюсь принять, если будет запрос у вас. Конечно же, в Инстаграме немножко все сложнее, связь очень сильно в основном лагает, поэтому все хотят, если задать, чтобы их не было видно, и задать аудио вопрос, тогда вам нужно перейти в Телеграм. Или же письменные вопросы отправляйте и в Инстаграм, и в YouTube канал. Наши модераторы непосредственно выведут его на экран, и мы зачитаем. Конечно, если это все в рамках, конечно, культурного общения и не противоречит законодательству, так сказать, нашего государства и нашего региона. Вот, поэтому, Ибрахим, все в эфире. Итак, друзья, у нас сегодня эфир. Мы давно отсутствовали, последний день как раз нашего месяца, этого месяца последний день. Мы сегодня непосредственно затронем несколько тем. Начало темы вы знаете прекрасно. Это каковы вообще, я хочу услышать и ваше мнение, правильно или неправильно поступают некоторые представители, которые размещают в государственных учреждениях липовые карты или картинки, как они называют, потому что якобы они не соответствуют государственному стандарту. Чему это способствует непосредственно? Позитивному взаимоотношениям. Первый вопрос. Второй вопрос. Мы сегодня затронули. Это, опять же, возвращение к 90-м годам. Сейчас активно начали использовать норнийцы почему-то вопрос 90-х годов, переходный момент. И в самой истории России, становления новой России, Российской Федерации, вопрос о границе, так сказать. Для чего это делается, почему пытаются каким-то образом преподнести в негативном цвете непосредственно чеченский народ, что он поступил в то время несправедливо и нечестно. Этот момент мы затронем, конечно же, зачитаем некоторые документы, которые у нас тоже имеются. В принципе, я эти книги, в принципе, оставил, документы, в надежде, что, думал, после этой ситуации, которая, как вы знаете, произошла с маленьким мальчиком, все приутихло, и я думал заниматься, как занимался историей. Также некоторые моменты по творчеству. И последний момент, мне вчера звонили и попросили высказаться мнение по богохульникам, язычникам, этим отродью. Для них я в последнюю очередь, в принципе, мое мнение вы о них знаете. Мы, в принципе, занимаемся историей, знаем. Алейкум ассалам. Умар, я покажу, но его нужно тогда, тебе надо подождать после эфира. Во время эфира я не смогу его показать. Эта карта большая. Хотя, в принципе, она... Если ее разложить, повернуть камеру, возможно, и постараемся показать в прямом эфире. Эта карта большая, но невозможно, ничего нет. Правда, с телеграм-каналом придется немножко, так сказать, чтобы было хорошо слышно всем в телеграм-канале. Итак, друзья, мы рассмотрим некоторые варианты, а точно также обсуждение касаемо и Галанчожского вопроса, ныне Соленоводского района, Аргунского заповедника. Некоторых моменты, которые почему-то активно начали сейчас поднимать. И как по указанию главной перепелки, все начали после выступления
ходячего гения, которого вы знаете, высказался, что после того, что там сделали одно хорошее дело, мы не должны забывать о наших землях, о наших территориях и так далее и тому подобное. Именно после этого, это мое утверждение, после этого заявления запели просто прямо как по указанию, запели нарнийские боты, начали обсуждать и провоцировать, честно сказать, чеченских и историков, и блогеров, и пытаясь, конечно же, не имея ни мужества, ни чести, задевать честь, так в их понимании, некоторых руководителей. Точно так же особо, которую я не сильно и обращаю внимание, тоже возродилась, я не знаю после чего, там, начала плакать. Мой, вы знаете, Ибрагим Берлинский выставил одно из произведений, слова полностью принадлежат ему, а музыка принадлежит искусственному интеллекту. Он написал песню «Дзурзукетия», вы знаете, «Дзурзукетия Нохчучу». После этого поднялся большой ажиотаж о том, что посягнули на самое святое из святых, что вот у нас украли, вот у нас взяли. Хочу обломать вот этих нарнийских утырков, чтобы было понятно, дзурзукское государство не принадлежит от того, что кто-то в 21 веке снял художественный, да, или, по крайней мере, художественный этот фильм про Дзурзукети. Это ни в коей мере не дает основания никому приписывать дзурзукское государство или дзурзукское царство кому-либо себе. На Дзурзукети претендуют, как претендовали, так и претендуют, и само собой, в большей мере, это и Нохчи, и на тот период, когда была Дзурзукетия, это и ингуши. Поэтому, если кто-то из чеченцев решил написать песню, стихотворение, поэму, книгу про дзурзуков, создать дзурзукский район, назвать дзурзукский каньон, или вообще что-либо с Дзурзукетией на нашей территории, он имеет полное право, и на это никто открывать свой поганый вонючий рот не имеет права, каким бы он кандидатом исторических наук не был, или доцентом, или даже профессором. Потому что на это имеют право чеченцы полноправно, поскольку это их история. Я никогда и в первую очередь всегда говорил, и есть, вы знаете, я приводил десятки и сотни ссылок, у нас они есть, мы можем и по книгам показать, и по документам, что потомками дзурзуков является непосредственно и Нохчи. У нас есть и дзурзукские ворота, у нас есть и дзурзукское ущелье, у нас и тейп дзурзуки тоже зафиксирован, и у Ахмада Сулейманова, вы знаете, да. То есть, и плюс ко всему, грузины, насколько я знаю, не ангажированные грузинские источники указывают точно так же, что тот же Саурмаг и Парнаваз, и все это наследие и чеченского народа в том числе. Ну, с учетом того, конечно, я немножко не понимаю, у меня есть такой небольшой диссонанс. А если я не ошибаюсь, Дзурзуки, первое вообще упоминание о Дзурзукете, а есть достаточно источников у нашего великолепного непокойного Хасана Бакаева в книге документально все изложено про Дзурзукете. И у Джамирзаева Саламу есть, и у Бакаева Хасана есть. И точно так же у Хизриева Хаджи Ахмедович дал Гешлацун дал Дегалуалес. У них есть и про Дзурзукетию, и научные работы, и я их могу и зачитать в любой момент, если вы не верите, к кому они относятся. И плюс ко всему этому указывается дата. Указывается дата, там, первые тысячелетия до нашей эры и так далее и тому подобное. Мне очень непонятно, почему так рьяно и так усердно некоторые люди пытаются оспаривать с нами это название, историческое название Дзурзукетии, которое было дано грузинам. Хотя некоторые грузины связывались и говорили, что оно не имеет никакого отношения ни к чеченцам, ни к ингушам, ни к войнахам, как они нас называют. В общем, что это якобы грузинская часть общества, там есть Дзурзукетия, что-то рассказывали, был такой случай.
Но не суть в этом, оставим там этого человека, который в принципе не предоставил никаких доказательств. А мы, конечно же, в свою очередь можем только сказать. Вот мне интересно, объясните мне человеку, я об этом говорил и много раз рассказывал. Может быть, я что-то недопонимаю, или в математике у меня совсем плохо. Генетический, чуть не сказал код, генетические данные, которые предоставил ДНК проект ингушский, еще раз повторюсь, который был официально опубликован, там указывалось, что в X веке нашей эры появился первый ингуш. Потом некий Амад Дидигов, кажется, или Ибрагим Дидигов, или Дадагов, я не знаю, который вышел со мной на связь после публикации этого, якобы опровержения меня, но никакого опровержения не было, когда я у него спросил, является ли этот молодой человек аферистом, и то, что он сказал неправду, он говорит, нет, он представляет, но он не является генетиком, а он предоставляет информацию. Если я не ошибаюсь, это так как-то получается. Пускай появляется первый в ДНК проекте, указывается 1300 лет тому назад появился первый из там представителей тейпов. Какой оно имеет разрыв с дзурдзуками? 800 лет, а 700 пускай будет. Честно не знаю. Дзурдзуки, которые в первом веке или в первом тысячелетии до нашей эры, и все равно пытаться. Но я эти математические и генетические данные редко использую, но для человека здравомыслящего вполне можно спокойно с этим разобраться и понять, кто же относится на самом деле к дзурдзукам. Опять же, я ни в коем случае не отрицаю такого большого резонанса, прямо ничего такого нету. Админ Ибрагим Берлинский, как мы его называем, он написал слова, полностью принадлежат ему, а искусственный интеллект, чтобы было понятно, он подбирает сам мелодию и подобрал, она может быть созвучно, немножко похожа. Но искусственный интеллект, если есть авторское право, никогда бы не позволил Ибрагиму сделать вот этот ролик. Тот самый ролик, который есть у нас на телеграм-канале, есть у нас на YouTube-канале. Из-за этого большая паника. Украли, заменили, опять забрали. Да дзурдзуки наши, да песня наша, да слова наши, да музыка наша. Вы можете послушать и посмотреть. Там ничего такого сверхъестественного нету. Это музыка, созданная искусственным интеллектом, а на дзурдзуков исторически мы имеем полнейшее право, и никто не имеет права нам запретить этого. Вообще не может запретить. Так что как-то так. Да, я не утверждаю, что наши братья не являются там дзурдзуками и так далее и тому подобное. И про карту Вахушти Багратиони мы давно этот высер, извините меня за выступление, мы уже знаем, что карта его недостоверная, это 100%. Не то, что мы говорили, вы знаете, в прямом эфире у нас был представитель той же грузинской интеллигенции, мы говорили с ним о Хевсур. Если сегодня получится, если Рустам сегодня сможет пригласить его, этот парнишка из Хевсурети, он проживает сейчас в Техасе, он рассказывал, что никакого совета старейшин в Грузии нету, никогда не было его, это выдуманная фишка некоторых людей, я не хочу сейчас влазить в эти дела. Точно так же нету никакого варианта рассказывать о том, что приписывать что-либо к себе. Они считают и утверждают, что дзурдзуками и кестинцами являются и нохчи, и ингуши, тут ничего такого нет. Это утверждение абсолютно верно, и я это полностью подтверждаю, потому что грузинские источники указывают это, и в первую очередь и чеченцы, и ингуши, тут никаких в этом вопросов нет, и проблем с этим нет.
Поэтому сегодня, конечно же, вне всякого сомнения, можно потратить, можно вкладывать деньги, можно делать все, что угодно, выигрывать гранты, пытаться перетянуть это одеяло на себя, но хрен редьки не слаще, и никаким макаром то, что было сделано 200 лет тому назад, 300 лет тому назад, сегодня не изменить. Вот. Как бы вы ни пытались это изменить, получается, грузины, даже грузинские источники, те, которые сегодня помогают немножко притянуть за уши данное название, они не могут противоречить своим великим ученым, которые сделали и написали эти работы еще 100 лет тому назад, 150 или 200 лет, там, не факт, даже пускай это будет даже в 11 веке. Так что вот так, по дзурзукам и кистинцам мы можем зачитать источники сколько хотите, здесь никаких вопросов нет. Но опять же, на эту же часть истории, поскольку в то время мы были единым народом, хотя некоторые появились только в 13 веке, по их генетическим данным, по крайней мере, так их генетические данные говорят, мы можем только сказать, что это общее культурное наследие и название. Да, сегодня будут за это бороться, да, сегодня будут пытаться изменить что-то в свою сторону, но это маловероятно. Итак, друзья, возвращаясь обратно к нашим чингачгукам и первому вопросу, который я вам обещал рассмотреть. Вопросы вы можете писать, читая так. Даже глигвы пришло позже, когда их начали переселять на равнину. Относительно все расскажи. Хасу Хангашвили, историк из Панкиси. Да, тут Хасу Хангашвили очень много рассказал, и у нас это видео есть. Если вы хотите, мы можем его поставить. С какого места были эти дзурзуки? Что помогло Саурмагу и что с ними стало? Руслан Гамзатов. Руслан Гамзатов, об этом много мы рассказали. Об этом много написано. Повторяться я, в принципе, желания не имею, но вы можете зайти на мою страницу, спокойно найти. Мне и взять, и сейчас это зачитать не проблема. Ну, просто уже за эти 8 лет я столько раз уже рассказывали то, что помогли династии грузинских царей устояться, так сказать, удержать трон. После этого будет... Да. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Насчет зафиксированности территориальных дзурзукетий, у нас, по-моему, есть там. Смотрел. И насчет кистов, и насчет дзурзуков, если кто-либо хочет это оспорить, им придется действительно переиначить всю свою историографию исторически. Взять и переиначить, в частности, грузинскую историографию, историков и так далее, то есть опровергнуть их. А это сделать, учитывая современную их литературу историческую, которая в свою очередь тоже ссылается на тех же историков, невозможно. Поэтому этот вопрос вообще, даже говорить об этом вопросе смешно. Кисти обозначены, кем были кисты, даже по какому селу они были названы. То есть в честь какого села они были названы, тоже обозначено. Есть несколько версий, там разные. И насчет дзурзуков территориально мы все знаем, читаем и так далее. Поэтому вообще обсуждение самого этого вопроса с точки зрения дискуссии я считаю нецелесообразным. Это мое мнение. Для людей, которые маломальски знакомы с историей Кавказа, это понятно. Чтобы было понятно, давайте, поскольку у нас есть любой документ, чтобы вы не думали, что мы избегаем, давайте возьмем один из параграфов, 108 страница,
Этногенез, чеченские этнонимы, древность происхождения. Возьмем чеченцы дзурдзуки, 108 страница. Чтобы было понятно, чтобы люди не подумали, что мы пытаемся избежать или каким-то образом берем все с потолка. Давайте быстро я вам зачитаю, чтобы здесь, в принципе, не так-то уж и много, подтверждая нашего гостя Бергбичи, который, потомок Бергбичи, который сказал, что это нецелесообразно, будем лишний раз подтвердим его слова. Вплоть до конца 18 века в грузинской письменности традиционно нахчийцев называли дзурдзуками или дурдзуками. Это же название в различных огласках присутствует и во многих средневековых арабских, армянских сочинениях, в которых упоминаются предки современных чеченцев и ингушей. С 1 по 84 странице это ссылки. В грузинских источниках этноним дзурдзуки впервые обнаруживается так называемое мученичество святого Георгия, святого святого Рипсиме и Гаяны, датируется IV веком нашей эры. Оригинал этого произведения не сохранился. Оно известно лишь в арабском переводе IX века, в котором интересующих нас этноним передается в форме ДРЗКИТ, дзурдзикт получается. И приготовил епископом этот святой Григорий, ставший католикосом всей Армении, и он рассказал их по всей армянской земле и в Грузии, в страну Дурдзукете и к Аланам. Собственно, в арабских сочинениях сообщение Хакиф Хамидини о том, что в стране Дзурдзуки находится множество крепостей, каждая в которых укрепленный замок. Название Дурдзуков появилось с X века. Грузинские источники Р.Л. и Робакидзе, если что, соотносили дзурдзуков исключительно с чеченцами. Смотрите, страница 25. Того же мнения придерживается известный ученый-кавказовед Крупнов. Давно было установлено, что в период Средневековья закавказским народом население Чечни было известно под именем дзурдзуков, дурдзук, в грузинских хрониках дурцук или дурцук в армянских. А население Ингушетии по имени Глигвы, страница 30. Грузинский ученый А.И. Шавлахашвили констатирует то же самое. Он пишет: примечательно то обстоятельство, что дзурдзукети после вахушти встречается редко, однако часто встречается кисты, глигвы. В 17-18 веках вышеуказанным этноним войнавских народов добавились чеченети и ингушети. Эти два географических названия, как отмечалось, выражают тех же дзурдзуков и глигвов. Вместо дзурдзуков употребляются чеченцы, а глигвов ингуши. Этот вопрос определен в научной литературе, поэтому мы на нем не будем останавливаться. Смотрите там, страница 8-9. Грузинский ученый С.И. Макалатия также свидетельствует, что чеченцы в старинных грузинских источниках обозначались как дзурдзуки, а ингуши глигвы. Страницы 23-24. Профессор Я.В. Чеснов, соответственно, соотносит дзурдзуков к чеченцам. Он пишет: еще в XII веке чеченцы имели царские династии, родница с которыми считалась почетным грузинским царям. Грузинское название чеченцам в то время было дзурдзуки. Смотрите, страница 70. Если относительно древности этнонима дзурдзуки и дурдзуки Закавказье и арабские источники не оставляют никаких сомнений, то соотнесение к столь же древним эпохам этнонима глигвы или глигвы вызывает недоумение, поскольку этот
этноним ранее 16-17 столетия письменных источников не зафиксирован. Калканы, отождествляемые с галгаймами, впервые упоминаются в русских источниках в 1589-1590 годах. А глегуды, отождествляемые с теми же этнонимом галгай, впервые начинают фигурировать в грузинских источниках с 1639 года. Смотрите страница 156-158. М.А. Цахасашвили в этой связи отмечает, мы не можем согласиться с Е.И. Крупновым, который пишет, что впервые глигвы упоминаются в грузинских хрониках XI века. У Леонтия Мравели об этом нет упоминания. Видимо, эта мысль основана на данной истории первой половины 18 века в Ахуште-Багратионе, который первый среди грузинских историков, начиная с древнейших времен до 18 века, упоминает глигвов в связи с событием XI века. Смотрите страница 104-105. Таким образом, выясняется, что в Ахуште-Багратионе переносит название глигвы в события, происходившие в древности, но в самих древних документах упоминания о глигве не обнаружено. Кстати, некоторые историки со ссылкой на географию Грузии в Ахуште-Багратионе утверждают, что этноним Дзурдзуки у этого автора относится исключительно к ингушам. Это утверждение является или следствием невнимательности чтения названного источника, или сознательной подтасовки фактов, потому что в Ахуште-Багратионе, описывая географию, в географии Грузии, горно-грузинские этнографические группы, соответствующие с чеченцами, совершенно определенно называют последними дзурдзуками, 103, 108 и другие страницы. При этом необходимо отметить, что свидетельству в Ахуште-Багратионе нахчийцы, дзурдзуки и кисты оказываются коренными жителями, собственно, Кахетии, первой половины 18 века. Смотрите страница 24. В древнеармянских источниках название Дзурдзуки или Дурдзуки в форме Дурцук отмечено впервые в армянской географии 7 века и идет в этом историческом источнике в одном ряду с такими нахчийскими этнонимами, как Двалы, Цанары, Цанарка, Кисты, Кусты, Туши и так далее. Смотрите страницу 29. Теперь коснемся вопросов происхождения этнонима Дурдзука или Дурдзука и его этимологии. Вопросы эти бесспорно представляют для нас не только лингвистический, но и исторический интерес. Крупнейший грузинский ученый-кавказовед Меликашвили еще в 1959 году обратил внимание на сходство этнонима Дурдзук с названием древней манейского города Дурдукки, Зурдзукки. Смотрите страницу 120-121. Впоследствии это сходство отмечали многие исследователи Виноградов и Чекаев. Смотрите, 85-86, Харадзе и Рабакидзе, 25-26, Джамирзая, 83-84, Бабахян, страница 9, Нуноев, страница 44 и другие. То есть он ссылается на источники, какие вообще ссылаются и говорят, что это одно и то же. Дальше. Однако отметим сходство этих названий. Ни Г.А. Меликашвили, ни другие названные ученые не сделали попыток обосновать это сходство на историческом и лингвистических материалах. Кроме того, до сих пор не предположена удовлетворительной этимология этнонима Дзурдзук-Дурдзук. Непонятно, что это название означает. Почему нахчийцев назвали именно этим именем? Мы попытаемся дать ответы на некоторые из этих вопросов. Начиная с того, что происходящее общее родоначальника нахчийцев Кавказа возводится древними грузинскими летописцами к пророку Ною. В картле Сховреба излагается такая родословная Кавказаса. Прежде всего упоминаем, что у армян и картлицев, ранов и мавиканов, эров и леков, мигрелов и кавкасианов, у всех этих народов был единый отец по имени Таргамас. Сей Таргамас был сыном Торшиса, внуком Иофета, сыном Ноева. Был тот Таргамас героем. По разделению языков, когда воздвигали башню Вавилонову, различались и рассеялись оттуда языки по всему свету. Пришел Таргамас со всем своим племенем
своим и утвердился между двумя недоступными человеку горами, Араратом и Масисом. Масисом, да. И было племя его велико и бесчисленно. Обзавелся он многочисленным потомством, детьми и внуками, сыновьями и дочерей своих, ибо жил он 600 лет, и не вмещали их земли Арарата и Масиса. Страница 21. Напоминаем еще раз одно важное обстоятельство. Приведенный отрывок из Картлис Ховреба недвусмысленно показывает, что Арарат и Масис являются совершенно разными горами, отмечающие какие-либо рубежи страны Таргамаса. В главе 13 мы уже касались вопросов локализации горы Арарат, Арарту и выяснили, что это та самая гора, которая в Коране обозначена как Аль-Джудди, Джудди, Гудди, Гутти. Кроме того, обнаружилось, что гора Арарат, Арарарту не имела, как об этом ясно свидетельствует Илеон Тимравели, ничего общего с горой Масис, турецкой Агри-Даги, которому обычно называют Араратом. Древняя библейская гора Арарат располагалась к югу от озера Ван, являясь той самой вершиной, которая в Коране названа горой Аль-Джудди, по-турецки Кудди-Даги. Напомним, что и гора Нацир, связанная в шумерских преданиях с потопом, оказывается тождественной как Арарарту, так и горе Аль-Джудди. Все эти названия, как мы выяснили выше, представляют собой параллельные обозначения как страны Урарту, так и его древнего географического синонима страны Нахчиван, Нахсуанна. Таким образом, страна Таргамаса, судя по географическим ориентирам, обозначенным в древнегрузинских источниках, действительно идентична древней стране Урарту. Но вернемся к генеалогии родоначальников кавказских народов. Итак, мы видим, как этнарх Кавказ представлен в этой родословной праправнуком Ноя и сына Таргамаса, а нахчийцы, дзурдзуки, обозначены как самые знаменитые потомки Кавказаса. Примечание, 17 и 57 страница. Иными словами, дзурдзук, сын Тирита, показан этническим восприемником Кавказаса. Эта этническая преемственность между Кавказасом и дзурдзуком, между кавкасианами и дзурдзуками отчетливо прослеживается и у Вахушти Багратиони, страница 136-137. Опираясь на данные древней грузинской летописи, Вахушти Багратиони потомками Кавказаса называют также двалов, древнее население Южной Осетии. Это позволило грузинскому ученому Гамриакелли сделать следующее заключение. Следовательно, по Вахушти древнейшее население Двалети происходит от Ефетита, Кавказаса, является племенем южного происхождения и генетически близким генетически ближайшим им племенем являются дзурдзуки. Страница 16. Одновременно с этим Гамрикелли пишет о двалах, что они, будучи сначала обособленными иберо-кавказских племенем, ближе всего стояли к группе нахчийских племен. Войнахских нахчийских. Причем под нахчийским племенем следует разуметь не современный чечено-ингушский народ, а те этнические единицы иберо-кавказской природы, из которой позже сложились войнахская народность. Страница 147. Выявляя нахчийский этнический облик древних и средневековых двалов, Гамрикелли, конечно же, опирается не только на Вахушти Багратиони, но и на множество иных доводов и фактов, которые мы здесь не будем воспроизводить. Приводя тщательный анализ средневекового закавказской письменных источников, Гамрикелли так и определил генетическое и историческое соотношение кавказян к дзурдзукам. Дзурдзук определенно и при всех его упоминаниях
единообразно локализованный этноним между Дидоэти, Дагестаном на востоке и ущельем реки Терека на западе. Кавказ, Кавкасиан, Кавкасиани не столь определенно и единообразно локализованный этноним. Он локализуется иногда в верховье ущелья Арагви, иногда в ущелье Терека, а иногда и западнее. Поэтому нельзя считать их синонимами. Учитывая всю совокупность свидетельства, кавкасианах и дзурдзуках, правильно предоставить их взаимоотношения как целого и части. При этом кавкасиан и кавкасиане являются более широким понятием, а дзурдзук понятием самой значительной части этого целого кавкасианов. Кавкасиан, кавкасиани. Это дает основание заключить, что под этнонимом Кавказ, Кавкасиан, Кавкасиане, разумеется, именно группа чечено-ингушских и других родственных им племени. Напомним, как раз таки чечено-ингушских здесь указывается. Напомним, что и в картле Сховреба при описании деяний второго царя, как раз здесь спрашивали, царя Грузии Саурмага, дзурдзуки названы половиной рода кавкасианов, а дословно в этом источнике отмечается, что Саурмаг привел с собой всех дзурдзуков, половину рода кавкасианов, курсив и так далее. Некоторых из них сделали родовитыми, остальных посадил в Тиолетти от Дидоэти до Эгрессии, которая есть Суанетти, и овладел он всеми ими, роднёю матери своей надежно. Страница 31. Можно выявить и других потомков кавкасианов, имеющих определенный нахчийский этнический облик. Речь идет о жителях Чарталетти, потомков которых, очевидно, являются представители чеченского нахчийского тейпа Чертвай. Летописец Леонтий Мравелли прямо называет жителей Черталетти кавкасианами. Смотрите страницы 30 и 31. Я думаю, для Чертвай это важная информация тоже. То есть, сообщество нахчийского этнического облика. Если же мы обратимся к летописи Картлиса, к летописи Картли, источнику, относимому специалистами к IX веку, то выяснится, что Чертвай, жители области Черталетти, тождественно с нахчийцами Цанаром. Это средневековый источник свидетельствует, что во время нашествия Буги аль-Кабира из Закавказья в 853 году этот полководец взял у жителей Черталетти в заложники 300 человек. Однако в той же летописи Картли далее сообщается, что горцам, которые обрекли этих своих заложников на смерть, сразились громадным войском Буги аль-Кабира и разгромили его. Были цанары гордобанцы по названию столицы Цанаретти, Гордобана. Страница 49-50. Впрочем, жители Черталетти могли быть всего лишь важным субэтническим компонентом в составе цанарий. Или наоборот, цанары являлись частью черталинцев. Последнее следует из данных, приводимых Меликашвили. Первоначально Чартал, по-видимому, является более широким понятием и включал в себя всю Кахетию. Страница 124. Добавим, что арабские средневековые источники всю Кахетию называли по имени Цанаров, Санаров. Страница 47. Примечание 130. Как делает это название Кахетия, Цанарети или Чарталетия в географическом этническом смысле тождественными. Значимость цанаров, чертальцев, Чертвай в древней средневековой истории Закавказья емко обозначил армянский историк Энкрутюмян. Тоже главенствующее положение цанара мы видим в период арабского владычества. Жители Санарии, то есть Кахетии, сами цанары являлись грозой арабских властей. Цанары объединили все недовольные халифатом племена, к которым присоединились северокавказские племена, и не дали покоя завоевателям. Территория Санария, то есть Кахетия и Эфетия, фактически была очищена от арабов, и среди народов Закавказья цанары одни из первых объявили свою независимость.
именно в это время и появился товар Григал 786-827, вставший во главе нового феодального объединения Кахетинского княжества, усилившемуся Григалу удалось в начале IX века захватить часть Картли в долине реки Арагвы, страница 232. Как мы видим, цанары, отождествляемые в летописи Картли с жителями Черталети, то есть чеченцами общества Чертуай, не только были жителями Кахетии, но и выдвинули из своей среды правящую династию Кахетинского княжества, в будущем царство. Отметим, что цанаров считал чеченцами известный английский востоковед, английский? Да. Английский востоковед В.Ф. Минорский, страницы 210-211. К тому же мнению склоняются и российские ученые Новосельцев, А.П., В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин, прошу прощения, страница 40. Таким образом, потомками Кавказа были не только дзурги Закавказья, в том числе цанары, сыгравшие громадную роль в истории этого региона, страница 37-50. Но мы вернемся к этой теме в других работах, а пока продолжим, для чего нам придется углубиться в эпоху Урартского и Ассирийского царства, а также коснуться истории их противостояния. Ну, слушайте, здесь можно читать еще долго-долго. Это мы оставим, продолжим чуть дальше, чтобы было понятно. То есть... Инстаграм чаюешь? Так, мечаю. Эйлни шец. Так, хочу эйлни шец. Сколько читаю, так. Творим наски народ, но уже оказались термин. Так. Вежри, Гыллах, Ахмадуах, Бах. Определенно не совсем порядочная группа людей, настойчиво внедряется за людей, в том числе и существует. Аяля, да, больше отцу. Осознанно, неосознанно. Мечаю. Так, я последний раз предупреждаю, смотрите. Если будет написано хоть один человек, который здесь матерится, хоть одно слово, я сразу этого человека забаню, чтобы было понятно. Шусил нахьёч, буаршёцун, шхалардачун, ихцахьечун. Киумда цак анбел нах баккинах бокчуах. Шуллайюем хаарнахана. Массанна махайтиш хотя бы, по крайней мере. Настолько вести себя как конченые мрази, бескультурно, безнравственно, я не знаю. Даже рабы себе не позволяют такого. Итак, друзья, огромное количество, как вы знаете, материала. Если я буду еще зачитывать, я боюсь, что пройдет определенное время, там еще несколько страниц. Я обычно коротко зачитывал. У Джамирзаева Салама очень коротко это написано. Но здесь, как вы видите, источников намного больше. И мы можем зачитывать. Что мы и сделаем, конечно же, если поскольку, когда я зачитываю, я смотрю на книгу, некоторые люди, к сожалению, позволяют себе, как говорится, лишнего. Итак, друзья, по дзурзукам, по кистинцам огромное количество материалов, я вам скажу сотни, если не больше, которые мы можем представить. И даже, ладно, оставим даже на секунду то, что написано. 200 лет подряд это древнее название кистов, кистинцев с собой несут проживающие в Панкейском ущелье Ахметовский район Грузии проживают кистинцы. Уже одно это стоит того, чтобы этот вопрос не рассматривать и дальше. Конечно же, мы не будем правы или будет это несправедливо, если мы будем говорить, что только чеченцы это являются дзурзуки, только кистинцы это являются чеченцы. Это неправильно.
частью чеченского народа, единого народа, в то время не чеченского, конечно же, были ингуши. До определенного времени, до 17 веков, как даже безграмотный Абадиев Идрис понял и сказал, это как-то упомянул в своем выступлении, когда они встречались с Дышни Азаматом. Ну, остальное, что касается, мне абсолютно, честно сказать, я и с самого начала не отрицал этого. Единственное, что меня немножко не тревожит, а вот математические, вот генетические данные, когда начинают проверять, ну что такое 1000 лет, ну что такое 1300 лет, и утверждать, что появился первый из их всего народа, или из одного из рода, а там 6 фамилий. 6 фамилий появилось 1000 лет тому назад. Сейчас 21 век, это получается в 11 веке появились 2 человека, и от него пошли одни из самых больших 6 родов. Это сообщение вы видели, а он вышел, этот Дидигов вышел, когда на связи, он говорит там 1300 лет тому назад. Итак, 1300 лет тому назад, если взять это 13 веков, да, из 21 отнимите 13, появляется первый человек. А название, даже название получается, так. Извините, здесь нетрадиционной ориентации человек зашел, у нас в эфире такому делать нечего. Домой. Что самое интересное, на Кавказе всегда было позорно вот с такими людьми вообще иметь или какое-то отношение. Мы на них внимания не обращаем, ну что поделаешь, больные, озабоченные, у них с детства от этого инцеста, походу, болезнь развилась. Они не могут, вот они везде мерещатся, то оранжевые, то голубые и так далее и тому подобное. Простите еще раз, просто-напросто, ну, взрослые люди сидят под закрытыми аватарками и пишут такие вещи. Что ты возьмешь с них? Видать, у них проблемы с жизнью и с ориентацией. Ну, это бывает обычно. Итак, друзья, как говорится, по историческим данным, если ты 13 века появляется первый человек, обсуждение, даже упоминание Дзурзуков появляется в 1 или в 4 веке, получается за 300 лет до того, как появился первый представитель твоего народа, твоих всех шахаров, которые есть название Дзурзуков, как ты можешь это к себе приписывать? Если только в одном случае. Если ты был частью единого одного народа, которые были Инохчи, Алла были одним единым целым. Только в этом случае. Вопрос, надеюсь, закрыт. Этот вопрос мы закрыли. Следующий вопрос у нас был касаемо современного, если я не ошибаюсь, сегодня днем мы обсуждали этот вопрос касаемо 90-х годов. Моменты, которые я, в принципе, показал вам, и могу еще раз показать. Нарницы, который, кстати, был здесь, только что куда-то он свалил. Вот он здесь как раз находится. Видите, да? Галгайче, который написал. Вот этот осел, извините меня за выражение, ладно, вот это оно совместно еще с одним человеком сделал пост, где выставил Микаила Гуцериева, выставил председателя парламента 90-х годов, выставил и одного из представителей РСО Алании, показав, якобы они показывают, что чеченцы в 90-х годах еще Микаил Гуцериев защищает чеченцев, несмотря на то, что они будут под санкциями, не получат какие-то дотации. Передача Влада Листьева. Это другая передача, та «Взгляд». И тут Любимов, кажется, его фамилия была, если я не помню, напомните мне. «Взгляд» это Влад Листьев был, а этот «Красный квадрат» вел те, кто постарше. Тимур Алчуамову. «Красный квадрат», который вел автор передачи, как его звали? Любимов, молодец. Помните его? Вот сейчас я сегодня его показывал. Фамилию ему, имя не помню сейчас. Дагоря Лахсуни.
или Любимов, не помню сейчас, но не суть. Две разные передачи. Вырвали с одного контекста, вырвали с другого контекста. То есть Листьев это взгляд вел. Я показывал другого. Влад Листьев это другой. Любимого вари? А, красный квадрат Вестина. К любимому вари, Тимур? Вари, который потолще, это Любимов, а который с усами... Это Влад Листьев. Да. Итак, да, я не ошибся. Все-таки память есть. Взяли две передачи. Выступление Михаила Гуцериева – это взгляд. Выступление «Красный квадрат» – это Любимов. Я, конечно же, понимаю, что их можно взять, смонтировать. Но вырвали как? Показывая себя с лучшей стороны, показывая чеченцев не с лучшей стороны. Ну и, само собой, осетинов, которые благодарят и говорят, хорошо, что не вступили в этот конфликт. На самом деле вся передача ставит все иначе. Он, Любимов, очень пытается его перебить, пытается сказать, когда председатель парламента, еще того, 90-х годов, его фамилия Амад Ибрагимов, кажется, у него была фамилия, если я не ошибаюсь. Когда он говорит, что пригородный район это исконно ингушская земля, это первый момент. Любимов его перебивает, но это ваша версия, сейчас появятся осетины, скажут, что это исконно их земля. Вот этот момент вообще не показывает. Это вы видели. Второй момент, когда он говорит о конфедерации народа Кавказа, он говорит, опять же рассказывает, говорит, что это должно быть поэтапно, что эти названия этих сел, там, где проживают ингуши, они должны быть переименованы, что есть соглашение между осетинами и между конфедерацией и так далее и тому подобное. Этот момент тоже не показывает. А почему не показывают, мы все с вами знаем. Стравить, питанда, фитанда, вот и все. Понимаете? Самое подлое, самое трусливое, низшее создание будет пытаться вырвать из чего-то лучшего самое худшее и показать его таким образом. Еще раз повторюсь, данное видео, оно где-то 25-26 минут. Буквально 5 секунд. Моя команда, мои братья ее нашли, я его разбил, 6 кусков, там я вырезал 2 раза. Да, он как председатель парламента говорит, что у него претензии конкретно к Министерству обороны Российской Федерации, которые продвинули, он не обвиняет там ингушей, он обвиняет конкретно Министерство обороны, он обвиняет конкретно армию российскую на тот период, который передвинули внутрь. Они говорят, вплоть до Асиновки и Серноводска передвинули границы на 30 километров. Он говорит, поскольку эта граница должна быть, как мы соединились в 1934, так и разъединились. Так и должны разойтись. Поэтому по этой границе они зашли далеко. И вот об этом говорит. Кстати, именно об этом, именно на это решение парламента наложил мораторий. Догадайтесь, кто? Хусейн Ахмадов, председатель парламента. Хусейн Ахмадов, да. Амад Ибрагимов, Асунда Алатьешта. Бывает и такое. Но, опять же, не заставляй меня в том, что даже, кто бы это ни сказал, у нас тоже есть эти нарнийцы. Ты знаешь об этом, да, Маша? У нас же тоже были, я помню лично человека, который утверждал, что Чингисхан Нохчи Уболш. Поэтому есть такие больные люди, на них не будем обращать внимания. Нарнийцы есть нарнийцы везде. Эти фантастические выступления и говорить о том. Но честно сказать, по поводу Чингисхана я не сильно люблю обсуждение. Почему? Потому что я вот читал, есть неофициальная история, что ли. Она называется как-то так, и в ВК, и в Дзене я читал. Есть утверждения некоторых европейских там, ученых, особенно периода 15-16 века, якобы художники, которые зарегистрировали, путешественники зарегистрировали Чингисхана, а в некоторых материалах и говорится, что и Тамерлана, что якобы они не были монголоидной расы, что они были белыми и так далее и тому подобное.
То есть вот такие Это невероятные... знаешь, пошла, есть одна гипотеза, вот, это Чингисхан, он был родом с Ашина. Вот есть версия, что вот эти Ашины, короче, это с индоевропейских языков, либо индоарийских, либо индоиранских, короче, это переводится как светлые, короче. И это Ашин, это Арии, короче. Я ж тебе поэтому говорю, есть вот такие вот выступления есть, но почему я их не использую? Это, я не говорю, что это невозможно. Честно, я не говорю об этом. Они есть, эти версии. Вот видите, сегодня мне прислали, что Шамиль является потомком незаконно рожденным сыном грузинского царевича, там, Ивана Батанашвили, кажется. Так. Этот видеоролик, где грузинский ученый заявляет об этой версии, я загрузил 3-4 года тому назад. 3-4 года тому назад, понимаете? И вот сейчас мне присылают и говорят, ты видел, да видел я это, я сам его одним из первых, кто загрузил. Вы просто подключились слишком... Сколько процентов чеченцев с гаплогруппой J2? Клянусь именем Всевышнего Аллаха, что гаплогруппа J2 среди чеченцев в разы больше, чем среди ингушей. По количеству человек. В разы больше. В Чечне, насколько я знаю, те, которые сдали ДНК, по последней версии, это, кажется, 2000 человек. 2000 человек. В Ингушетии, Рустам может мне поправить, если я не прав, если я не ошибаюсь, где-то 200 плюс-минус 250 человек. И причем остановили проект после этого. Сравнить 2000 человек и 200 человек. И ты среди этих 200 человек, большую пропорциональность, которую сдали только с одного J2, и считаешь, вот так хотите сравнить. Да, я знаю это. Поэтому не задавайте такой глупый вопрос. Я вам еще раз говорю. Просто математически, я могу поклясться на самом святом священном Коране, если взять все население Ингушетии и взять всех чеченцев, могу поклясться, что J2 среди чеченцев будет в разы больше, 1-2 раза больше, чем в соседнем регионе. Это просто математически. Да, еще скажу одно. Это не дает ничего хорошего. Поверьте мне, это вообще нехорошо. Это реально нехорошо. Просто знающие люди, понимающие люди, что такое инцест, никогда говорить об этом не будут. Вы тупорылые бараны, те, которые говорят, что вот только J2, это неправильно. Народ вымирает. Народ вымирает, когда только одна гаплогруппа бывает. Только с одной гаплогруппы друг на друга женятся. Этот народ вымирает. У них дети бывают со слабой иммунной системой. Поэтому все люди, как у нас 5 основных гаплогрупп, в Ингушетии не меньше. Но знаете, что самое интересное? Вот вы претендуете на Алан. Вот здесь у меня есть Рустам, который лазит везде, от Скандинавии, везде он, до Индии, на Санаал или Чуосер. У нас есть скифы, у нас есть сарматы, у нас есть кемерийцы, у нас есть аланы. Все эти... Понимаете, что самое интересное? Все эти великие цивилизации, которые вы называете, хотите приписать к себе, те, которые сдали ДНК, в основном показывают чеченскую генетику в основе своей. И это знают все. Я единственное недоволен тем, вот сегодня я читал работы
одного ученого, я сейчас его фамилию забыл, я как раз кинул его сохранить. Он говорит, что вот носителями аланского языка, аланской государственности, что туда входит 4 народности, он перечисляет. Но на язык у них, говорит, он был, говорит, иранский язык. Но это его утверждение, ладно, не суть. Сам он осетин, думаю, что это понятно, почему он это говорит. И он говорит, это балкарцы, это осетины, это карачаевцы, это балкарцы, это ингуши. И здесь он останавливается. И самое интересное, что чеченцы, которые меньше всего претендуют, как раз таки в Чечне по всей территории, восточной даже части его, который якобы называется даже, где находится в основном Каякино-Харачевский пласт культуры, где находится так называемый северокавказский пласт культуры, где называется Куро-Аракская пласт культуры. В этой местности, восточной части нашей родины, вплоть до Ауха, находят аланское, кабанское культурное захоронение аланского периода. И аланские доспехи, аланское культурное наследие. Вот что интересно. ДНК, который сдали, там тоже показывают в первую очередь чеченские тейпы. Те, которых нету даже, у соседей нет этой гаплогруппы. Они же только J2, а там показали одно J1, другое показали G2, другое показали Q1. То есть вам никакого отношения он не имеет там фактически. И что и Рустам? Куда? 100%, чтоб ты понимал, Башлам, это просто, это знаешь, такая ересь, когда вот, ингуши и норницы говорят, то, что вот мы Аллах, мы Алан. В чем прикол? Ни 1% аланского, скифского, сарматского у них нет. Ни 1%, чтобы ты понимал. Если весь этот народ брать, ничего у них скифского, аланского нет, чтобы ты понимал по ТНК. Когда в ТНК копается, тот понимает, о чем я говорю. И у этих шестики, на самом деле, скифа, сармата, аланский тоже мизерное количество, если правду говорить. Вот те, что хорошо болгарцев, на больше преобладают, чем у осетин и ингушей. Просто как примеры говорю, да, как примеры. То есть совершенство она преобладает, конечно. И твой тейп полностью по ДНК является скифа, сармата, аланцем, чтобы ты понимал. Ну, я тебе скидывал, да? Да. Аубали, из-за тебя меня тут и так все обвиняют во всех грехах смертных. Да, кстати, все там спрашивают, какого ты. Скажу так, уважаемые друзья, мой тейп, я сам из тейпа Эршбатовой, показывают пока, по крайней мере, это ничего плохого здесь нету, как и остальные тейпы, показал, у Эршбатовой показали 2 гаплогруппы. Это Q1 показал стандартный, Q1B, и стандартный показал J2. Чтобы, если вы вдруг не знаете, даже по фамилии могу назвать, тот, кто сдал J2, Эршбатовой, они живут на нашей территории, они тоже есть. Так что мне это переживать за это не стоит. Я и не сдавал ДНК, честно сказать. Ну, как будет у меня эти $800-900, я обязательно сдам. И мне, даже если я бы хотел, чтобы у меня гаплогруппа Т была, честно, ближе к викингам, там, ну, у меня викинги это мое, и скифы тоже мое, понимаете. Поэтому мне, в принципе, люди меня знают. Я не хвастаюсь, я имею в виду, я показываю свой фейс. Я такой, какой есть. Да, я рыжий, да, я светлый. У меня нету да, у меня нету ничего монгольского, у меня нету ничего еврейского, понимаете? А вот те люди, которые боятся поставить свое имя, боятся, да, мы тебе поверили, что ты Орстхо. Конечно, мы тебе поверили, что ты Орстхо. Мы верим тебе, что ты Орстхо. Валлахи, биллахи, талахи, яцхо, хачи эйл. Орстхо ма яцхо. Делах дуйба и вахарма усаха, Орстхо вацер. Орстхо валари, никогда в жизни их шли румадацер. Этсол борщоч, Орстхо, цахилла яцхо. Орстхо елхари. كتشيفنيكيو كيبتشاكيو بوشخنا تصدوش إلا إيردرا بورش يات ورس خويات سنين خوي حانت إما يزبيلا بورش العاري ورس خوش никогда в жизни кроме дира дацаном. Меня слышно вообще? Тут да, слышь, вон. Нет, я в Инстаграме, меня слышно? Здесь Мурат Эльмурзаев говорит, что доктор Мурат Эльмурзаев говорит, что меня не слышно. Скажите, меня слышно в Инстаграме?
Башлам, А. сделай все, что я тебе поскидывал, но что ТНК ты выстави, скажи, вот, соценский формат Алан. Да, не, все нормально. Нет, я хочу, чтобы они, да, слышно, я хочу, чтобы они больше наговорили. Они же любят, они вот как сегодня соврали, как они просто опарафинились с этим роликом. Просто я показал достойным братьям ингушам, какие бывают норнийцы и что это за уроды моральные. Понимаешь? Вот что. Они за последний месяц, они оскорбили Мулквай, наших братьев. Они оскорбили Эшбатой, они оскорбили Ялквай, они оскорбили Варандуай. И это все, что вот просто-напросто добрались до Гунуай. Вот что мне самое интересное, то что они начали, самое интересное, делает у них есть какой-то там сайт, они описывают вот такое письмо, говорят, что Атаги открыли, Этагай это был ингуш, они говорят. Но этот же Этагай, потом они говорят, что это Мурдалов, а Мурдаловы имеется в виду то, что якобы вышла замуж за Ипполитова Медни Мурдалова, что она чеченка, то они указывают это. То чеченец, когда нужно оскорбить чеченцев, якобы, что они выдали за Ипполитова, они представляют его, ее чеченкой. Когда Этагая указывают, те же самые потомка этих же Мурдалов и остальных Эшбатов, они показывают его ингушам. То есть из одной крайности в другую крайность. Я цердерха цьечом, цьечохалам боршел хелдер езер. Да, это не твои проблемы. Конечно, конечно. Мы тебе верим. Лицедею. Итак, ладно, вопрос по границам, по территории я вам зачитал. В этой книге мы ее будем обязательно, я буду зачитывать интересные моменты. Раз эти люди хотят, я ее полностью разберу до конца. Вы увидите очень много другого. То есть в этих 15 пунктах, в этой книге нету ни одного слова об оспаривании, об утверждении, о том, что нам дали Каргалинский, Шелковской, Наурский район, что вот это дано взамен пригородного района, что это нужно обсудить. Ничего, ни слова нету. Речь идет о территориальном восстановлении по 1924 даже году. А как мы знаем, 24-25 год, вы видите, ну, по крайней мере, в рекомендациях, конференциях они этого не делают. Которая появилась, конечно, намного позже. Второй вопрос мы закрыли. Если я не ошибаюсь, второй вопрос. Итак, насчет до того, как мы перейдем этим ублюдкам, недостойным. Я хочу, чтобы вы задавали вопросы, задали вопросы, если у вас таковые есть, мы постараемся, я точнее постараюсь им ответить. И показать заодно, какое приобретение у нас появилось. Насчет Павленко я вам показал, Шамиль и Кавказская повесть и Шамиль. Две книги мы нашли. Книгу Аль-Карахи до 1940 года и Блеск сабель я тоже не нашел. Мне нужно дореволюционный период. Да, конечно. У тебя есть книга «Выходцы из Шамари»? Конечно, есть. Есть. Зелимхана, кажется. Я приеду, я у тебя у нее соберу 100%. Ты имеешь в виду Зелимхана Мусаева, да? Да. Есть, да. есть. Мне кажется, даже две есть. Все, я одну соберу тебе. Ты говори как-то по-чеченски. Если, брат, ты мне дашь, вот так нужно начинать. Отберу эти свои вот эти 90-е годы разговоры, оставь себе. Ну да ладно. Для своего младшего брата... Для своего младшего брата не жалко. Итак, друзья, есть вот такая книга, которая тоже интересна. Это «Проблемы этнографии осетин» называется. Это старая книга. Здесь очень интересные моменты. Книга сама 89-го года. Это 89-го года. Да. Вот. Что интересно. И здесь, начиная уже из самих петроглифов, которые на книге, вот такая книга для работы, которая нам нужна, чтобы какие-то моменты рассмотреть. Точно так же по
мы будем разбирать из новых книг. Что еще у нас было? Нет, больше ничего. К сожалению, в последнее время, как некоторые мои подписчики начали указывать, мы будем точно так же чеченское племя с Лаудаевым разбирать чуть позже. Это будет следующий. Завтра тоже будет у нас эфир. Будем тоже разбирать его. Надеюсь. Рустам, нету ни албанца, ни хифсура нету сегодня на связи. Да, я не знал, что ты эфир сделаешь, но меня предупреждать надо. Мы-то заранее написали. Если у тебя есть, посмотри там кого. Если есть кто-то хочет потянуться, можешь сейчас посмотреть и вернуться. Время есть еще, в принципе. Посмотри там что. Итак, друзья, да, конечно. Особенно ты, Уарстходс, и что, ингуши, да, мы верим тебе. Этот вопрос мы закрыли. Вчера или позавчера во время моей поездки закинул видео, и один из нарнийцев пишет мне: у того, кто говорит о донатах, появилась машина. Так он написал мне. Это было очень смешно, конечно. Хотел реплику небольшую. Знаете, друзья, у меня никогда не было проблем ни с машиной, ни с чем-либо другим. Есть, нету. Сегодня я пешком хожу. Сегодня у меня нет машины. Вчера у меня есть машина, я на машине. Завтра на велосипеде. Мне абсолютно без разницы. Валлахи, это не показатель умственного качества человека. Это ничего не дает. И хаю крутой цахулу, и яц хукадек цахулу. Перед Всевышним Аллахом, я помню, как-то мы сидели пятничной джума намазе, и один из молодых людей, когда там рассказывали о рае, говорит: Мубарцу, а можно Всевышний Аллах даст все, а можно будет, молодой пацан вообще, а можно будет попросить в то время, это дикалхи дуется, а можно будет попросить Мерседес 600 баксов, в то время считался Мерседес 600 самым крутым. Мало вилла, айлу агира ишхриваси гашаек да лурёда. Я смотрю, акачан. Это вообще не показатель того. Да, конечно, у меня есть своя мечта, своя машина, которую я мечтаю, как говорится, которая мне нравится. Многим она может не нравиться. Это американская машина. У меня к ней, хотя я люблю все немецкое, но машина мне нравится американская. Именно эта машина. У меня своя мечта. Поэтому нету в этом от того, что донаты, не донаты. Я никогда в жизни ничего подобного, когда что-то мне дается для работы, я ничего не трачу на себя из-за этого. Никогда. И не было привычки. Да и нету таких сумм. Я всегда покупаю книги. Мне и карты. Мне очень важны и карты, и книги. И карты у меня есть, книги у меня есть каждый день. По мере возможности я покупаю. Сейчас один брат купил и книгу, вы знаете, была очень важная книга, как говорит, этого Далхана Хажаева. Она была большой редкостью. Сейчас кто-то, видать, походу пиратские тоже начал, говорят, делать. Ну, не знаю. Но суть остается сутью. Мне эту книгу помогли приобрести. Эта книга у меня, как говорится, есть. Теперь вот или дарят, или покупаю, или где-то нахожу, или кто-то там дает для работы. Почти все есть. Осталось 2 книги, которые мне не хватает. Скоро, я надеюсь, Рустам знает, не знает, но вышла новая книга Гурама Гумбы. Я в предвкушении, я уверен, что она великолепная, она доработанная, она еще дополненная. Я думаю, что эта книга очень сильно нас порадует. Я вас с ней ознакомлю. Книга очень жду. Вроде бы уже напечатали ее, скоро она будет. Да, Аллах. Я знаю, Башлам, я им подкидывал там пару вариантов. Я знаю. Вот, и скоро думаю, что единственное, что нету, у меня нету ингушского корпуса.
Вот, его нету. А Бузуртановой книги почти что у меня тоже есть. Вот это 25-го года, 18-го года книги по Ингушетии, Чечня, Ингушетия. Эти книги есть, которые я должен до конца разобрать. Вот. Есть пару карт. Ну, карты, они очень, как говорится, дорогая вещь. Ну да, будет, распечатаем, сделаем. Не будет, будем до лучших времен. Мы за счет этого не разбогатеем. Всем, кто помогает, всем, кто донатит, всем, кто помогает мне в работе, покупать книги, газеты, журналы, документы архивные. Шунмасан, дейресхил, шуда, духдахту. Но хочу дать вам знать, что за эти деньги, Аллахи, биллахи, талахи, никогда в жизни машине не сулячу, сейчас джимник заест. А это все ерунда. Не слушайте вы этих тупорылых баранов. А что касается этому индейцу, хочу сказать, Хаваридан машан хуюхали, гаур хуюхали, гаур вард хуюхали. Сайвари дейшкер дуинда, гаур вард наш машин шош хавошу. Нохши мадутха. У нас все нормально с этим, так что ты не ной, не плачь, все нормально. Так наплевать, кто ты там ответили. Итак, друзья, задавайте вопросы или же поднимайте тему, если у вас есть что-то. Я готов ответить на ваши вопросы. Ибрахим, есть ли что-нибудь в этом, в YouTube канале? В Ютубе есть вопросы? Задавайте. Рустам, или ты хочешь что-нибудь рассказать или что-нибудь дополнить? Если ты хочешь. Да я сейчас свой скиф формат аланскую пропаганду начну. Не. Это оставь нам для Телеграма, мы это дальше проведем. В Инстаграме просто я хочу, чтобы вот в Инстаграме сейчас 20... Сколько там? 23-25 человек. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Мы ответим на этот вопрос. Знаете, друзья, вчера одна женщина вышла со мной на связь. Взрослые вопросы. Знаю ли я про убогих? Свет. Но вы знаете, меня поражает другое. Меня поражают люди взрослые, садеды, хейнар, хербош, люди, которые слушают этих ублюдков. Люди, которые не могут назвать ни одного имени своих, как они говорят, божеств. Я молчу уже про 2000 богов шумеров, я молчу уже про Анунт-Ихи, Анунакши, Манунакши и так далее и тому подобное. Я молчу про то, что они не знают даже чеченских древних богов. Как раз таки. Я им этот вопрос задавал. Ни один из них, кто бы это ни был, этот ублюдок, который там сидит, изменил голос и говорит антитеррор, все больше, я все рюбовшил, ашо пагали, который, сейчас меня скинули, я не понимаю, как Жан-Батиста стал, чем придурок ты конченый, имбецил, придурок, я тебе поясняю, если бы ты незаконнорожденный был бы в твоем селе, все бы об этом знали, от кого ты появился, когда тебя подкинули, когда это было, в каком году, даже про тебя бы знали. Ты думаешь, что в период, когда был шейх Мансур у Шурма, люди, которые знали все, которые жили по соседству, которые спускались с гор, все они пришли и не знали, что он был из чеченского тейпа Эрстанджу, что он был ли чеченцем или нет. Жан-Батиста Хадеву, хотя Хадем бях бацар, что ты ублюдок такой, понимаешь? Ты не знаешь ни истории, ты ничего не знаешь. Я даже шейх Гуглом назвать не могу. Как вы, люди взрослые, можете слушать ублюдков, которые не могут назвать своих божеств, даже периода Джахили,
Нохчел дутхо нохчи дать, я нохчи, я тебе нохчел дать. Ни законов нохчела они не знают, кроме устных, которые они могут где-то в гугле загуглить и где-то посмотреть. Не знают их количество, не знают количество божеств со времен Джахилии даже если есть. Они ничего не знают. Они знают чисто каббалистические и христианские, иудейские вот эти поклепы, наговоры на всех мусульман, на нашего любимого пророка, на Всевышнего Аллаха, на Каабу. Все, что есть негативное, все следы шайтановские, которые есть, собрали в одно место, зачитывают и выводят вас из ислама. Вот этого я не могу понять. Как вы слушаете людей? Вам не могут ничего предложить. Нет никакой альтернативы. Ничего. Понимаете? Как вы можете этих людей слушать? Как? Критикуешь, предлагай. Нету альтернативы никакой. А что начал предлагать? Что начал говорить арабский? Свел националист, примерно Бахас, никогда в жизни хрять. Элементарно хечель, дайган, уахен, лечелечин, азхитин, буаршатье йочулхум, хайн хотя бы ногчи двухартиега, хоккал микшин силе буаршиоц, аз даже, потому что на хобуарш дочь аз дуа, хобуарш на тераяца. Habette massa yol даже берчуман сан ал шегум алан куйерша ашу виндети миндети тестлей меслей шу борж йоцум шушу икч яда цагач яқан бел тирбалгач болохт амо галбах мо нах тирбал цагач это шу нех зудри бючи бел бол да цанхен ахил бол арби культури чи цер муаттиш искази хахубар бу хоборш вала али ди нохчел نقطة ليلو هو ليلو شو هكونشني جيسن واخي انت ايه حاب بس جعل شيء تنكواتش دعدي تنعاه حبوارش هو نقطة يو هو يو نقطة سيميوتيك هون هو يوتسخا دين هون هو يوتسخا даже с периода Джахилии баасам. Земля плоская, держится на 3 слонах. Хунядин, хари, вожи. Ну как вы можете, взрослые люди, вы можете слушать этих людей? Как? Что они вам предлагают? Если вы хотите, вы такие прямо хотите выйти из религии, возьмите любую философов 19 века, древнегреческих философов. Они все тоже отрицают Бога. Прочитайте их книгу, хотя бы у этих есть какая-то альтернатива. Я не говорю, что это нужно делать или правильно. Философия вводит в заблуждение людей. Тех, особенно у кого разум слабый, у кого иман слабый. Но если вы прямо уж так хотите выйти из веры, хотя бы людей, которые, я не знаю, которые могут как-то осмыслить. Зигмунда Фрейда прочитайте, Фридриха Ницше прочитайте, Цвейга прочитайте. Я не знаю, кого еще. Греческих философов прочитайте. Аристотеля, Сократа. Может, хоть мозги будут хоть какие-то. Но вы слушаете имбецилов, которые... Я понятия не имею даже, как можно на то это вестись. Просто за то, что они осуждают арабов, просто за то, что они осуждают пророка любимого нашего или нашу религию, вас никто не заставляет. Вы сдохнете как собаки. Пускай вас крематории сожгут. Никому нету дела. Нету нужды Всевышнего Аллаху, чтобы вы ему веровали. Нету нужды. Это дело каждого человека. Уверуйте, хорошо. Не уверуйте, сдохните как собаки. Сожгут вас, развеют ваш прах, доезжайте в Индию. Пускай там в Бомбее, в реке ваш прах, раскинут. Езжайте, я не знаю, в Месопотамию, в Ирак куда-нибудь, к Заратустре, поезжайте в Иран, пускай там поклоняйтесь огню, пускай вас сожгут или кинут кондуром, чтобы ваши остатки схавали. Вы больше ничего не стоите, вы же говорите, все это неправда. Велчут, я сумма дать ак шейбеш ладаешь? Тикток чу ахошни, ухана ахошни,
Tie borçayoç, ye hudu te nohçi. Hudu nohçi khil nohçal düçser, şu nohçi dehçu arbo, as soğukins nohçal düç. Nohçi istoriju uçu, uso nohçi teypniş düçü, uso yurçu uçu, uso istençu uçu, şu bağ uçu, nohçi illiş eşeş düçü, uso folklori uçu, şu miçaduşu. Huyu çalışıyor, kaçı elneşen, teahittin, iş do, Or'an lüşbuy, iş Ka'batan lüşbuy, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lüşbuy, Nuh Peygamber aleyhisselam lüşbuy boş, vakışın, iş mudu sergili. Şu sokiyeç var, so değil o düz, değil o anır var. Ha, махали еще делах тешь, махали тешь. Ну просто здраво мыслящий, хум шхылца ешу. Что здравый смысл хылца ешу. تعجب جو حقيقة الخلصة دي شو ديلك تيش تاسع ها هو بريدقات تيش والاتشن هو دي باخنا واست هو يوحا حيزان نوخчел что заключается Надо, я думаю. что вы вообще в чем заключается суть поклонение фалу Баалу поклонению Анутихи, Анунаки, бля. И гики поклоняться. Попросите хотя бы перечислить 20 шумерских богов. Египетских богов. Ну, кроме общеизвестных. Цахум цаушил, умшик, дa'ва, ладуях. Делах цар нисам бах, делах цар имду, цар вайбеш суюк, мадуях, ла. Ма'еш царик. Что я царь? Ежа царь, ежа. Ишпичучнаю. Да, писястак, эфира лучше. Нас 1000 человек. Нас поддерживает радио свободы. Слушайте нас, бочкана. Хаго, чё, 50 стек, 20, чё. Шейх Мансур лиш ищу. Бойсхарин лиш ищу. Масан лиш ищу. Хую ищу. Все, сотрудник, все. Чтобы ты понимал их тупорылость, они утверждали то, что Абрек Селимхан, ну Аллах, язычник, говорили, они это утверждали, хотя, может, это тупой, видишь, на самом деле, они просто на ереси как-то путают, знаешь, чем правда, чем ложь звучит более как-то фантастически, они пытаются это как вытащить, короче, как пропаганду, короче, как можно утверждать, то, что Абрек Селимхан, рахме Аллах, был язычником. Если он каждое письмо свое вначале писал «Бисмилляхи рахмани рахим», Ассаламу алейкум. Можно играть на чувствах, на психологии людей. Психология сегодняшних людей, она немножко иная, в отличие, и культура у них иная, у арабов, понимаешь? Но религия, ислам, нигде не говорит тебе, чтобы ты стал арабом. Нигде не говорит, чтобы ты перенял их культуру. Никто не говорит. Религия ислам, она призывает к единобожию. Понимаете? К единобожию. Ни больше, ни меньше. Это самое главное. Чтобы не делали ширк. Это самое важное. Никто вас не просит становиться арабами. Арабы есть арабы. Нохчи есть нохчи. Но шун царь дюч, я нохчил царашун, я хума царашун. Хет еще. Иши лирю, иш всю жизнь хилю, иш. Да совет айдал дольч, хена муат бяч. Хок аламаз диашбон, этя молду яшбон, этя зюкер диашбу бош. Иламаз диашбон, нах муатнеш бяч. Дакуй хайч, хылык боч, ойляш, устач, лялхум шуиш. Мархибут боч, хена специально хишмюш, кемпиечуш, кайл кула, иш ханни нацош, этяны. Ладно. Но эти люди, они ищут и пытаются сыграть на психологии человека. И когда, конечно же, человек тебе там нормально, дуй, бери цани хилар, нормально, дуй, вошхил цани бош, и умштуется. Нормально, дег, доца, г, таланештина, кузадейц, волаха. За эти 20 лет войны ужаса были такие вещи. Я молчу про Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Как немцы рассказывали, что происходило после того, как пал Берлин. За одну ночь 50 тысяч женщин, ну и так далее и тому подобное. Были очень страшные вещи. И дети, и не дети. Больные люди, которые во время войны там с ума сходили, творили некоторые вещи. И, честно сказать, в нашей истории этих вещей, вовсе не религиозных, было очень много. Особенно в Первую войну.
Буквально недавно я говорил с очевидцем, который рассказывал, что утром, когда они вышли просто в магазин, нашли 5-летнего ребенка, которому отрезали голову. Это еще 95-6 года. Это был 5-летний мальчик, которому отрезали голову, и мать рядом мертвая лежала. И это вовсе не религиозная тема. Это как раз таки наркоманы, это как раз таки душевно больные люди. И никто тебе это, если ты нормальному человеку это расскажешь, разве это нормально? Разве нормально насиловать 4-летнюю девочку, 7-летнего мальчика, который 2 года насиловали там, и все об этом молчали, и боялись, и сказали, его убьют. Это ненормально. Эти вещи, они из ряда вон. Это люди нетрадиционной ориентации, это больные люди. Это тоже ненормально. И когда тебя это непосредственно, эти ненормальные вещи пытаются связать с твоей религией, чтобы очернить эту религию, вот для чего это делается. Потому что в голове ты понимаешь, что это ненормально. И когда его связывают с религией, говорят, вот эта религия вам, это очернение религии. Но никакая религия это не позволяет. Насколько я знаю, нету. Вам позволено убивать. Какому? Ислам пытается оскорбить ислам. А какой религии запрещено? Евреи? Тора, посмотрите, отношение к гоям. Убивать можно. Католики выдавали индульгенцию, чтобы во время похода в Иерусалим прощали все грехи, главное, чтобы они пошли и убивали там всех. В древних верованиях, когда было язычество, это поощрялось и считалось нормально. Возьмем тот же Новый год. Вы знаете, что такое, какой праздник Новый год? Из чего вообще, как он изначально праздновался? Как кишки вешали на эту елку, голову козла надевали во время зимнего солнцестояния, или как там по-другому. Вот что за праздник был этот Новый год. Это не как сегодня блестящие игрушки и так далее и тому подобное. И каждому вы можете зайти. Посмотрите на каждую религию. Везде вы найдете эти минусы. Не надо прикапываться к исламу. Слабости есть у любой религии. У любой религии. Насилование мальчиков, маленьких детей. А что, этого нет в других? Примерно, если даже вы говорите что-то плохое про ислам. Разве этого нет у других? Это есть везде. Есть скандальные разоблачения римских этих католических попов, где там они издевались в различных там школах над маленькими детьми. И вот в Нью-Йорке буквально года 3-4 тому назад остров Эпштейна, и в нью-йоркские подвалы, где вытащили там на матрасах маленькие дети, кровь нашли. Это разве делали мусульмане? Нет. Но я не говорю, что и среди мусульман нету больных людей, которые, к сожалению, какие-то, может быть, ритуалы пытаются привязать к исламу. Это сатанизм. Поэтому, когда вы слушаете этих дебилов, задумайтесь, что вам предлагают взамен. Что такое нохчалла без ислама? Почему нохчалла и адаты приняли ислам? Почему? Хотя они могли его отрицать и дальше. Христианство приняли раньше, чем ислам, но он не прижился. Среди нас, я говорю, чеченцев, нохчи. Иудаизм был раньше, чем ислам, но не прижил. А почему именно прижил ислам? Или мы не воевали против халифата? Воевали. На стороне Хазарского каганата, на стороне Аланского царства. Бывало и воевали против мусульман. По крайней мере, так история говорит об этом. Да, есть среди нас и такие, которые говорят, мы всегда были монотеистами, мы всегда были мусульманами. Так говорить нельзя.
Это неправильно. Не может народ, у которого история 7-8 тысяч лет, 10 тысяч лет, 30 тысяч лет, история у народа, который есть, он не может говорить о вечном монотеизме. Вы должны понимать, что Всевышний, если вы веруете в Всевышнего, если Всевышний, вы веруете в Всевышнего, вы должны понимать, он бы не посылал все новых и новых и пророков, и посланников, чтобы народ восстановить и поставить на истинный путь. А если бы он и послал, и были бы народ, который придерживался единобожия, и они были бы чистые, он бы обязательно это указал в священном Коране. Он бы дал бы знамение своему пророку любимому. Но нету этих указаний. А значит, ушли от истинной религии. Я не знаю, логика запрещена в исламе, говорят некоторые. Ну, мозги-то есть, читайте. Не слушайте этих ублюдков, которые... Блин, я не знаю. Ну, так можно слушать любого каббалиста, можно любого идиота слушать. Да, маршал дуэл эрдухой. А сегодня Ахкаба, тот, кто хочет про историю поговорить, о дате поговорить, про Нохчела, Хайул, Асергбах, Шеш Боршела, Хайул Сойочи. Не так, как я вам пришел, вы меня останавливали, не давали слова. Нет. Хок Хайул свет истории. Асхойта решен шейненс и нетежи. Понимаете? Что больше от ее учил хумшишу. Вы ничем не отличаетесь от тех же норницев, которые прячут свои лица и так далее и тому подобное. Но у них хотя бы мозгов хватает притворяться, что они мусульмане. У вас и этого мужества нет. Все, на этом мы заканчиваем. Этот вопрос закрыли. Продолжаем дальше. Здесь был вопрос Башлам. Вопрос, правда, что Экки из села Воларте, Валерик, в царский период Экки воевали с ингушами в этом селе и выслали их оттуда. Слышал от одного Экки, что из-за этого села Дзурдук уведомил его. Я не понял, что обозначает. Это из этого села Дзурдзук уведомил его. Это если у тебя какой-то прикол, я не знаю, это вообще не смешно. Такого вопроса я как такового не видел, честно сказать. Экки, лам Экки, Бежзлаю, они всегда воевали за интересы своего народа, они воевали за ислам, они воевали за свой народ, за свои села. Тут ничего такого нету. Воевали ли они против царской? Конечно, воевали. Вы посмотрите, что осталось. Экки, которые имели огромные замки, имеется в виду башенные комплексы, все они разрушены благодаря некоторым стукачам и проводникам, которые показали. Об этом описывают и царские войска, как они взрывали целую оборонительную систему акинцев. Если бы они не воевали, если бы они были мирные, пушистые, добрые и все остальное, покладистые, подписали сразу все, у них все бы было, они бы стояли бы, как стояли, все было бы у них целое, все было бы у них хорошо. А мы видим, что у них все уничтожено. Все буквально года 3-4 тому назад я ездил на открытие мечети. Жим-жим восстанавливают. Экки Берзлай, Кентею. Гуттар шайнохчик омца, бухилла, бухир бош, будал сидуа цар. Сундук без Экки Берзлай. Оухал Экки Берзлай дук бесун, цаболлам Экки дук бесун. Даже те, которые в Ингушетии, да кирца куешь, связи бюш. Шаш Экки шаш нохчиду, никогда в жизни шаш печ ководу, элла дас бош, камелдашу. Экки Мелхи. Үш никогда в жизни сандей карвур бу алхиета сунцагит. До того буашум шаю шаш нохчиду, хош нохчи коман сани букуш. Им дусаал. Я не знаю, может быть, кого-то там сейчас кто-нибудь скажет, ага, это Экки что, ишта. Я не знаю. Единственное, зучу шакук элвелен чуй сала. Уж Эккиш никогда в жизни шаш нохчиду ала элгутар хилладу элхабошбу. Аухи были там небольшие сдвиги войнахистов якобы. Но это уже старая песня, еще уже, как говорится, даял ситуацию.
Вот так вот. Ага. Дальше. Башлам, где это происходило? Что это происходило? Новый год — это римский праздник окончания сбора налогов. Я не знаю, чего там, налогов или нет, но посмотри, как он отмечался. Я думаю, ты поймешь, что я не соврал. Башлам, должен ли каждый чеченец, так, ответим на вопрос, должен ли каждый чеченец по факту рождения быть мусульманином? По факту рождения быть мусульманином не должен. Я думаю, он должен осознать это. Вообще, исламские ученые говорят, при рождении каждый человек в мире считается мусульманином, то есть единобожником. А вот дальше, что ему прививают и как он приходит к религии или отходит от нее, это выбор, кажется, человека. И даже этот выбор дал Всевышний Аллах ему. Выбирай. Или ты веруешь, или ты не веруешь. Вот и все. Это вот мой взгляд на это. А так каждый, если я не ошибаюсь, рождается единобожником. Каждый единобожник — это и есть муслим или мусульманин. Вот так вот. Так, по факту. Ответил. Валлахи, прикол. Я попросил у админа, чтобы он уведомил тебя про мой вопрос. Я ответил. Акки карлурбац. Ой, Буарзю. Экки Уарское, по сути, родственное общество, по-моему. Экки Уарское родственным был, но, однако, Экки имеют больше сильную позицию, и они не отошли от своего народа. То есть они причастны к единому нахчийскому народу и своему корню. И они никогда от него не отходили. Вот. Это есть разные там предположения, лам керстбуй, лам экки олри. Ну, религиозная тема — это фактор, конечно же, такой, немножко болезненный, но к исламу они пришли раньше, и в религиозной войне они погибали не меньше, чем другие. А Уарсхвай там немножко посложнее. К сожалению, но не все так, как мы знаем. Там у них есть те, которые загалш, магалш, вот они. А правда, что большинство населения в селе Валарте тайп Экки. Ну, вроде бы да, если я не ошибаюсь. Вроде бы большинство там Экки. Основатели там точно Экки. Уарсхвай, у которых ДНК L3. Башлам, так, Экки воевали с ингушами? Воевали. Я этого не отрицал, конечно, воевали. Это есть тому видео доказательства, где они говорили, воевали. И Уарсхвай воевали против ингушей, и Экки воевали против ингушей. По крайней мере, документы есть, я могу предоставить, вы можете на моем канале это все увидеть. Башлам, покажи факты, что в Чечне было христианство, и тем более иудаизм, если ты имеешь в виду нынешние ее версии. Не нынешние ее версии, я про... То, что были храмы, это понятное дело. Покажи Бога, это... Давай оставим этот разговор про покажи. Про покажи, если ты встретишься со мной, мы уже поговорим про покажи. Речь идет не об полноценном иудаизме. Мы говорим о хазарском каганате, который фактически был иудаизм, да, макушка была иудаизма. Мы говорим о символике иудеизма, который распространен. Мы говорим о горных евреях, которые в 90-е годы покинули Чечню, в основном все. Мы говорим о разрушенных храмах, которые грузины не скрывают и описывают, что христианство было и проникло на территорию Чечни, и что не прижилось. И, кстати, доказательства огромное количество, в том числе и сами хевсуры, и тушины, и бацбийцы говорят, что мы отказались, когда мы их называем предателями, они говорят, нет, мы предатели, а вы, поскольку вы отказались от своей там христианской веры и приняли мусульманскую, ну, тот, кто знает, знает. То есть проникновение было, я не говорю полноценно, по всей территории было. Нет, конечно. Дальше. Ингуши же говорят, что Воларт это ингушская земля. Адам, я в сказки давно не верю и тебе не рекомендую. Я надеюсь.
Волард и хайылнышы әқибу, нохчибу. Волард и хайылныш бу, шаужи хайылныш бу, әқибу цабас нохчи. Шаужи зекен юрт, котар юрт, шами юрт, волар бумат, лахар бумат, юқир бумат, аршти, дәттих, цече, мержа, гуандалбас. Это все селения открыли нохчи. И их токумы. Уарствай, Экки, Зумсвай, Тумсвай, Слантрвай, Ашхвай Мартию, Даут Мартию. Кайху пропустите нас, уюртить нас. Асиновкю, Сирновскю, Мелхибу, Тирвайбу, Вайчар Хайлинишун, Ваймахка, Цаум Хайлиняшун, Кьеча. Те селения, да, и кстати, и если я не ошибаюсь, и Гихи немножко переносилось, и Волард это уже старое село, они когда сжигались, чуть-чуть перемещались. Бывают небольшие переносы, поэтому... А то, что чеченцы приняли, кто там ушел от кровной мести, кто поселился рядом, в то время понимания такого отдельной ингуши, отдельные чеченцы не было. Алга войниш был. واخوش انت اشيريوش حباكن واخوش نيا يمتيوش طمخ بيود حباكن حقلا واخوش تنتجي واخوشنا اتسع شي باختين никакой голги ари там нету, голги это голги, просто кигум дается. Вот эта книга, я же вам сказал, купите ее, вот эта книга. Здесь пофамильно просто описывается каждое Арстхоевское село, каждое Акинское село, в которое были высланы, которые были заселены цоринские общества, хамхинские общества. Все здесь есть в документах, здесь есть это пофамильно, поименно, у кого они арендовали землю. И мне не врать не нужно, это документы, эта книга все показывает. Я ему зачитывал, я не знаю, сколько раз вам еще раз это повторять, но поэтому. А что касается, да, все селения, и Шами-юрт, и Котар-юрт, и Зекан-юрт, они обычно, когда садились, там могли сесть Мержуя, могли Цьечуя, могли Галая, там несколько хуторов быть, и потом объединялись, и становилось одно село. Вот и все. Салам алейкум, ва алейкум салам. Ахбюц аухябеш ариенца дуктина тина нохчидат шуэдж. Тховейнех ол тергалу сюлишца ц и галгиш ду арях гина сун нохчи масарна варцах бюшбар акибе бенше. Так, слушай, но я не могу тебе сказать за всех. Войнех любовь. Эта болезнь войнахская у них была, но время показало, у войне был, кто побратимый, кто кому помогал, кто кому... Но у них болезнь, вы должны понимать, 40-е годы эту болезнь 7 департаментов. Нахи относится к 3 обществам. Это название придумано в 1928-1929 году к 3 обществам. Чеченцы, ингуши и бацбийцы. Других ни Яковлев, ни Мальсагов не указывает. Позже те, которые хотели чеченский народ разделить, начали добавлять туда акинцы, мелхистинцы, карабулаки. Это все, да, это неправда. Изначально 3 общества названы войнахами. Чеченцы, ингуши и бацбийцы. Других на этом документе нет. Все остальное это начали добавлять, чтобы нас разделить и рассорить, раздербанить нас. Ищу ситуацию. Не надо мне рассказывать. Я, по крайней мере, этот документ видел свет. Звук чова. Гил хэшюсам дела сунца шун. Все нормально. И звук все галцеваля. Хэшуйся нормально, Алиш. Telegram chat ilk bu. Telegram çıkıyor. Smart mi çoğu o işin? Smart eğer verilmez. Erveleri en saçı olup kolu. Аддита война дождь. Вот, сошел. Включите микрофон смарт. Играем, латису микрофон. То запрос, а я отчаянно, хала турицу. Вот, он поднял руку. Включите. Смарт, хайил нам. Смарт.
Mesajım yok o işniştelerse tam zavallı maslo Değil maşallah. sen efter kuluyla mil kuluyla post boy malhi şadakta şan nokşu vakt o boğitso izun daha diyeştu iz erketsa hol ye orst potsa hol ye man rit hol ye kinetsa hol iş degi erke orst pot degi iş nokşu om da koştu Do. bas o nokşu iş boy bas ye erke bas. Щеку я сюда не испал. 100%. Стопроцентно поддерживаю тебя и говорю, что ты правильно говоришь. Муазда хабету. Иш дуки. И киетам бочвегуй. И киетам бочвег. Войнех. Войнах шикоду. Шиду и войнах. Наши люди. Все. Больше никакой смысловой нагрузки он не несет. Это не национальность. Это не народ. Это не этноним. Это все, как вы знаете, как мы вам это указывали, иштюк ситуация. Дальше. Хепсуры тоже нахам относятся. Нет. Хепсуры, во-первых, хевсуры, а не хепсуры. Во-вторых, их они не написаны, что относятся. Только бацбийцы указаны. На документе только 3 общества. Я прикол скажу. У нас в Русмартане живет одна семья. Так. Херсур, у них фамилия Шатиловы. Согласен, Шатилова не фамилия, не Шатили. Хейферсу, я сразу понял. А Шатилова, реально, я сразу понял, что Шатили. О, ну, чебоны, Не асуш нохчи бат сабах. Адуквак. Я тебе не говорю, что иш нохчи бат смацавас. Я говорю, что в термин войнахи подразумевается определение термина войнахи, записаны 3 общества. К ним не относятся ни мелхи, ни экки, ни уарстхуай. К ним относятся только чеченцы, ингуши и бацбийцы. Все остальные под этот термин не подходят. Это обозначает мелхи, уарстхуай, экки это все нохчи. Голхи это ваппи, джейрхуай, там, хамхуай, цауруай и так далее. Ну, цер шарюцер. Это они. Бацбийцы это бацбийцы. Все. Нихт вобла. Нет, я, конечно, со мной могут не согласиться. Сейчас там скажут, там, Уарстхуай скажет, мы отдельный народ. Сюегумамабах. Я вам говорю по документам. И что есть другие документы, которые говорят, что Уарстхуай Карабулаки отдельно. Я видел, мне их присылали, я их читал. Сюгумацабах. Но я имею в виду по войнахам. Войнахи это не этноним, это наши люди. А можно ли относить и сказать сегодня Карабулаки войнахи? Да, можно, но под сам этноним, если вы подразумеваете как войнах, как этноним, или общеобразовательное слово, да, они не относятся. Они есть часть единого народа. О, поидбоч, нахит, хуль, цабол, так, короче, ладно, оставьте, поидбоч, нахит, юм, шдюйцердат свой. Задавайте вопросы, если у вас есть еще по истории, если они есть. У меня просто время к сожалению, время по Инстаграму заканчивается, но Телеграм и Ютуб мы продолжим. Как всегда, потому что если я сейчас выкинет меня, я не смогу сохранить в Инстаграме. Инстаграм Чабол Вежришк. Если у вас есть YouTube, переходите на YouTube канал или Телеграм канал, мы будем продолжать. Всем, кто, я не знаю, честно сказать, если сегодня кто-то задонатил, поддержал Шундерес, Шудал, Дукдах, Дуэль, вот прикрепленное место снизу. Ашадал, Ашлястул, Гонак, Остана, Вай Якринг, Юцарюшун, Якарт, Юцардушун, Вай Истушкепа. Да, Лах, Вай Кома, Вай Пайдиан Халита. И вы с ним ознакомитесь. Вам огромная благодарность. Завтра мы встретимся. Возможно, даже чуть раньше на Инстаграме, на Инстаграм-канале. Постараемся завтра 9:30 или даже в 9 встретиться. Шухан Хиларитер Оушкиетардуй. Завтра мы конкретно будем рассматривать некоторые документы и буду зачитывать очень интересный момент и 90-х годов. Вот. Остальные переходим сейчас на Телеграм-канал, на YouTube-канал, там мы продолжим более углубленно. Просто Инстаграм, асхан уечу, трафик уечу, соцсетяха уже эфире авола, шел квазла сахду. Я уже гитя даяла, я боюсь, что меня выкинет.
Так что переходим, Шунмасан Дересхил, а мы продолжаем с вами на канале YouTube. И еще очень вас прошу, приглашайте больше подписчиков, лайкайте, оставляйте комментарии или смайлики какие-нибудь, пишите комментарии, это продвигает. Хочу порадовать вас и сказать небольшую статистику до того, как мы отключились. В прошлом месяце 7 миллионов просмотров у нас на Инстаграме. В Ютубе у нас меньше 10 миллионов просмотров не бывает. В Ютубе количество подписчиков, альхамдулиллах, растет. Уже за 51 тысяча, уже догоняет Инстаграм. Хотя мы намного позже начали Ютуб канал. В Ютубе комментарии пишут очень много. Ютуб, чуабол, вежриш, кижриш, вы красавчики. Вы очень поднимаете наши, и добавляются у нас подписчики и просмотры. Некоторые ролики идут уже на 16 миллионов, один ролик только 16 миллионов просмотров. Там огромные тысячами комментариев. Я с этими и тюрками, и не тюрками воюю до сих пор про волчью. Ролик, который мы с Ибраимом нашли и загрузили. Лучше с тюрками пошла, со мной это чики воюют. Да, с тюрками воюем пока. Ищ ситуацию. Подписывайтесь, приглашайте к нам новых подписчиков, вы узнаете очень много нового, вы услышите и опровержение, и узнаете очень интересного о жизни, истории, культуре, географии нашего народа. С вами был Башлам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы переходим на Телеграм и YouTube канал, там продолжим и будут, надеюсь, Рустам, сейчас будем мы обсуждать скифов, сарматов, аланов, и нашу историю, само собой. Переходим туда. Так, Собордял Ибраим. Я Раббана, я ищу у наших лингвистов, там, филологов, историков, этимология, сколот, да? Вот нигде не нашел я. Я удивился, думаю, я Раббана, сколот, это еще можно как-то этимологию дать с нашего языка. Смотрю, никто не написал. Потом я думаю, ай, ладно, давай я сам напишу, короче. И, дочь-то и чё, я пару постов выставил про сколот. То есть там как, вот я сочетаю в 6 книге свои историки, тот писал, все племена вместе называются сколотами, то есть царскими, эллины же зовут их скифами. То есть Киротот что пишет? То, что сколот означает царский. Он вообще пишет, что означает сколот. Потом я слышу, думаю, так, надо этимологию дать. Скорее всего, сколот это сек-олу. То есть сек, там как получается, буква А выпала, это нормально. Например, эти же эллины, греки, скифов называли скифами. А хотя греки, насколько мне это известно, они от слова заимствовали у иранцев. Иранцы называли скифов саками. Сак это и есть скифский этоним тоже. А греки что сделали? Они этот этоним сак превратили в скиф. То есть секс-скиф, ну там перепадает эти буквы, грубо говоря. Вот здесь примерно такая же шляпа, короче. Вот этот сколот, это сек-олу. То есть сек, это что такое, мы уже знаем, а олу, вот я переводил работы, сейчас не хочу фамилию, Тиширию. Вот я работу Тишириева переводил, и Вакапова переводил насчет слова олу, ал, али, эли, короче, да, ну, такую хорошую работу я написал, там пару постов, короче. Было бы хорошо, если их сочитывал бы все в эфире. Я думаю, что и обязательно связь между нашими и нашей историей. Вайгар ол, царь ишт ол и обозначение больше, ишт вашему яйчане. Это я смолба. Просто интересно все, что касается нас, если мы сможем это указать. Я вот то, что у тебя работу вижу, если непосредственно ты показываешь, что есть какое-то непосредственно с нами общее, затрагивают общее и чеченцев, и скифов, сарматов, для меня это сразу на вес золота. Но если ты пытаешься вот как-то намекнуть, что это, грубо говоря, про скифов и сарматов, но не указываешь, почему это, потому что ну, царские сарматы, царские скифы, я слышал термин. Это термин, с этим термином я давно уже знаком. Вот. Связь, хагайчане, в общем, да, конечно, будем.
никаких проблем нету, с радостью, ты же знаешь. Главное, я тебе всегда говорил и говорю только одно, Рустам, я тебя прошу, умоляю, только очень бух будет, что молил дела, бух цехла очень, пойдендацию, нах бюрбон, а это нельзя допустить, мы не можем упасть лицо, в грязь лицом, понимаешь? Ну, источники всегда закрепляю. Вот. Это самое важное, потому что без этого никак нельзя, без этого... Вот даже, когда я писал пост о сколотах, я только думаю, я рабана, лингвист, Ватсу, давай лучше закреплю работу там Дешериева, Вакапова, где они пишут о этих морфемах, или как правильно назвать, да, олу, алу, короче, да, даже их оставил, чтобы были за побольше. Постышь, короче. А так было бы хорошо, если зачитывал бы все это. Это сильная работа, на самом деле. Просто нужен оратор, короче, чтобы это все зачитывал. Ясно? Я пишу, а нужен еще и оратор, короче, чтобы зачитывал на большую аудиторию. Будем зачитывать, будем доводить до людей только с радостью и, как говорится, ну, видишь, сегодня я начал который конкретно будет, как говорится, и договори, а уж конкретика, если нету конкретики, то бывает очень сложно. Мне нужны конкретики. Даже знаешь, Башлам, что можно было бы сделать? Даже подкасты можно было бы делать на эту тему. Ну, чтобы подкасты делать, должна быть очень хорошая база. Понимаешь, о чем я говорю? То есть ты должен владеть информацией очень хорошо, что важно. Не опираться на один материал, а вот заниматься более 1, 2, 3, 4 материала, чтобы взаимосвязанных или просто если хунта хайон Башлам, вот масалдоны, Докион хаца, подкастер, Султан Исаев вызыкался, археолог, короче, вот. Просто и он масыл. Вот вы просто вы сидели, вы это говорили, а люди, они какие люди, сами это ленивые существа на самом деле. Им лень читать, изучать. Они вот хотят сесть, послушать на диване или на стуле с чаем, они слушают, короче, там разговоры. И вот, а дальше вот бывает, листаю интернет, я нахожу фрагменты из вашего подкаста, где вкорочаются, выставляет, там другие выставляют. Ваш подкаст просто вырезка, и люди слушают, и как-то человек, он больше любит слушать, чем читать, короче, я вот заметил, он больше любит ушами, чем глазами, короче, и есть такие вот, дальше вот на эту тему, там, с формата, аланскую тему, если так же мы сидели и говорили бы, это очень сильно хайпанет пошла, я тебе это уверяю, я тот еще маркетолог. Да, хайп не нужен, если это каким-то образом поможет нашему как говорится, нашей работе, нашей истории. Ты знаешь, я всегда хоть час ночи соки чухал массухемон. Вая цанца дёдляла я хундинадать. Мы всегда готовы 24/7 отдать все, что угодно. Главное, чтобы сделать свою работу. А дальше можно будет подкасты делать, я думаю, как-нибудь в Чечню я приеду, так соберемся, как-нибудь, да, хорошую пасту я соберу прям там, на несколько часов, короче, и можешь будет для себя сфасовать, короче. Ну, да. Да что, короче, никаких проблем нету. Смарт-тама, var смарт мечу, цама, ламберге цама цеолыш. Арвин Рсмат. Давай сейчас эфир выставлюся в канале, чтобы люди сошли. Выстави, скажи, пускай заходят, если хотят, конечно, поговорить. Сейчас поплывут сюда сабардила, как рыбки в озеро. Сабардила. Все, выставил. Сейчас и тут люди. Так. Да я тоже думаю, может быть, видео делать с монологами на тему схифа, формат ирландскую тему.
Но это все равно видео снимать, озвучивать, говорить, рассказывать. Я тоже ленивый. А ты не человек, пытался честно. тоже, не хочешь на подкаст сообразить и на подкасте поговорить об этом? Думаю, можно и Мы можем с нужно. нашим фильмом договориться, Ну, посмотреть. понял, пошла, в чем загвоздка. Я хочу более анонимным остаться, короче. Раз я сам не люблю, чтобы я был, как это сказать, такой личностью, который прям, вот знаешь, не хочу себя культ делать, короче. То есть ты думаешь, что я из себя культ делаю? Какой культ, блин, все Да проклинают? не, ты себя не делаешь, это люди тебя делают культом. К примеру, Бахас, вот ты понимаешь, знаешь, чем ты ассоциируешься, пошла, стереотипы? Страх норниться. Вот это такой у тебя, короче, это тоже в каком-то ключе культ, короче, хотел особо. Тебя увидят, сразу, это же он там норницу давит, короче, хотел особо, короче. А я себя культ не хочу делать, короче. Потом меня увидят, скажешь, а вот это скиф наш, вот этот Алан, Сармат, и короче, а вот такой культ. Я знаю, как это работает. честно сказать, я немножко в шоке, и для меня очень нелицеприятная картина касаемо того, что мы, к сожалению, вот эту кабанскую культуру и аланскую культуру оставили, вот, ты знаешь, за пределами, то, что наши ученые, кроме Хизрива, за это никто не берется. А это непочатый край, и все находит у нас и от Нажаюрта, и по всей территории находит или аланская, или скифская, или сарматская. Это не использовать, это неправильно. Почему-то мы вот только вот использовать чеченское, вот 16-17 века, а вот Аланию, хотя мы можем себя полноценно причислить к ним, и советские ученые Виноградова, Марковина возьми, они даже башенные эту культуру, они же относят ее и говорят, что взяли у аланов. А если это субсклад кавказский, именно аланы здесь сложились изначально, и вообще появились и Элинах Хулелюш, я Элинш Хулелюш, я Аланш Хулелюш. В любом случае, значит, мы эту башенную культуру не сами же, как говорится, воссоздали здесь, и почему она сохранилась именно на наших двух территориях, а одних причисляют, а другие молчат. Вот про Дзурдзуков. Я же сейчас только что зачитал, ты слышал, да? Он Дзурдзуков, он относит к ласским народам и цанаров, и двалов относит, и сванов относит, и грузины относят их, понимаешь? Вплоть до сванов. Это уже как-то взаимосвязано. Почему? Потому что сванские башни очень похожи даже на те же башни, которые у нас находятся в Хое. Идентичные почти, я даже сказал бы. Да, почему? Идентичные, абсолютно верно. Просто кладка, да, я еще нашел одно видео, там были у нас некоторые люди, которые не верили, что сухая кладка возможно, невозможно было, было. Я достал видео, где до сих пор в Хушете, кажется, если не ошибаюсь, в Дагестане остались мастера, он прямо кладет и делает сухую кладку. И из тонкого камня как раз таки. Его я тоже опубликую, чтобы люди поверили и говорили, что там яйца динозавров использовали для смеси и раствора больше. Не обязательно. Можно делать абсолютно без всяких яйцев динозавров, и даже без глины можно делать из сухой кладки башни. Если дагестанцы до сих пор сохранили это, то почему у нас не могут? Просто мастерство можно утерять, но оно было, это же не обозначает, что у нас нет. Горные части сохранили, у нас просто горные части более современные стали. А знаешь, Башлам, насчет аланов я скажу, это уже доказано археологически, то, что аланы были выходцами из северокавказской культуры. Коренной будешь, все, это археологически. Отсюда ушли аланы, есть такого? Ну, где-то в другом месте, что аланы есть, я этого не видел. То есть зарождение... Есть археологические работы, книги, это имеется. Я их даже публиковал на фрагменте этой книги, короче. Сейчас, дай вспомнить. Не, я имею в виду, что здесь зародился. Pardon, Аланш, вот археологические данные, сани, Кавказер, Барыш. Именно северокавказской культуры
северокавказская культура моя, и это же, говорят, что от этой же северокавказской культуры идет и капанская культура, короче. То северокавказская культура идет майкопская культура. Ну, там же преемственность носится, как, короче, там преемственность куда делают, короче. Но факт остается фактом, то, что вот на Северном Кавказе была северокавказская культура. И выходцами из северокавказской культуры являются аланы. Аланы, это по археологическим данным, Султан Исаева тоже по этим данным говорил по несколько раз у меня в эфире, если ты помнишь, нет? Аланы вышли из северокавказской культуры и поселились на Дон. Там именно вот так говорится. Ты Олег Мудро говорил, другие там говорили, да, археологи. Но соприкосновения со скифами у них разве не было? Скифы уже считаются тоже именно из области Дона, южной части. Ну, Дон на Кавказ считается, скифы, да. Дон на Кавказ считается. Да, и Мабаяс, там и получается и скифы, и сарматы сразу три. Просто разные периоды уже, по ходу, они меняют его названия. Скифские, сарматские, потом уже в конце аланские. Последний аланский у меня Чуксо. Знаешь, как я читал? Если я не ошибаюсь, это написано в книге Шая Сабардил, либо Нахи, вот этот, который Кумба писал, либо в книге «Культура чеченского народа», которая выпущена при поддержке Бюро ЮНЕСКО. Это из двух этих книг, это вроде где там написано, то, что аланская культура как появилась, это получается микс скифской и капанской культуры. Вот этот микс произошел, и на этом миксе пошла и аланская культура. И это же не сармата аланская, а скифа аланская, да? Не, смотри, там как то, что скифская культура и капанская культура, хотя эти культуры, они очень похожие, очень терем культур, чуешь. Также, скорее всего, говорят то, что у них один отец был. Как же сарматская же тоже именно кластер накладывается на них, сарматские же тоже. Ну, сарматская, да, ну там прямо сарматская не пишут, там вот как именно пишут. То, что, скорее всего, был один родоначальник у скифов и у капанцев. Но вот эта скифская и капанская культура, там произошел микс, и на этом миксе пошла аланская культура. И еще бывает так, я сейчас не вспомню какой-то книги, это вроде бы либо в Нахи написано книга Какумба, либо в... Ты по кемерийцам что-нибудь нашел вообще? Кемерийца, вот что примечательно, нашли. И этого кемерийца QTNP именно нашинская, чтобы ты понимал. Ну, я так и знал бы. Чтоб ты понял, там у кемерийцев какие группы, вот я там изучал, это RTNB, QTNB, а это QTNB, она именно вот нашинская процесс QTNB, вот именно нашинская. Вот твой тейп, чтобы ты понял, твой тейп тоже кемерийцы, вот QTNB, чтобы ты понимал. Тимур, Даша, я тебе сейчас фотку скину, вот зайди в WhatsApp, просто ты сам скажешь. Тимур, эфиря Мавара Оривай. Слышал насчет войны, которая про Дзурдзукетию, когда я Хасана зачитывал, там говорили, что мы, как дзурдзуки, воевали против, на стороне грузин, воевали против... Вала, пошла, зайди в WhatsApp, если можешь, прям сейчас зайди. Просто скажи, вот кто это на фотке, просто скажи, на кого похож? Кемериец, вон, это протоскиф кемериец, чистая чеченская морда у этого человека, хотя это реконструкция, короче, этого кемерийца протоскифа, даже и внешность, даже вот, хотя не тоже даже ДНК, а даже и внешность, хотя вот это вообще удивительный феномен, особо не поменялись мы. Да, согласен с тобой. Тимур, там говорилось о том, что в 853 году воевали против арабов в Грузии, войны Шерталинчи и Дзурдзукчи воевали против арабов. А Люксига, статья, и Хазма, Зарам Хазири? Сунд, Адвичца Хазир, ну, они воевали, да, вместе с грузинами. И там они, правда, они не грузинами там называются, они называются цанары, указывают, что цанар ши, двал ши, и штязин будешь там, они как грузины не указываются там, ну, сегодня можно, назвать их. Царем каким-то, царь у них кахетинский, картлинский царь, он охуерцун, царь. Вместе с ним они воевали с этим картлинским царем. Цанаретти была, начиная от Тбилиси до Дарьяльского ущелья, Цанаретти Хилю, а временной
она называлась, и Чертолетти тоже она носила название параллельно. Сейчас обрделась лицо. Царь жестокий Темшбина, у меня где-то есть про это статьи. Царь страшный Темшбина, царь Цанар. Да, Хасан смел, чего я сделал? Я же вот этот Хасан момент. Язин, сукин сын, ну, до других... Да, Хасан ссылается, знаешь, против кого? Это средневековый источник свидетельствует, что время нашествия Буги Аль-Кабира в Убахцуе на Закавказье 853 год, это полководец взял у жителей Чертолетти в заложники 300 человек, однако в той же летописи Картли указывает Яшуба, далее сообщается, что горцами, которые обрекли этих своих заложников на смерть, сразились громадным войском Бука Кабира и разгромили его. Были цанары, гордобанцы, по названию столицы Цанарети, Гордобана, это страница 49-50. Впрочем, жители Чертолетти могли быть всего лишь важным субэтническим компонентом в составе цанаров, или наоборот, цанары являлись частью чертолинцев, чертой. Последнее следует из данных, приводимых Меликашвили. Меликашвили указывает Яшуба, первоначально чартал, по-видимому, является более широким понятием, включая в себя ладуа, всю Кахетию, включает в себя всю Кахетию, 124 страница. Добавим, что в арабских средневековых источниках всю Кахетию называли по имени цанаров. Санаран называлась, она говорит. Кахетия называлась Санаром, называется Басу. Но здесь он вообще не отделяет их полностью, я так понимаю. И черт ваших азнесан, что историю Чутерду, по крайней мере, здесь именно про Дзурдзуков, где указывается. Здесь начиная от Тбилиси до Дарьяльского ущелья Хилы, включая горную часть, то есть Тушины, Сваны, Хивсуры, они все туда входили. Я 5 копеек закину, у кетов, германцев при Черноморье с нахчийцами, цанарами были династические браки. Это пишет Вартан Аравельцы, всеобщая история Вартана Великого. Пишет о нахчеязычных цанарах, что они заключали династические браки с германцами и кетами. И это очевидно свидетельствует о мощном союзничестве. А что при Черноморье у цанаров контакты были с этими шикетами. Если там они указывают непосредственно и этих сванов, то, конечно, что здесь должны указываться. И он, если Тимур, Хэшуя, смотри, Дзурдзук говорит определение, Дзурдзук говорит определенно, и при всех его упоминаниях единообразно локализовались этноним между Дедуэти, Дагестаном, на востоке с ущельем реки Терек, то есть Дарьяльские ущелья, Сиги Качал, и здесь, смотри, он указывает, Кавказиан, говорит, не столь определенно, говорит, и единообразно локализован этноним, он локализуется иногда в верховьях ущелья Арагви, иногда в ущелье Терека, а иногда и западнее. Поэтому нельзя считать, что их синонимом, нельзя их считать синонимами, учитывая всю совокупность свидетельства о кавказианах и дзурдзуках, правильнее предоставлять их взаимоотношения как целого и части его. Здесь смотри, как указано. Некоторые из них сделали родовитыми, остальных посадили в Тиуэлли от Дидуэти, Эргиси, которая есть Суанети, и овладел он всеми ими, родной матерью своей надежно. Это имеется в виду Саурмаги и Яцер. Карте Схавреба Яцер, в общем, и Ящом. Напомню, что в карте Схавреба при описании деяний второго царя Грузии Саурмага дзурдзуки названы половиной рода кавказианов. И дословно в этом источнике отмечается, что Саурмаг привел с собой всех дзурдзуков. Половину рода кавказиан, некоторые из них сделали, говорит, родовитыми, остальных, говорит, посадили в Тиолетти, от Дидуэти до Эгреси
которая есть в Сванете. Я владел всеми ими родной матерью своей надежно. Можно выявить и других потомков Кавказа, имеющих определение нахчийских этнический облик, то есть Вайцани, Гергалу, Дегдацер. Речь идет о жителях Черталети, потомками которых, очевидно, являются представители чеченского тейпа Чертой. Летописец Леонтий Мравелли прямо называет, говорит, жителей Черталети кавказианами, 30-31 странице, в общем нахчийского этнического облика. Если мы обратимся к летописи Картли, источнику, относимому специалистами к IX веку, то выясняется, что Чертуай, жители области Черталети, тождественны нахчийцам Цанарам. Цанар Чертуай Цабубахахо. Средневековом источнике свидетельствует, что время нашествия Буги Аль-Кабири и Яромович Мухалы Истангери в IX веке Арбош Сант Ламбин Набуши. И ситуация. И он, в общем, и Сагяцер, что в арабских средневековых источниках вся Кахетия называлась Цанарами. Примечательно, что делает название Кахети, Цанарети, Черталети в географическом и этническом смысле тождественными. Значимость цанаров, черталинцев, чертой в древней средневековой истории Закавказа емко обозначает армянский историк М. Куртумян, короче. Вот. Тоже главенствующее положение Цанарь мы видим в период арабского владычества. Жители Санарии, то есть Кахетии, сами Цанары являются грозой арабских властей. Цанары объединили всех недовольных халифатом племена, к которым присоединились северокавказские племена и не давали покоя завоевателям. Территория Санарии, то есть Кахетии и Эрети, фактически была очищена от арабов, и среди народов Закавказья Цанары одни из первых объявили свою независимость. Именно в это время появился Харук Какар, Вичвол и грузинский царь Вари. Именно в это время и появился товар Григол в Бахцаре. Товар Григол 786-827 года, ставший во главе нового феодального объединения Кахетинского княжества. Усилившимся Григолу удалось к началу IX захватить часть Картлей в долине реки Арагуй. И Дуйцу, короче. Но здесь подчеркивают еще, как мы видим, Цанары отождественные с летописи Картли жителями Черталети, то есть чеченцами общества Чертуай, именно так и записано. Но не только были жители Кахети, но и выдвинули из своей среды правящую династию Кахетинского княжества, в будущем царства. Отметим, что Цанары считал чеченцами известный английский востоковед В.Ф. Минорский. Минорский Ляздук Яшас, думаю, тоже слышали о Минорском. К тому же, мнению склонялись и российские ученые Новосельцев, Пашуто и Черепнин. Короче, ищет ситуацию. О жителях, короче, ищет. Если хотите, могу и дальше продолжить. Здесь интересные есть моменты. Ищет он штуку. Одновременно Хиллаун царь, название Черталети, Хиллаун, Цанари, Хиллаун, одновременно. Да, но они говорят, по видимости, Бахцар. Или один этот народ был Бахцар, или, говорят, тождественные одному и тому же Бахцар. То есть они не говорят... это Цанарети, она писалась, и Черталети писалась, и Цанарети писалась. Что примечательно, сегодня грузины хотят себе приписать Цанару, я с этого умираю. Но они имеют право, ваша Таланештина, она же находится на территории, это то же самое, вот Вайшиму Муба, Аланес. Не, еще Муба, Хайон, то, что и Цанар из Гюрджи, короче, хотел, сейчас они так хотят. Название Гюрджи появилось, когда мы уже знаем, намного позже появилось. И когда вот Башлан Дукмали Алиса, Цутраси Теолцу, Дарьяльские, Ценерети, Олча, до Тбилиси, чего Дукляла, годами я там ездил. Когда заезжаешь, уже когда спускаешься с Гудаури, внизу едешь,
первый райолушек, черталетию, инза село чертали. Yok sultan душетию, дышни айнмет кюболшек. Душети название хинза юцун, и потом третий идет уже чанет, чантиши метка. И до сих пор эти названия есть черталетти, Но они душети, фактически чанетти. в Айцане дознахли слушатись, но южный дознахтяне не слушающий. И сразу след, прям по надгорью, прям по над хребту букет объечи. Ну, вот и Бакпасундер. И с левой стороны, когда туда едешь, с левой стороны уже за хребтом уже Чечня yol шметк букцига. Дела его и духа болчар. Тиаргерцою и Кистинце Алмаргашвили книгу. Дел даю, о книгоны на самом деле, Тимур. Он хамас, скажем, Маргашвили сакай книгяцер, Тимур. Взаимоотношения, грузино-чеченские взаимоотношения, Гяцер. Еры, но я ее, кажется, не помню уже вообще тут я куда-то. Сейчас я как раз мы с вами разговариваем, смотрю, Коря. Тут я имел интересный момент. Брошюр кереис, а брошюр кереис. Я, это книга, полноценная книга ее изглашаю. Ну, я стану, точно. А вот она у меня есть. Алироев и Маргашвили, и он. Кистинце, Алироев. Изаюрца зеленый. Так, сейчас я как раз таки посмотрю. Там, я когда первоначально, я же думал, что племена Шияца, Тимур, я думал, они только во времена Дьябелыш, по-английски учили Дьябелыш. Я думал, они только вот во времена там 17-18 веков, Дьяца Беломяч, вот все. А здесь, ну, чертолетие, понятно было, что чертолетие. А здесь оно указывает очень интересные моменты, которые... Можно 5 копеек вашу? Что можно? 5 копеек кину я. Рустам, выстрел. Мы пост публиковали на канале, я сочетаю. Страбон отмечал, что горцы Круси являются этническими нахчийцами. Это наше примечание. Были родственны скифам и сарматам, и в случае необходимости могли выстоять многотысячную армию, которую вовлекали и в своих родичей, занимавшие равнины Предкавказья. Античный географ так пишет о нахчийском населении Северной горной области Пруссии. Вот наше примечание нахчийское. Так, на Ипирийское равнение, вот это он пишет, это греческий источник, на Ипирийское равнение обитает население, более склонное к земледелию и миру, которое одевается на армянский и метийский лад. Горную сторону, напротив, занимают простолюдиные воины, живущие по обычаям скифов и сарматов. Соседями и родственниками, которых они являются, однако, они занимаются также и земледелием. В случае каких-нибудь тревожных обстоятельств они выставляют много десятков тысяч воинов, как из своей среды, так и из числа скифов и сарматов. Вот что интересно, то, что с древних времен в Горной Грузии, и не только в Горной Грузии, во всей Грузии, это грузинские историки тоже пишут, то, что скифы и сарматы были большинством Грузии. Но когда эти картвейлы шли на север, до этой скифа сарматы как-то, не знаю, что с ними случилось, но там грузины по-разному пишут, либо их вытесняли на север, короче, скифа сармату, либо они по каким-то причинам уходили, либо там умирали, короче, ясно. Башлам, и скифы, пришло, скифы, сарматы, саки, кемерийцы, это все один и тот же народ. Один и тот же народ сегодня, если сказать по тейповому различию, если их как бы разделить можно. На самом деле, народ дышит. И сейчас вот, почему показывают сарматские захоронения, показывают инсвайдаинка, щуца рагоч, скиф, шаланшивай ДНК шагоч, только разных тейпов ДНК показывают. Q1, R1, J2. Тимур, я не знаю, ты тут был или нет, я по шламу скидывал, в наш чат я это скидывал, по шламу, вот полностью тейп по шлам и по шлам то в это число тоже. Они полностью, экшбатой буй, они полностью по ТНК являются скифа сармата аланами, саги кемерийцы, чтобы ты понимал, весь его тейп. Вот я не знаю, почему по шлам про это не говорит. Если у меня была бы такая ситуация, тебя в грудь пил бы, говорил бы, о, соушен цен, скифа, кемерийцы, алан, саг, сармат бы. Это сидит, молчит, про ингушей говорить бы, я уже удивляюсь этого.
Я серьезно говорю, сделал публикацию, скажи, вот я прямой потом его, да, чтобы вообще все И лопались. еще пришло. Вот это Каякена, Харачойская культура, Кабанская культура, Пихуерцига, Илоны. Вот башка у меня. Короче, Харачойская была. культура арабская. Это все одна и та же культура. Это все искусственно разделено, как и скиф, и сарматы, и саки, как они разделены. Точно так же разделено вот это вот кабанская культура, кура-аракская культура, харачойская культура и кабанская культура. И шайник та культура, просто искусственно ее разделили и под разным соусом ее подносят и раздали вместе с землями, раздали разным людям. И Но насчет Кура обманывают. Аракс у меня двоякое мнение насчет Кура Аракс. Ни в коем случае не подумайте, я к Кура Аракс отношусь нормально, хорошо даже. Но я к нему двояко отношусь. Почему? Вот элементарно. Потому Вот есть... что, Песпо, ты не знаешь, вот в Тбилиси грузины вообще жили только на той стороне, на правом берегу реки Да, Кура. они сами в Дифате, Дикре, и там они жили уже. Это до того, да, они до того, как переехали туда, на Куру. А жили они в Мцхете. Мцхета — это километров 20-30 от Тбилиси. 25 километров от Тбилиси. 25, да. Они там жили. Они к Тбилиси отношения не имеют вообще никакого. Оттуда, от Куры, и включая вот эту вот Кахетию, Цанаретию, вверху вот эти вот горы, и на нашу сторону переходя, вот где Мялхи, Терлай, Ты же знаешь, Тимур, вот я это все не ихнее. Это все не ихнее, Петко. Юрий, самоназвание. Вот они же себя называют Сакартвел, вот это уже знаешь, что Сакартвел бы, да? Поему это, да. Ударить. Нехбер, чебохе. Да. по дорогу с Идумгали при напрямую в Грузию, про это говорить? Нет, они сейчас другую дорогу. Через Игикала, через Таргим где-то, они там сейчас. Уже понятно, что они будут. Якобы. И тем более эта дорога еще ерунда, они железную дорогу туда планируют. Через горы. Что-то я очень сильно сомневаюсь об этом. Башлам. Это дорога, это межгосударственный проект, то есть это не так, что захотели мы деньги нашли, построили. Да, я поэтому говорю тебе. Это А что с этой проект. дороги, если Думгали в Грузию, то строят, надо строить. Пока они У нас она строят. построена, у нас она готова, но там политическая. Но это только нужное время нужно, и все, они все уже давно заранее обговорено. Никто не станет строить дорогу, если не будет соглашения. Конечно, такие деньги никто не будет вкладывать от себя. Все давно соглашение есть срок открытия. Ну, пока им это не нужно по политической обстановке. Как только их время наступит... Нашу дорогу? И об нашу дорогу. Да. Это будет... Наша уже готова же там фактически. Да, нет, но сейчас еще не время, не пришло открывать. Цеца договор, шмаю и не беш мабаци. Вы Мехдас, фактически 24/7, але это не от нас. Это в одностороннем порядке не строится. Если эта дорога начала строиться, значит существует межгосударственный двусторонний договор. И просто так дорогу никто от себя строить не будет. Вот все, они свою часть наши закончили. Сейчас как политические вопросы они урегулируют, эта дорога будет открыта, иншаллах. Это уже запланированное. Я помню, как норницы плакали с этой дороги. Нет, вы сразу дорогу строите, Грузина не надо, вы потом пожалеете. Да нет, там такая ситуация. Они до сих пор это говорят. Ничего. Там такая ситуация. Как они это просто восьмой слона делали? Там такая история, что вот такие дороги просто так от себя никто не строит. Если не будет двустороннего соглашения, а тем более открыть таможню, это федеральная
задача. Это мы тоже не можем здесь от себя таможню открыть, межгосударственную границу. Это значит, Москва согласована, это значит, Грузия согласована. До час X пик они оставят, сейчас час X наступит, все, они ее откроют уже готовую. Там нету там такого, как они говорят, грузины разрешат, не разрешат. Какой разрешат? Если уже начали строить, значит, давно разрешили, значит, уже миллиарды вкладывают, уже это такой проект межгосударственный. Там просто выступление они закинули, телевизионное выступление, и у тебя Чуквасин, якобы, вот, оно есть. Это выступление было и у нас глава заявлял об этом, однако все вот стоит и там же. Нет, пока еще не наступило время, еще нет, им это не надо. Они сейчас подготовку сделали, а таможню в любой момент они откроют. думаю, тише Это такая же история, например, Пешко, это такая же история, которая много говорят, как укрупнение регионов. Все знают, что укрупнение регионов будет, вот в какой бы виде она ни была, это укрупнение регионов будет. Об этом уже говорят и в правительстве, и в министерствах Москвы на самом высоком уровне. Мы это знаем, что будет, но не знаем, когда они это сегодня сделают или через год сделают. Но уже все, у них проект пошел. Они, и Матвиенко заявлял официально, и другие заявляли. Такие заявления просто так не делаются. То же самое и там. Дорога будет открыта, она уже построена. И вот этот день единственный, неизвестно, в какой день они это сделают, как им политическая обстановка будет. Они посчитают нужным, вот тогда они и откроют. И никто никого ничего спрашивать не будет, опросы делать не будет, конечно. Откроют и все. Ну, с нами они максимально будут бояться его делать, это понятное дело. Что будет? Але я так хочу, чтобы нас с Краснодарским краем объединили. Я рабана, как я хочу этого. С кем объединили? С Краснодарским краем, не с Ингушетией, Так ты лучше туда переедь сам. Ты лучше сам переедь туда. Да нам зачем переезжать? Пусть у нас как одно нормально. А? Нам море, понимаешь? Черное море. Ну да. Там А то это Каспийское мне уже не нужно, оно уже... Я отписал бы, оно уже испорченное. Вот Черное море более-менее там, короче. Каспийское море, Аликутер, лягушатик один, блин. Не, ну, в Австралии-то море нормально, тебе скажу. Если я так смотрю, что с этим морем, Цветное море, как они его испортили. Ибрahim, Зурзур, Ибрahim. Büyük bol. Не будет через Таргим Бош было. Это такой дальний, такой немыслимый проект. Его еще нету, этого проекта еще нету. Они просто говорят, когда-то был при Советском Союзе, сейчас будем строить. Он даже не на бумаге, его даже на бумаге нету. И они на стороне дороги построить не могут. Какой Таргим, какая Грузия? Не откроют. Не откроют. Во-первых, невозможно. Там, во-первых, невозможно открыть. Рельеф Цагинаун, Сухитя, Цагир Дукцигар, Савиан, Джайра, Масумет Тятик Шол, Косутка Яхкан Цигар. Я смотрел эти, где они говорят, это дорога, что они будут туннели километровые прорубать через горы, мосты делать, какие железная дорога, автомобильная дорога. А вот это не Китай. Здесь за несколько лет не сделаешь, там на десятилетия проекты. Тем более проекты, еще в проекте его нет, даже не заложено, ни бюджет не заложен. Ну, пока идут, тем более официальные лица не заявляли об этом. Ни Матвиенко, ни Путин, ни Лавров, никто там у них, там еще остальных даже, не знаю всех. А никто официально это заявление не делал. Да, это есть. Да, борьба чеченцев за свою независимость. Kriget är ju här till Sverige.
Джурджукете? Сейчас Труцукете пояснил по своей дороге, как надо было. Все, напрято дзудзукети гучвелла. Да. Мне очень Не, часто... если нам дадут голосовать с каким регионом присоединиться, буду с Краснодарский край полезен, чтобы нас с Краснодаром объединили. Часть войнаха, алязи чемош. Бойер бырыс да бар. Дейр вану бар. Кистеник, Кистенистование расположено в северной стороне хребта Туш-Хевсурских гор, главных Кавказского хребта в верховьях реки Аргуна, правого притока реки Сунджи. В горной части Восточной Грузии находится гора под названием Секистосбах, Секистосмта, гора Секистос... Такие мяты, случайно. Секистобах, Секистоскаро. Родник секистов, в Хевсурете селение Кистани, а в Кахетинской долине селение Кистанелли-Юбах, Кистаури, Кистадзе и другие. Этноним Кист, Кистеби грузины первоначально называли войнахские племена, живущие на границе с Грузией, бах. Ни чеченцам, ни ингушам это название неизвестно, бах. И в языках их этого слова нет. Чеченцы ингуши панкистских кистов называют гюржир-нохчи. То есть чеченцы из Грузии. Или гюржир на войнах, грузинские войнахи. В языках войнахов нет также слова макалон, которое осетины называют ингушей. Нет слова буртиялбах и мичигиш, которыми аварцы и кумыки называют чеченцев. Интересный момент. Я поспорил с этим тезисом. Буртиял – это нашего Перти. Соболе, у них это другой смысл имеет. По словам Ашавиль-Хашвили, в глубокой древности кист обозначали жителей ущелья чеченского поселения Киеба, которое находится почти на границе с Грузией. Автор указывает, что Хевсур, отправляясь в селение Ки, говорили, что они идут в Киста. Так что этноним Кист произошел от Ки. Впоследствии это название грузине распространили на всех войнахов. Это могло быть действительно так же, как и это случилось в русских названиях чеченцы, взятого от названия села Чечень. Панкистские чеченцы приняли этноним Кист. В наше время в паспортных данных и в беседах с людьми иной национальности они именуют себя кистами. Существуют другие сведения, которые Албуташвили были записаны у престарелых рассказчиков, утверждающих, что название киста происходит от кирист, христианин. Когда плоскостные чеченцы омусульманились, дагестанские муллы, поднявшись в горы, обращались к ним, называя их киристами. Киристами горцы не понимали, что означало это прозвище. Однако позже они поняли, что плоскостные чеченцы объяснили муллам, что население гор крестьяне, то есть христиане. С тех пор осталось за ним это название кисты. Видишь, какое описание делается. Это Албуташвили пишет. Вы знали об этом? Я такого не слышал, что от кест называют. Также в предании значительно позже было записано и Маргашвили. Маргашвили Язинбах Изже. Это указ, это Грузия Албуташвили написал. Первая точка зрения нам представляется вполне допустимой. Однако, учитывая тот факт, что селение Ки находилось на берегу реки Кистинка, может предположить, что Ки восходит к основа их вода, река. Жителей, проживающих на берегу, могли назвать Христия Ист, берег, то есть живущие на берегу реки Христа. Произношение с соседними племенами могло звучать как Киста. Такая версия нам кажется допустимой.
по аналогии и этнонимом Шатан. Шатан, Чачан, который, вероятно, происходит из Шашан, Шасан, а слово Ш – лед. Шасан, как лед. То есть племя жило на берегу реки Шасан, то есть холодное, как лед. Шасан Бог такой. Заслуживает внимания, что селение Ки находилось в Чечне, Бах. По сведениям Вахушти, это местонахождение локализуется выше Джейраха, нынешнее Джейраховское ущелье. А следовательно, в 17-18 веков этноним Кисты уже существовал. В те времена чеченцы и ингуши для соседних племен были кистами. В последних исследованиях русских ученых этноним Кисты появился в конце 19-го, начале 20 века. Таким образом, в сознании грузин-горцев этноним Кисты объединяет все племя нахчийского войнавского происхождения. В связи с этим нас интересуют сведения историков, этнографов и языковедов относительно Цова Тушинбах. Во всех трудах, дошедших до наших дней, господствует мнение о войнавском происхождении данного племени. Однако о таком случае трудно объяснить, почему на них не распространялось название Кисты, а сохранилось прежнее племенное название Цова Туши. Цуаи, Бацуаи. Войнахи Туши, Цова, Войнахи Тушин, Цова и Чагма называют единым словом Баца, то есть в их сознании понятия Цова и Чагма объединены в едином названии Бааца. Даже в войнавских народных преданиях и сказаниях нигде не проскальзывает мысль о том, что в горах Грузии в древности проживало племя, имеющее к ним какое-либо родственное отношение. За исключением отдельных семей, которые в силу кровной мести или других причин поселились в разные места Грузии. Надо отметить, что цова-тушины в корне отличаются от войнавских племен, как и антропологически, так и бытом, традициями и мировоззрением. Исторически они были опорой для грузинских царей, охраняли свою территорию от набегов соседних племен, внешних завоевателей. Исторически прошлое Цова-Тушин неразрывно связано с грузинским народом. Они не раз вступали в острые конфликты с соседними кистами, ибо кистинцы очень сильно воевали с тушинами. И именно панкистские кисты в связи с тем, что чеченцы и ингуши давно определились как этнические единицы и обозначились границы их распространения, в работе под названием кисты мы подразумеваем население войнавского происхождения, которое занимает территорию Панкийского ущелья в Грузии. Первым источником содержания сведений о поселении кистов в Панкийском ущелье явилась опять-таки карта Вахушти, согласно которой по самой сердцевине ущелья, протекающей реки Алазани, по его левой стороне, выше нынешнего села Омала, находится селение Кистенелли, который указывает на то, что во времена Вахушти здесь уже проживали кисты. Отмечено на карте Вахушти село Омала. По нашему мнению, вначале тоже населенное кистами, так как данный топоним не этимолозируется грузинским языком. Войнахи Омала произносит как Уомал, что означает Уомал, место, где растет лен. То же самое относится и к Татушевскому Аумалу, который, вероятно, впервые тоже был заселен кистами. Бесспорно и то, что вместе с кистами в Омала проживали тушины, которые последние раньше кистов спустились с гор, поселились в районе Панкийского ущелья. По старой памяти свое новое место жительства назвали именем своего бывшего села Омала. История кистов в Панкисте удивляла внимание некоторые исследователи, хотя многие сведения, приведенные ими в соответствующих работах, являются спорными. Да, здесь есть карта поселения Панкийского ущелья по схеме Вахушти Багратиона. Блатари, Карашкилли, Хатарулли, Кацаха,
Бацари, Бацара, Марлисы, Цмадерлени, Карана, Бахтриони, Отхатуатали, Алазани, Панкиси, Омала, Кистенелло. Дык название, что охота. Вот так вот. Есть такие вот названия. Ну что, ама штукшин генте. И Маргашвили книгу, что я в Тимуре, да, есть, я не знаю, куда я ее делал, там Лочин Махлаарсай. Это старое издание было в 80-х годов. Знаю, что интересно пошла. Короче, вот и Тушинч Буй, у них есть фамилия родовая, Пешкроу называется, Пешкроу. Они из селения Итильта, Пешкроу. Вот и Пешкроу Буй, и Пешхой Бу, что интересно, короче. И среди Хевсуру тоже была такая фамилия, но потом они растворились в других фамилиях, короче. Поинных помнишь, на самом деле, целую Тушинч и Хевсур, и просто видишь, как они окрустинились. Видишь, я думаю, что Маргашвили и Алироев, они описали по более поздним, спрашивая уже непосредственно у них. Сейчас Тушины, некоторые люди из них признают, что вы Орма, что Оли. Но я когда разговаривал с панкийскими кистинцами, Уайчанч, Цабьезущаш, Инзриц и Анина Бахцерцане. Вот вам на счастье, Бахцерц. То ли враждебность между собой, но кистинцы, Тушины считают нас предателями, то есть предали свою веру Олбахца. Христиан считают, что аж предать и на вере, короче, бусул халашу бог, и учуюцба. Короче, на хвосту я рубаная, вот просто моя ошибка, то, что я его имя не записал, если было фамилию не записать, короче, но он тоже там кружит Таню, тоже двигались, вот, но я это все записал, он что пишет? Хевсуры, узнав, что Кости Пешху заявили, мы хевсуры, но знаем, что наши предки когда-то ушли из Пеша. То есть Пеш, и Мечаю, и Пешхой мог быть, тягают, а Пеш, короче, мы оттуда вот уже все вышли, короче. Ах, что тут еще интересно написано? Ну, там среди Тушину, что интересно, у Тушину есть фамилии, тушинская фамилия Ковтарашвили звучит как Ковтаркар. Хачирудзе, Хачиркар, скорее всего, Хачирой будешь, короче. Вот, а если по фамилии, короче, так посмотреть, там многие нашинские будут, короче. Это Маргашвили книги, если я еришь прямо по фамилии будешь сидеть. И сунде, да есть, вот что, я шерик дерсун, блин, куда же я ее делал? Ангару Суни. И вот ему ерока уайли низ на виду. Мягкий переплет, есть книги с мягким переплетом. В Хевсурете на окраине аула Муцо есть высокий холм Харчойгу. Харчоевцеву холм, скорее всего. Ну, прикинь, давай, там что только нету. По информации Сулейманова, там когда-то стояла боевая пашня из хлеба, у пашни постоянно находился тосор. Название холма фонетически увязывается с названием Таипа Харчу и Пешху. И возможно, что эта связь определена местом исхода Пешху и Пхайлите. Салиману, топонимы Чечни, Пакшаву, с Таипом Пешху. Так. Много чего интересно написано. Сейчас, что там еще есть? Насчет нашинских Хевсуру. Я эту книгу найду, блин. Здесь тоже надо очень хорошенько прочитать. Никто не читает. Все знают, что в доступе есть эта книга «Кистинцы». Но никто Кистины, до конца ее никто не прочитал. А там, между прочим, очень интересные материалы. Новое издание Юар Маргашвили Алироевой. Новый году переиздание Юар. Она у нас 2006 года Юар. Чекаев, Кати Чекаев, доктор филологических наук, является ответственный редактор. Яхаджиева Аманат Хасановна, кандидат исторических наук. Никогда о ней не слышал. Ну, теперь знаю.
и Шаулахашвили вместе доктор исторических наук, профессор, и Чакаев, доктор филологических наук, рецензентами являются. Алироев, Марагишвили и Кистина называется. Укун и Зерит Ешмяш. Возможно, здесь есть прямо культура, народное образование, переселившиеся, название помните. Это очень важные моменты, которые надо знать. Знаешь, что интересно пошло? В ТНК, короче. Үш Кюршича был шламан хойбуй, вот масала сваншпуй, вот сваны, короче, мушкварцика. Вроде бы, да, хевсуры, туши, тиулы, короче, вот сванш, ну, ламан хойбуй Кюршича. Там по ТНК интересный момент есть, вот ни для кого не секрет, то, что доминирующий ТНК ученцев, это степной компонент, да, мы степняки, да, у нас, мы по ТНК степняки, короче. А Ишкюричи буй, у ТНК грузинов нету степного компонента. Нет у них степного, вообще нет у них степного компонента, ноль у них. Но вот у этих ламанхой, сваны, хевсуры, туши, диулы, вот у них присутствует степной компонент так же, как у чеченцев. Что примечали там по ТНК, короче. Что ты имеешь в виду под степным компонентом? Ну, степной компонент, те же ямники и так далее. Есть такая тема, короче. Но у нас ямники преобладают хорошо. То есть пускали, ты имеешь в виду плоскостной и ушно-горной части бая? Ну что, степного компонента? Угу. Ну, степной компонент, то на Кавказ, равнина, степь, короче. То на Кавказ, и то, короче, при Черноморье там, короче. Ну, степной компонент, вот явная культура. Ну, большой народ не мог прокормиться в горах. Каюмда, Самайста, и там Кала, даже Галанчажа, Хильчан, Хатмадези, там не разместишь там такое большое количество населения. Ну, суть, знаешь, в чем была? Вот эти ламантхой, которые в Грузии, порции, панны, туши, хевсуры, мдиулы, у них такой же степной компонент, как у ученцев, а у грузинов степного компонента нету. Вообще, то есть нету у них. Вот тоже примечательный факт по ТНК. Смотрите, очень важный момент, именно так. Как указывает Бардзенашвили, большое политическое и экономическое значение для феодальной Грузии имела дорога, проходящая через Двалетию. Именно поэтому грузинские цари ее постоянно опекали, тем самым утверждали над ней свою власть. Эта опека, естественно, распространялась и на Двалетию, ворота Касрискари, перекрывавшие эту дорогу, тоже принадлежали им. Именно здесь, у этих ворот, дважды отражали нашествие со стороны грузинских царей и не раз сбрасывали с себя рабское ярмо, которое последними накладывалось на них. Кроме того, грузины по Хевсуреко-Тушинской дороге оказывали большое политическое и культурное влияние на дзурдзуков, Аргуна. Это выражалось в пропаганде христианской религии. Как раз там гласа христианской религии доказать ебяхой. Вот здесь он может как раз среди войнахов, которые усилила средние века. Подтверждением тому служат христианские храмы Тхабаерды, Албиерды, Таргимские и другие, которые поныне сохранились в этих местах и датируются 9-13 веками. Часть войнахов, которые проживали в горах, продолжали находиться под политическим влиянием Грузии, в те времена Давида, строителя царицы Тамар, Их вассальная зависимость от Грузии продолжалась и после царицы Тамары. Г. Пагашвили пишет, взаимоотношения между грузинами и войнахами складывались на двухсторонней основе. Войнахи для Грузии представляли силу, которую можно было использовать для отражения как внешних, так и внутренних врагов. Кроме того, войнахи были как бы щитом против нападения со стороны кочующих племен, а также своего рода плацдармом для экспансии Грузии в отношении северных соседей. Иван Джавахашвили отмечает, что в Грузии еще с 3 века до нашей эры имела тесные культурные, политические, экономические взаимоотношения с народами Северного Кавказа, в том числе с дзурдзуками. Постепенно окрепшее грузинское царство
с течением времени подчинила себя народы потустороннего Кавказа, бах, и включила в границы грузинского государства, бах. Продолжительная близость войнахов с грузинами обусловливается свободное и беспрепятственное их поселение на грузинской земле. Изгнанные с родины или переселившиеся по собственному воле, они находили кров на грузинской земле, бах. Сельские общины Тушети, Хивсурети, Пшави или Хени создавали для переселявших все условия для жизни, выделяли землю и так далее, бах. Разумеется, они приносили с собой свои бытовые обычаи, которые видоизменялись под влиянием новой среды. Вот. Процесс переселения, начавшийся еще при царе Парнавазе, бах, его сын Саурмаг же по грузинским историческим традициям половину войнахов поселил в горной части Восточной Грузии. Следует отметить, бах, что горцы потустороннего Кавказа испытывали экономические затруднения, недостаточность территории для проживания, неурожайность и бедность пробуждали их переселиться в чужие края навсегда, бах. Ган пишет, что они очень бедны и часто нападают на соседних хивсуров, бах. Зиссерман, что тяжелое экономическое положение было у чеченцев, горцев, особенно общества Мелхиста. Население ввиду скудности пахотных земель опускалось на чеченские или грузинские равнины и оседало там. Например, бах, население майстинского общества, селение Сахил-Гой, Тут-Гой, Пу-Гой переселились на плоскость именно по указанным причинам. Бах. Согласно материалам Скитского, кисты с гор переселились на равнину из-за нехватки пахотных земель, соли, железа и одежды, бах. Аналогично грузинским горцам, они стремились на равнину, бах, что было обусловлено экономическим положением и недостаточностью земельных угодий. Между тем, равнинный край, бах, сам испытывал тяжелую нужду ввиду постоянных опустошительных набегов дагестанских феодалов и племенных вождей. Жизнь нахчийцев не улучшалась, и для выхода из создавшегося положения они нападали на соседних горцев, что не всегда отвечало целям создания собственной экономики. В связи с этим они пытались найти подходящие места для проживания и оседания, в основном в горных районах Тушети, Туш-Пшав-Хивсурети, то есть Тушети, Пшави и Хивсурети. Переселенцы состояли из выходцев Майсты, Мелхисты, Терлуай, Хильдеруай, Гезхуай, Хачруай, ингушей, галашевцев, жираховцев и другие. Все эти перечисленные горные племена проживали в самых труднодоступных малоземельных высокогорных аулах. Вторая причина переселения – обычаи кровной мести. Кровники, совершившие одно или несколько убийств, были вынуждены искать место подальше от своих мстителей. И они находили безопасность и приют в Грузии. Третья причина – жестокие меры, принимаемые Шамилем или насаждение ислама. Фактически население перечисленных высокогорных аулов держалось в языческих верований, в которых сохранялись некоторые отголоски христианства. Так, например, известно, что по приказу Шамиля в горном ауле Шарой жители, не желавшие принять ислам, были заперты были заперты в башню и сожжены живьем. Были среди переселенцев и изгнанные из Чечни и Ингушетии по обычаю Бейтал-Вахкар, согласно которому более или менее зажиточная семья под страхом раскулачивания искала приют за перевалом Кавказского хребта в Тушети, Пшави, Хивсурети, наконец в Панкиси. Вместе с тем они уходили и на равнины Чечни, к акинцам, живущим в нынешнем Хасавюртовском районе Дагестана. Таким образом, перечисленные выше факторы побуждали местное население в одиночку или группами навсегда покинуть родные места и найти в чужом краю убежище.
как раньше, так и в последующий период это переселение становилось основой процесса взаимовлияния Грузии на нахчийцев. В начале 19 века между горцами Восточной Грузии и нахчийцами дружеские взаимоотношения порой сменялись враждебными. Да. Часто были взаимные нападения. Однако эти раз приносили непродолжительный характер. В общинах Тушети, Пшави, Хивсурети, Хеви имеется целый ряд фамилий. Вот сейчас я вам их перечислю. Как раз уж про нахчийское происхождение. Например, в Тушете, в селении Чигоперикитского общества проживают фамилии кистинского происхождения. Эланидзе, 5 семей, в селении Дано. Келахидзе, 6 семей, в селении Геревели. Азикури, 4 семьи в селении Накудурта. Келхадзе, 2 семьи в селении Чонтио. Цукуридзе, 19 семей. В селении Парсма. Каадзе, 15 семей. Ашадзе, 12 семей. Царкидзе, 10 семей. Салакури, 1 семья. В селении Хаего Бугаридзе, 5 семей. Автор, предоставляющий нам эти сведения, сам удивлен этим положением и пишет: в некоторых селах данного общества не видно ни одной грузинской фамилии. Например, в селении Парсма и в Хаего. То есть там были все Шабеш, Нохчибарба. Впрочем, может в этом и нет ничего удивительного, так как местное население жило в постоянной борьбе с врагами. И, возможно, в результате этих боев население или полностью погибло, или же оставшаяся часть оставила свои насиженные места в поисках лучшей жизни. В местах разрушенных и опустошенных врагом поселялись соседние племена, и жизнь снова начинала возрождаться. Исходя из авторских суждений, можно предположить, что опустошенные села заселяли соседние нахчийцы и дидойцы. Освоив местный язык и традиции, вновь вселившиеся возрождали некогда потушенную жизнь села. Следует обратить внимание на другие факторы. Например, в селе Дартло вышеуказанного общества проживали и дагестанцы. Начаурядзе 7 семей, Лакидзе 6 семей, и в селении Накудуртра Сизаркидзе 5 семей, Шауридзе 6 семей. С этой точки зрения интересно положение других обществах. По сведениям того же автора, в Чагминском обществе село Хилсо проживают семьи кистинского происхождения. Килодзе 2 семьи, Муртазапили 12 семей, селение Шинака Хахидзе 5 семей, в селении Дикало Каадзе 1 семья. В этом же обществе проживали фамилии и дагестанского происхождения, например, селение Бочорна, Инвадзе 4 семьи и Чоганидзе 21 семья. В селе Хехабо Бахачидзе 4 семьи, в селении Хисо Дикрулидзе 3 семьи, Ичкуидзе 2 семьи, в селении Штаропти Упидзе 2 семьи, в селении Шинака Чигилидзе 6 семей, Антидзе 11 семей, в селе Дикло Берлидзе 7 семей, в одном и том же селе проживали 2 семьи Карташидзе. Гаврикинское общество, село Джабрили, в 17 веке, все чеченцы, и что? Есть и в Ингушетии, кажется, 1 семья, 2 семьи, позабудьте. Их там очень-очень здесь сейчас человек доехал, вообще хантуарят. 18-17 века. 18 века. Так что... Тушень, видите, это не мы там веру поменяли, мы остались своей верой, а вы стали мусульманами, изменили веру Богу. Полнейшая чушь. Они были мусульманами,
они были мусульманами Кыгума, Даца, не считая там турецких и прочих там нашествий на них, тюркских, других народов, не считая мусульман. Просто под одной Персией они 300 лет жили. А из мусульман шалам обратно потом шабеша христианизировать Бенбон еще, включая самих. Ну, они, видишь, здесь указывается, что они были язычниками, а дукут я язычниками, потом христианами, алязинду, но ислам, ну, в горной части я больше уверен, Тимур, что, по всей видимости, они уверовали древние Джахиль Ханери. Нет, они-то верили, это мы тоже пишем. Сегодня в горах найдем какой-нибудь склеп и сразу обвиняем, что все эти люди были все язычниками, и Войду, и вот эта привычка есть у нас. Найти склеп и кричать, что это все были в языческий период. Сабади, эти склепы, когда были, там люди жили, были уже мусульманами. Эти склепы раньше построены. Но их тоже под это подмешивают, под эту... склепам дают маленькую датировку, и говорят уже, да, вот тысячелетия, Насчет склепов я сказал бы. Смотрите, сейчас очень важный момент. Количество просто. Тимур, Рустам, о количестве послушайте. Даруем, как написано в грамоте Сейба. В документе, выданном Воронцовым, читаем, что оставляет Панкийское ущелье в пользовании Цовского, Гамицарского, Перекидского и Панкийско-Тушинских обществах. Аналогических документов, где упоминаются все 4 общества, лица Тушин имеет не в единственном числе. Думаю, нет надобности их, говорит, проводить. Исследователь истории Тушетии В. Эланидзе, вопреки показаниям источников, пишет, что цовцы были поселены в Тушетии по решению Совета Тушинской общины. Однако эта мысль автора имеет под собой реальной почвы. Если бы такое предание действительно существовало среди Тушин, известный ученый-этнограф Макалатия, оно обязательно было бы зафиксировано и отражено в его монографии по Тушете. И еще, автор не учитывает суровых законов и традиций ингушей, которые строго охранялись советом старейшин. Думаем, что слишком легко, в переселиться Тушетига, тем более в начале 18 веков по ингушским законам запрещалось оставлять свои насажденные места, поэтому трудно представить, как произошло, что 272 семьи разом собрались и ушли не в Чечню, а именно в Грузию. То есть переселиться не на плоскость, где можно было легко прожить, а именно в горы, не оставив в Ингушетии предание о том, что такое множество людей, их соплеменников, разом переехало в Грузию. Тем более, что по мнению автора, это произошло с согласия Совета сельских общин. Это заканчивается. Дальше. Автор не учел и того факта, что Совет старейшин ингушей ни в коей мере не допустил бы переселения за пределы их региона 272 семей, то есть 1350 человек. Надо заметить, что предание о переселении соплеменников в Грузию, кроме единичных случаев, когда уходили по различным причинам в кровном месте, Бейтар-Ваккар и так далее, среди ингушей нет. Понимаешь? То есть, получается, они чеченцы, переселившие туда. В прошлом, как уже отмечалось, из Дзурдзуки по милости грузинских царей было переселено немало количество населения. По данным Леонтия Мравели, историка XI века, грузинский царь Саурмак в III веке до нашей эры переселил половину дзурдуков и поселил их в горной зоне Грузии, от Дидаэти до Сванети. Третья ссылка, это Леонтий Мравели, страница 27. Саурмак это сделал по политическим соображениям. Переселенцы в течение времени полностью ассимилировались с местным населением, потеряв свои обычаи, традиции и язык. Ни в коей мере нельзя отождествлять то переселение с позднейшим переселением кистов, ибо их основе лежат
совершенно другие причины, о чем мы уже упоминали новое действие тогда, причин беднота, мало земли и так далее. Часть поздних переселенцев – это беженцы, которые, переехав на новое место жительства, обязательно меняли фамилию и скрывали свое происхождение. Бах. Слово Тушин Бах. В Эланидзе почему-то называют Галгай Бах. Галгай. Галгай. Это очень поздний термин, поэтому называть слово тушцев таким термином большие ошибки. Бах. Если уж автор если автор хочет использовать войнавский термин, то скорее подходит Бах Лигвы. Он пишет, Бах, что в 17 веке, 1657 году, Галгай и Цова-Тушины еще не жили в Тушете, Бах. В другом месте указывает, тушинское население сначала составляло 3 общества: Чагма, Гамицари и Пиренкити, Парсма. А затем, говорит, к 60-м годам 17-го столетия к ним перебрались цовское общество. Датировать появление цовцев в Тушете в 1657 году не основывается на каких-либо веских исторических данных, по нашему мнению, произвольно и не входит за рамки авторского неубедительного предположения. То есть, короче, они отгадили полностью этого чувака. Здесь очень много чего, конечно. Надо его прочитать, все-таки полностью прочесть Иосиф Аухадацева. Ешься. Надо в Грузию податься. Ой, грузинскую историю. Ну, как грузинскую, это не грузинская большая история. Переселение. Главное, как они сравнивают. Они сразу сравнивают с преданиями. В то время же не было этой ангажированности. То есть, если бы переселились, бах, 1300 человек оттуда, говорит, сюда, то сразу гучрей дари бах. Терер аязин хер дари бах. Я терер узадати язин бах. Башлам, они под Галгаями туда записывают всякие буцары. Алгай считает Дашберш. Не, но в любом случае, Милла Балах все равно и достоверный ясма бавится информации. И Аллах нагасан. Ну так, мы же должны знать, Милоров Тимур Вайшинхамай, что всех фякпи вместе взяты, там было всего лишь 1300 человек. Это официальные данные мои, Кистинч Бацер. Ближних Кистин было 1300. А здесь, они говорят, переселилось 1357 семей бабцев. Человек точнее. То есть, получается, все фякпи взяли одновременно и ушли в Тушетию, что ли? Они же говорят, Иждабану, нет, тига скудный бабца. Богатый яс, латниш дать бабцу тига. Но охылы тига, он хак тига, до латниш Тушетия, он аймая, до гунж бэхай, вообще неудобно метквою. Это не панкиси, золотое дно. Тушетия же в основном находится наверху, Тимур. Ё, наверху. Как раз оттуда вот на Тушетию, вот эта дорога, которая идет, вот как раз туда она и должна выходить на Тушинцев. И Тушины, они все-таки ближе, тушинцы ближе к нашим шаройцам и дидойцам. Цан улего будешь, географически. Шаройся колцевала по ТНК, царский скифшку. Но у грузин, северной грузин школыш, то, что они указывают, у них в основном J1, J2 юцецига. А никак они могут быть... Сейчас я проверю, сообордила. Посмотри. Да, Шарой. Чей игры 53-53. Туда входят, получается, Эрлой, Пеной, Бавлой, Пилдой, Пакачерой, Шарой, Хакматой, Эйсатой. Специфические линии этого субклада также неразрывно связаны с типами Цондору, Чинхой, Хачерой, Тишни. Да, царский скиф у Шарой, по идее. Но может быть там у Шарой разные ответвления. Тоже может быть.
А так Шару и, по идее, не входят в царский скиф и Путенко. Пешхой. Сарматский ДНК Шарва Штиохши, потому что эти сарматы в свое время назывались шаруматы. И там есть идентичность шаройцами есть у этих сарматов. Сармаш, А сам Сани... Бакаев писал об этом, кстати. Ну, это Шармат, даже фамилии из Шереметьево, которые идут от Сарматов, да, скорее всего, там не Сармат, а Шарматы. То, что в латинице Да, это шарматы буквы были. Ш нету. Они вместо Да. Ш, С писали. К примеру, шаровары, да, что они как писали? Не шаровары, а саровары. То есть они Ш на С меняли, да, даже фамилия Шереметьево, который Сарматов виден, да. Но Разве если у Шереметьево ТНК, татары? Шару и Сарматами, Шереметьево это я татар, не да? знаю. А? Шереметьево уже татары, если я не ошибаюсь. Но они от Сарматова идут. Да? Ну, насколько Да. я знаю, вроде бы династия Шереметьевых, они татарским относятся к корням. Раньше ну как, татаров, они раньше фамилии татаров еще называли, толстые. и нас тоже называли татарами. Там ничего такого нету, что Не, по среди ДНК надо татаров смотреть. там скифы тоже были, и сарматы, и скифы. Ну, сарматы немного какие были, они Да, по и ДНК в надо Англии смотреть. были. А просто Дальше название это татары это не значит, что тюркские. дальше просто пошла. Вот и король Артур, вы, даже этот Артур по происхождению сармата Алан, чтобы ты понимал, сармат, вон и Артур. Даже они то Англии то добирались, то Британии доходили, короче. Ну, Просто если, среди татаров не есть, это неудивительно. но если они из Кавказа, кавказиане, то неудивительно это. Да, сейчас. Ну, а Шару я не знаю, но Шару из царские скифы. Вот и. Кстати, Тимур, ты слышал что-нибудь о династии Ерцар, испанские, как же их фамилия забыл? Они пытались сохранить чистую кровь, вымерли чуть ли в названии Дагеонцы. Ты про Капсурков говоришь, это австрийцы? Габсбург, Бормерцена, видите. Не, испанцы, и Габсбурги тоже, но испанцы, походу, они хотели сохранить чистую кровь, и выродились царь, испанские царь, царек. Вон их цель, название еще. Я не Ну, помню. Иш почти да. шаюл рода, и правящие династии, Виндзоры, Габсбурги, вон, Вишмильш, Бара, Баркуш, они почти все показывают одинаково ДНК, я не хочу говорить, с кем совпадение есть. Ну, они сейчас говорят, что сейчас я слышал в последние дни о чистокровности, говорить о нациях нельзя. Они говорят, чистокровность, она относится больше к лошадям. Пошла, есть фамилия Шеремет, она есть у атыков и у славян, что примечательно, Шеремет, скорее всего, от Сармату эта фамилия идет. Проверь ту Шереметьеву, к кому относятся. Посмотри вот эти Шереметьевы, которые в Москве были. Походу, они татары были, если я не ошибаюсь, они их относят к татарам. Именно к Ну татарам. вот я смотрю, у атыков, Ашеник, это... Сейчас я тебе скажу. Название Сармата в форме шарма отмечено у атыков. С ним же связывают ученые фамилию Шереметьев. Ибраим, Это- а в Ютубе Ладуш Буйвайг вообще есть в Ютубе? Слушает кто-нибудь еще? Буй? Я прочитаю, если нас Да, в Ютубе слушают. Книга Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, опубликована при поддержке Бюро ЮНЕСКО «Культура членского народа». Источник. Так, я зачитываю. По мнению Чахлавишвили, племена равнинной зоны Северного Кавказа обозначали синонимом шармат, а не сармат, так как ни в греческом, ни в латинском языке не было звука «ш». В написании и произношении античных авторов он стал звучать как сармат. Этноним шармат Чахлавишвили делил на два элемента – шар, мат. При этом первый элемент он считал этническим обозначением, которое встречалось в более древние времена в различных районах Кавказа и упоминается в исторических сочинениях средневековых грузинских авторов. К примеру, у Георгия Мирчули, грузинского историка X века, есть упоминание о владениях в северной части Абхазии Шаройского государства, то есть Шаро. Оно сохранилось, по его мнению, в топонимике горной Чечни в названиях реки Шаро-Аркун.
и в исторической области Шарой, а также в виде Шарван, Шару в Восточно-Закавказье. При этом нельзя не отметить и работу чешского ученого Вакапова, Сармата и Вайнахи. В ней автор убедительно обосновал нахчеязычность большинства сарматских и аланских этнонимов и личных имен, которые упоминаются в различных исторических источниках. Исследователь считал, что в древнейшем из рассматриваемого ряда этнониме Савромат его первая часть соответствует нахчийскому Совра, мягкая кожа с характерным естественным рисунком на поверхности Мирея. То есть Савроматы сначала кожаное племя. Это объясняется тем, что у Савромата в одежде много было кожи. Кожаный плащ, кожаный шлем, обувь. Название Сармат в форме шарма отмечено у латыков. С ним же связывают ученые фамилии Шеремет, Шереметьев. Нахчийское Шереметик с суффиксом «их» и его более древняя форма Шарамат, гладкое ровное место, подсказывает, что Сармат – ничто иное, как Шармат. То есть в начале Сармат, Шармат, должно было быть названием равнины. А от этого название местности жителей равнины, степи, должны были получить название Шарматай, Шарматой, что значит равнинные. Также по-нахчийски объясняются остальные сарматские племена названием с корнем мат в их составе. Сложные слова, следующие мат в роли обозначения местности общности людей, представлены и в нахчийских языках. Все, я закончил. تعاون على تيشيز دقدي انشر قوشان تعمي فاي например бежентиер цокякча цона няол иштагантиер цокякча цона какаол цокаол ол гоурантиер якчол хай цами гоурантиер нядякч разделывать деш عشان أدل название. يو إيش غازي цокю استغي ققبو يا مو غولرتنا ها ну короче няду бежене а говоришь отдельно название ее и договоры цанни хай куча что они называются савроматами, потому что носили кожаные одежды. Соврат ол цокант якан, ловрант якан, цока соврат ол и соврмат ол. Вот я уточню завтра. Вот, вы вообще дикарон, Дима, это очень хорошее примечание. Соврат ол шун. Ня беженчуна ол, цок газенчуна ол, да говоренчуна соврат ол, я соврмат ол. Вот я точно уточню, и эмду дать дакцедолсун и название дагелся. Ну, про сарматов их называют коневодами, очень сильными коневодами. Царские савроматы, они как и царские скифы, я читал их, они именуются как царские савроматы, ну, это подходит, конечно. Надо просто проверить это полностью. Нет, я точно знаю это. Вот просто это слово точно. Это буква дардацер, дакцедолсон. Вот я на слух помню. Дак саурат дакал сутир олар, саурмат дакал сутир олар. И дакцедолсон, а само слово я помню, это такое. Это 100%. Вот и правильно произнести дацаваксу. Кан хуорду. Завтра у нас тоже будет эфир, да, надо это проверить. Тоже посмотреть. Почему адука бежнеш говоршум шлилошнах мабару цан ха дикр мадари. Старое слово ширдуашду. Ну? Ага. Ибраим айдора дирня дах шолар сура. Ама якирва дирня дах тенса. Ирба дах кире гола садида Ибраим. Ибраим الكيلومتر تاعي يقول ابقى بيتسو. والله نبقى كبيت جنبات إبراهيم سبولهم بو بيت بيت لا ولا عايز اشوف Что интересно, еще... عواك بالك يا اخي كوا دوختي زرزك دي ايش يا اخي عواك بالك يا اخي غدير واقع تاريخي что هو. Вот что интересно, еще есть этноним Сурумато, Суруматы. Нам говорим Сур это войско наше. Войско. Да, много таких. И даже Хурит в Уральском Сур это войско, если не ошибаюсь.
Хевсур Швац, Хевсур, Хенсур. Ну, вот, видишь. Сторожевое войско. Чеченские названия. Маргашвили, Алироевцы, Маргашвили, Алироевцы, царь Богон, они не говорят, что они полностью состоят, но они говорят большой компонент, они ассимилировали, потеряли язык, культуру, то есть превратились и стали теми же хивсурами, тушинами, пшавами. И сегодня черт их вообще, когда это было, 300-400 лет. Башлан, везде, где вот жили чеченские раньше племена, те же сваны, пшавы, хивсуры, тушины, везде они подселили, грузинш подселять, бинаунца, массу метти, вот как в Дагестане, Ауховский район подселяли, вот как в Ингушетии, где везде Острой, Фяпи жили, везде, каждый на их землях подселили грузинов. А самое интересное, да, они в эти предгорья уже вот в последние годы усиленно вот на границе с чеченцами, ну, бывшими чеченцами, Эрдукой, Хусилши, Пшавши, и Шаюл, метчи, армянш подселять też, Бониш, по всему предгорью. Я бы хотел бы отметить, я здесь читал греческого историка Асрапона, вот он, я просто вкратце скажу, равнинные ипирийцы, земледельцы, культурно ближе к Армении и Мидии. Горцы, то есть Кюршича, Ламан, Хойбуй, родственники воинственных скифо-сарматских племен, живущие по их обычаям. Вот там такой прикол тоже есть. Я изучал традиции хивсуру. У них до ужаса, вот как у нас, как у скифов, похожая традиция. Вот я пошла, помните, я в чате про это говорил, про отрубание руки. Вот скифы, они рубили руки рабам и с собой носили, либо вешали, или с собой носили отрубленные руки. У чеченцев до 19 зачем века... ему без руки раб ему, зачем? Ну, такой прикол у них был. И вот чеченцев до Может, 19... врагов, может, убитых врагов? Не, они рабов снимали. и врагов, они всем руки рубили. Я не знаю, зачем они делали, но они это делали, короче. А зачем без Чеченцы- руки раб нужен? Ну, ногами пусть работают, ну, ладно. Каратист там. Да, чтобы активнее работали. Чеченцы до 19 века рубили кисти врагам и вешали их дома снаружи, чтобы другие видели. Такая же традиция есть у хивсуров, что примечательно. Ну, такая скифская традиция, на самом деле. У хивсуров тоже есть такая тема. Там кисти, руки рубили и вешать, короче. Смотрите, датировать появление цовцев в Тушете в 1657 году не основывается на каких-нибудь веских исторических данных, по нашему мнению, произвольно и не входит за рамки авторского неубедительного предположения. По данным камеральных переписей 1831 года в Цовском обществе в селении Сагирта проживала 71 семья, в селении Индурта 123 семьи, Этельта 48 семей, Царо 30 семей в составе 1350 душ. В то же время остальные села Тушетии составляют по 2, 3, 4 семьи, называются селами. В самых густонаселенных обществах Чагма, Гамицари села составляли 2-3 семьи, самые крупные из них 36 семей. Эти сведения определяют в определенной степени проливают свет на историю проживания различных обществ Тушети. Согласно данным грузинской советской энциклопедии, в конце 19 века тушины стали спускаться с гор на равнину и поселяться в Алванской долине, которая им принадлежала с древнейших времен. Этот факт действительно бесспорен. Однако к этому времени началось переселение Чагма Тушиба с гор на равнину, которые селились несколькими семьями в Панкисиба. Вот и причина проблемы. По сведениям Харадзе, Квема Алвани стали заселяться в 1915 году. Цово-Тушины уже одинаково пользовались горными пастбищами и равнинами, ибо они вели кочевой образ жизни. По сведениям Лагазидзе, массовое их переселение с гор началось в 1780-81 года.
Цовотушин, считавший своей родиной Грузию, бах, говорящих и мыслящих на грузинском языке, наконец, верой, историей, судьбою, теснейшим образом связанные с кахетинцами, бах, пшавами, хевсунами, считать не грузинами ничем нельзя, бах, оправдать. Так что, так кто же они, бах, Ашибадзе, Бобгышвили, Катагидзе, Цискарашвили, Швелашвили, Микеладзе, Мачаблишвили, Итошвили, Имедидзе и другие. Мы не будем перечислять все фамилии, при этом эти фамилии взяты ими не для скрытия бах какой-то компрометирующих поступков своих предков. Самые первые камеральные переписи населения свидетельствуют, что генеалогия этих фамилий очень древняя. Если решать вопросы этноса только с точки зрения языковых данных, тогда население Архоти, Шатли, перекитийских тушети, у которых разговорная речь была навчийской, тоже надо перечислять Кистина Вайнахам, бах. В 1888 году Ханашвили отмечал, бах, думается, что в жителях Цова-Тушин очень мало кистинской крови, ибо этнографически и антропологически они совсем потеряли с ними связь, бах. Наши краткие наблюдения все-таки позволяют без колебаний признать Тушин грузинами и противоположность тем, кто считал их смешанным народом, плодом смешания грузин с кистинами. Но здесь, по ходу, по всей видимости, грузины, мне почему-то кажется, очень сильно притягивают к себе, чтобы назвать Тушин своими. Как уже указывалось, Панкийское ущелье бах соединяло горы с равниной, которой протекала и протекает река Алазани. Обе берега ее были густо заселены. В определенный период истории набеги и вторжения внешних сил опустошили его и превратили в непроходимые леса. Берзинашвили отмечал, что в Кахетии бах, в результате неоднократного нашествия Шаха Аббаса была сравнена с землей. Кахетии, ючек. Около 100 тысяч кахетинцев были перегнаны в Иран и поселены в различные районы. Кахетинские земли вымерли, бах, за исключением нескольких сел. Такое опустошение Кахетии дало возможность другим племенам заселить оставшиеся безжизненные территории. Компактное поселение кистов в 18-19 веках произошло именно в местах непроходимых и одичалых. Впрочем, может, это произошло и раньше, так как переписи Иоанна Багратиони, карты Кахетии, в Панкисте названы 3 селения: Омала, Кистенелли и Кистадз. То есть это раньше, чем 18 век имеется в виду. В селении Харбало, которое находилось у подножия Бахтриони, во второй половине 18 века, то есть получается это 1750, проживали кисты. В 1750-м. Хотя они утверждают сегодня, что кисты там поселились только в 1800-1823 года, больше официальный ион информация. А здесь говорит второй половине 18 века, то есть 1750 года. Их владения находились пахотные пастбищные земли, уделы на 120 сотен. Согласно документу, поклонялись они Христу, бах, и не платили никакие налоги. Однако позже, в 1832 году, государственный губернатор категорически потребовал обложить налогом кистов, как государственных крестьян. После этого они обязаны были вновь вносить в государственную казну 25 рублей в год. Албуташвили пишет: «Мой дед Теэти в силу каких-то жизненных неурядиц, а может быть голода и нищеты, пришел в Перекетскую Кахетию с женой, с 3 сыновьями и дочерью и поселился в селении Чабано Тианецкого уезда. В том селе жили другие кисты, ранее переселившиеся из Кистетии. Семью деда, естественно, крестили, бах. Деда Теэти назвали Тевтодором, отца моего Амана Романом,
других сыновей, Чрела и Батари, а дочь Тиной. Когда подросли, Аман женился на женщине из села Хорбалобах. Увидев нищету своей сестры, брат Боша убедил зятя переселиться в Харбалу. Через некоторое время, оставив хижину своему кузену, Аман переселился в село Харбало. Из материалов явствует, что кисты, переселившись с гор на равнину, не выносили питьевой теплой воды, которую черпали из реки Аллазани. От теплого климата и широкого распространенного населения болезни, лихорадки, часть населения вымерла. Часть переселилась в Панкиси и Ахмета. Харбало опустело, за исключением нескольких семей, которые и поныне поддерживают родственные отношения с панкийскими кистами. К 40-м годам 19 столетия Панкийское ущелье менее населено. Вот так вот. Даласхайм, Шикперк. Мадар Дейче, тут показывается то, что панкийские селения во второй половине 18 века, это 1750-е годы, уже было заселено Басу. Было 3 селения. 3 селения, это уже как минимум, они там должны быть сега. А что бишь, боишь? Вот пацай бой подспеть. Ишь пойти, целотушничему будешь бой. Буде. А как раньше говорили, я помню, вообще в этих, ну, в кавычках, войнах, короче, нахче скажу. То, что они появились в Грузии, первый раз чеченская нога в Грузии наступила только во время Кавказской войны. Вот в этой старой книге Маргашвили, там были указаны, что даже во времена нашествия Тамерлана переселились там некоторые люди. Представь, не? Смотри, насколько сильно они гонятся. Имена поменяли бахца полностью, дали им православные, христианские имена. Гушмадейз уже здесь видно. И сегодня, конечно, Цаденко, Дайчиби, Гучеби, Бацич, и то они не признают этого уже. Многие книги мы не читаем просто-напросто, потому что книги тишь, у каждого своя книга, у каждого своя правда, и в этом вся проблема. А читать надо, потому что если не читать и не ссылаться, даже тот же Маргашвили, даже они ссылаются на это. Они ссылаются на грузинских ученых. А что могут грузины написать про общество, которое проживает в Грузии? Конечно, они будут их больше грузифицировать. Я думаю, если бы в России были русифицировать, а здесь грузифицировать. Есть пример, возьмем во времена последних 2 войн, я знаю даже наши фамилии, чтобы не было у них проблем, чтобы к ним претензий не было, поменяли фамилии, там, Романовы взяли фамилии какие-нибудь, Мамедовы взяли фамилии специально, чтобы их не тревожили. Не знаю, правда, после войны заменили они их или нет. Это хитрости прибегают очень часто. Что интересно, сейчас по ТНК все больше подтверждается то, что вот сейчас вот и твалы, они в малую нахчийскую ветвь входят. Сейчас все больше ТНК-тесту. Сейчас это уже подтвердилось по ТНК, то, что твалы по ТНК нохче барыш, и именно не в Ты же знаешь, что в России запретили, да? Да, ну, 1 сентября полностью. Ну, до 1 сентября еще можно ДНК тестовать. Вот дуэл с ночью был. Никто Даже сейчас по ТНК подтвердил. Николай Мар пишет. Да. А по ТНК уже все. Тема закрыта. Твалы по ТНК Нохчебу, они ходят по малую нахчийскую ветвь. Причем прикол, я тоже по ТНК в малую нахчийскую ветвь вхожу. Сакергал нам будешь прийти, твал шлюшная сидишь. Именно вот кого норницы ненавидят, кутарцев, вот они мои кергал нахуй. Лелы.
Как На, я их сейчас мучить на буду? самом деле, я так понимаю, что на Кавказе, как в этом, перемешались лошади, кони, мудар, люди, кони, дари, лошади, кони, дари, перемешались. Сунидайна, все перемешалось на Кавказе. Здесь более или менее сохранится один хирам хирбу, но маловероятно. И нету шансов выжить, если ты ни с кем-то, ни сильными не объединишься, шансов выжить нету. Знаешь, пошла, я тебе так отвечу. Дальше, вот на примере Пахас Масалла, вот все наши группы, которые есть ученцы, они все выходят на чеченские ветви. Вот, к примеру, я скажу, вот у нас вот есть группа R1A, R1B. Вот раньше как пытались это сделать, я помню, это пропаганду лишь против нас, короче, то, что она у вас не там, да, появилась, понятно. А датируется она у нас от 3 до 4 тысяч лет как минимум. Это же R1A. И также, что примечательно, пошла, мы, скорее всего, я хочу одну работу написать, короче, по этой теме. То, что раньше у чеченцев группа R1B преобладала очень сильно. Она входила в топ-5 групп, скорее всего, на 2-м месте Верии, либо на 3-м, короче. Но этих R1B чеченцев, их сакиноцидили, убивали, скорее всего, татаро-монголы их уничтожили. Лошади R1B и большинство они на равнине шили, короче. Да, они плоскостные были. Башлан, интересно, Да. мелочи. Я на одном канале недели 2 назад, ингушский канал, судья Дохкшнер ходит, да, инкаш обсуждает тяж, короче, к чему относится. И, короче, они заявили его. В R1 аланский ер, скифский ер захоронение. Это беслановский, по-моему. Беслановский ер, да? Ты про Бесланский над могильный, там Q1B. Нет, это нет. R1 хилак, Майкопский ер, Милнагер. Ой, R1 Сабардила. Там много где R1 находили? Нашли, R1 которого. Z93. Ну, короче, R1. Что там? Скиф вырез, скифский ерез, R1. Ой, R1 это наше, а как тогда 90% J2, куда делся Эльч? У нас 5% есть R1, это чисто... У них даже 5% нету, Тимур, чтобы ты не понимал. Чисто Вообще R1, это чисто ингушский. Я говорю, Адолы шутить 90% J2 дубош, и уже сколько лет вы чтоб людям ты понимал, Тимур, мозги вот компенсируете. Куренко, вроде бы Куренко вот писался, Колцевяла. Он уже многие подтверждают то, что по ТНК ингуши никакого отношения с Киев Сармат Аланом не имеют. Никакого отношения. Вот теперь у них появился любимый вот это номер гаплогруппы R1. У И них везде, нету главное, R1, они Тимур, пишут, нету у них везде R1. пишут, что R1 это чисто ингушская гаплогруппа, короче. Сом цецвельцар, дычар, наглорт, обой. И вот так уже чувствуется, где ты взял R1 у вас 90%. Вы даже хотите это довести. А R1 откуда у вас взялся? Нет, у нас 5% есть R1. Короче, R1, что я ночью хербуешь, бьются шайнюка. На крайний случай. Что здесь, босс? Вы вообще вот сами соображаете, что говорите? Я смотрел R1. У нас есть, я тебе покажу. Покажи, босс, только покажи, что он галга, а не чечен, который живет на территории Ингушетии. Что здесь? Я ТНК Ингушей смотрел, Тимур. Вот, Хакал возьмем, вот Хамхой, Таркимхой, Икихой, Шголайбуй. Там чисто, вот если правду говорить, ишмосо чейту абу. Вот я Голайбуй, Хакал, Таркимхой, Хамхой, Икихой, чейту абу. На самом деле, отчасти правда, то, что у них чейту лидирует, но это именно у Алгай лидирует, Икихой, Хамхой, Таркимхой, Хакал, вот настоящие Алгай, первосортные. У них чейтва, да, это правда, да, есть такое. Но она молодая. Это не древний яд. И, скорее всего, то, что вот пошла, то, что помню, то, что Ингушский ТНК проект говорил, то, что и даже не 1000 лет, и где-то 800 лет на самом деле. Я так проверял, смотрел, короче, и даже 800 лет. Там 12 лет, 12.
Да, вот, скорее Они всего, когда пишут. татары-монголы пришли, скорее всего, что-то от них осталось хорошее. От что-то 12 до Мамонтова. 14 века РКЦР и образование гаплогруппы, там же одним веком они его не образуют, а 12-14 век. Но я читал, что и 10 век, 1000 лет Ну, есть. это ингушский ДНК проект заявлял, то, что первый Галга появился 1000 лет назад, на самом деле 800 лет, я думаю, скорее всего. Да, Там а вот проверял, там смотрел. написано от 12-го, я Там, другое скорее читал, всего, вот все от равно ингуши 12 до есть такая 14. привычка, они любят преувеличивать, короче, вот там был 800 лет было, они то 1000 закрутили, короче. Да, Даже, и вот там написано, что образование вот этой ветки ихней, когда, ну, на нации, когда первый Алла появился, 12-14 век, утяга, язык. И до, от 12 до 14. Вот между этими может быть и в 12 веке, может и в 13, не знаю. просто я здесь хочу многим объяснить, сколько раз с ингушами спорю насчет Аланов, они говорят, вот мы чей-два, а там у Аланов, они мудрые, мы чей-два, мы Аланы. Аспа, какие вы Аланы? Ваша чей-два, она вообще рядом с Аланами стоит. Ну, а у Аланов же находили чей-два, и у скифов тоже, я говорю, это не одна и та же чей-два. Это разные чей-два. То же самое мощный арабу в еврею, то, что они тоже Аланы чей-два, то есть, видите, что это разные, то есть. Есть Именно японцы, у есть, скифов, у насколько я знаю. Аланов. Хозяин, Рустам, А. есть и у японцев J2, и что? Ну вот, да, мы же не называем их Аланами. Вот именно у скифов, к примеру, это Каймановый надмогильник царский скифов, где нашли чей-два, и она именно на ченский ведь выходит, да, Пену, Терлую, там, Хачеру, остальные. Это чей PY70, если мне память не врет. Это такой чеченский фундамент. У ингушей такого чей-два нету. У них вообще другой чей-два. Они, точи Куренко, вроде Куренко, Эрцун фамилия Соколцвял, подтвердил генетически то, что ингуши по ТНК никакого вообще рядом не стоят с аланами, с арматами, с кифами, что примечательно. А у чеченцев есть это чей PY70, скифская, аланская тема, короче. А у них и такого нету, короче. Вот в чем облом их не получается у норвийцев. Просто я хотел бы один раз в жизни вот пообщаться с этими норвийцами, вот это Мушкарышу, Чапиевы, Пусуртанови, Апетиевы, Кацоевы. Вот один раз просто с ними пообщаться, вот эти генетические данные им привести, что бы они сказали бы, мне интересно, вот что они придумали бы, какую еще ересь Мне бы они сказали, придумали. что не верят, сказали, что это не так. А, это Кадыров купил бы, да? Да. Это Кадыров поделал бы. Он трупы покупал и потом их захоранивал туда, я знаю. Да, там Сагитали похоронили, и вот там вот так они появились. А что, Срала? Что интересное, пошла вот. Рамстан Кадыров, он БТНК тоже царский скиф. Я ладно. Прикинь. Я так смотрел по ТНК многих наших, там, кто во власти и так далее. Очень интересно вышло. Дальше Кадыровы по ТНК, царский скиф, Аланы. Самсад Килай тоже по ТНК скиф. Тоже. Там многие, кто знает скиф, короче. По ТНК. И пошла в Нашинский тоже скиф, кто не знает, я еще раз говорю. Скиф и Сармат, аланский компонент у нас прям преобладает хорошо на Кавказе. Осетину даже столько нет. Да, прошло 3 года, они сейчас проснулись, и все начали говорить, что имам Шамиль грузин, блядь. Вообще, кому этот имам Шамиль нужен? Кто его только к себе не тянет, субханаллах. То его кумыки к себе тянут, короче, а скрусины тянут, а варс его тянут. А оказывается, вообще антивари Шамиль, короче, антиисвари, по идее, тут по происхождению, короче. Что только... То его только к себе и не тянет, короче, да?
Ох, ладно, если какая-то прям крутая личность была, получается, там же оправдание было. Ну, такая себе личность, на самом деле, Хайцу. Ela, сумма тебе еще шерит, асали. Оставьте его там, где он есть, короче, да. Если tu ночью мат хочешь царельч, удачно. Он ночью. Скорее всего, это царский агент будет, осознанный косачок, и швецуный, потому что там же личность, видимо. Я просто поражаюсь, вот, я вот просто смотрю, что они говорят, вот битва при Ахулько, как они это рассказывают, вот царские войска полностью окружили их, короче, всех убили, но имам Шамиль, там, несколько метров подпрыгнул, перелетел через все царские войска и убежал. Как это случилось? В каких сказках это? Какой фэнтези, боевик, в каких фильмах это было Видел снято? китайский фильм «Дом летающих ножей»? Ну вот такая тема. Прикинь, всех убили, короче, но имам Шамиль в живых остался, перепрыгнул. Да, бля, это, вот они так это рассказывают. Перепрыгнул через Он все не один царские там войска и перепрыгнул, ушел. он не один же был, он еще с семьей был. Да. Вот вместе с семьей за руки перелетел. Потом получается, что он вместе с семьей оттуда ушел, получается. Всех что они убили, там- он в живых остался. Ты можешь себе? Он перепрыгнул все в царские войска. Как это? Скорее всего, царский агент был, мне кажется. Вот если посмотреть хронологию. Да никуда как он это не было? прыгал. Это вообще, это Ахульга, это спектакль, который был специально сделан для внедрения агента, короче. Это Вот Ахульга просто была. нужно, чтобы это понять, нужно посмотреть на хронологию. То Шамиля что было? Был Ярбана, всегда его как-то имя коверкую. Гамзатбек был, до этого Нади Мухаммад был. People, ой, Тайми People. Он у нас В был. Чечне это имя Да, было. да, Чечне имею в виду. Он, что он сделал? На самом деле плохо то, что многие политики тех времен не знаю, меня пошла, может, сейчас подправить, скорее пошла больше в этой теме шарить. Просто вкратце их расскажу. Что за тема была? Дайми Пиболт выстроил дипломатические отношения с Российской империей. То, что Россия свои царские войска на территории Чечни не размещает, она признает суверенитет Чечении. Это вот такой договор был, грубо говоря. И царским этим, короче, было это невыгодно. Это выгодно фундации, короче. Надо было там войну расшикать, короче, повоевать. Да? И нам этого Шамиля отправили. И Швецуны, на самом деле, если хронологически смотреть. Прикинь. Ну, давай, у него старший сын был выдан России как аманат верности России. Как это понять? Вроде бы и Мау, вроде и Вуйгур, Хацу. Да. L3. Ферма L3. Харачо L3. Частично Эштончо L3. Эхи тоже L3. Орстрой L3. Ваштрой L3. Хаккой L3. Хантой L3 в основном. Сваны, Хайон. У Я Сванов подумал, несколько. У Свана вроде бы говорили G2. Да, Г2 у них. У них тоже несколько. И у меня цель. Жду комбатон, всего всех вместе 20 тысяч бьем. Бац. Что интересно, вот это L3, там есть разные версии, как она к нам попала, короче. Но, скорее всего, я думаю, то, что это L3 от белых кунов. Белые куны же были, вот от них L3, я думаю, как у нас осталось, короче. Есть версия, то, что это L3 у нас через Урарту к нам пришло. Ну, это такая слабая версия, то, что это L3 у нас через Урарту пришло. Но я больше думаю, то, что это белых кунов у нас L3 осталось, короче. Вот я сейчас смотрю. У Сванов 79% это К2А, вторая по частоте R1А, третья Ч2. Ну, не К2 не хватает, а? Кью и Атиати?
Ну, если Таш есть, она не распространенная у них. А сонда хан, цат шуной бар сван ши шуной гергер бу болсу. Да. Сокал цвялых у ой, Шуану и Буй, ой, Таибда, у них тоже есть такая тварь, и она, скорее всего, более древняя, чем у Свана, у осетины, короче, полкарцев, короче. Там еще такая тема, если надо изучить. Чермо, это чермо, чарвай, чермо, Чармо. Пошла. Короче, минорные по численности, не превышая 1,5%, I2A, L1B, Q1A. Но у них это не доминирующие, это очень малый процент у них. Ну, Свана немного оставали ТНК теста, только они мало оставались, знаешь. Их так мало, и они еще и мало оставали, короче. Ну, лидирующие каблук-группы у них именно, если по полочкам говорить, по большинству это К2А, потом R1А, J2А, Дахка, далее у нас, субханаллах, I2А, L1P, Q1А и N, также у них есть N. N финно-угорский язык, но у них прям это N очень мало, у них мизерное. Что примечательно, в Карачае есть аланский храм. Этот аланский храм называется Шуани. И Да, там, сонда там, затягиваешь. да, и поэтому грузины так претендуют на этот храм. Говорят, это наше грузинское, карачаевцы говорят, нет, это наше аланское. Но, скорее всего, вот я верю одного исследователя, Ивана Шопин, во время Кавказской войны Иван Шопин писал то, что потомки аланов это сваны чеченцы, короче. Скорее всего, Ишхардуи, короче, если Хунпах, короче. По ТНК, вот сваны, северные осетины Северной Осетии, карачаево-балкарцы, вот которые именно через К2, вот, скорее всего, раньше не были одним народом, короче. Аланский тукум дарили, скорее всего, я думаю. Это какая-то часть Алании была, короче. Но потом они разошлись, ассимилировались, некоторые отуречились, тюркисировались, другие иронизировались, другие окрусинились, короче. Ну, как пироги разошлись, короче, да? Да. Сваны. Ну, сванов то, что у них язык, конечно, к нам очень сильно. Очень отерхало идут. Дальше. Ну, знаешь, по антропологии и по археологии, и вообще кырчи паспиш. Он бац, во-первых, по фенотипу кавказиан шпуш. Далее они потомки капанской культуры. Капан шпуш. Даже в чем прикол? Скорее всего, родина капанской культуры это Сванетия. Скорее всего, из Сванетии идет капанской культуры. Истоки. Может быть, один из истоков, либо такой очаг, короче, капанской культуры. Из Сванетия тоже идет, короче. Ну, грубо говоря, вообще кырчи пасешь. Вот по ТНК вообще пасешь, они с грузинами, даже не родственные, это сваны, короче. Это через кинотек смотрел, они вообще грузинам не родственные. Они родственные именно осетинам и Северной Осетии, карачаево-балкарцам, короче. Они к ним больше родственны, нежели с грузинами. Как раз у нас тут Ансор сидит, Ансор Кумаев. А кусавой Ансор. Шахам барош бестхуш бац. Микрофон включите ему. Может, так все говорит он. Да, видишь, он вас если что. Маш,
Аж микрофон халату что видно, блядь. А ты руку поднимай, Это, микрофон а включай. я это, как халца, моца, А вот если бы не я, он дальше молчал бы. Ансор, вот я с тобой пообщаться хотел бы. Он Махардона, он ветву, по скифам, по сарматам, ладно, по хуритам, урарту, метанию, шумеры, короче. Я хотел параллели выстроить, короче. Он Махардона, скорее всего, ты знаешь то, что вот эти шейтнонимы, Алан, Сак, да, вот эти слова присутствуют в урарском языке. Да, вот. Шумерский мотан, шумеро-акадский мотан. Вот есть Исак и Алан, ну вот уже я сам скажу, вот у Хурита Урарта слово Алан есть в Хурита-Урарском языке, и это переводится как знатный, ну как творенин там, так, Каспаша, творенин, ишца, перевод, и вот он Алани, Алла, да. А если это в шумерском, это я не помню, а так Сак тоже есть в Хурита-Урарском языке, как так, Сак, так тоже есть в этом языке, короче. Да. Говоря насчет этих Алан был, что должность. И заявил со стороны Божьей. Аланы, там, скифы, эти менцы, сами себя они, возможно, по-другому называли. Возможно, например, европейцы, они, допустим, общим европейцы в опыте. То же самое, того, что из этого. Они, учитывая свою народное счастье, учитывается и аж общий вот эта территория, аж видишь, это скифы и сарматы, а эти менцы, допустим. Грек, швейцар, получается, если это шбату замочах, это было. Европейцы, эльч. Общий Европе ты аж вот будешь, а делить бы было, сюда قاعدة مضي، لبعض فرنسا على ساقية يجي على ساقية، конкретно деление что тебе говорю, что это. Вот что ничего больше. Готла групп что грязные уж. Так, сюда и Аланы больше, говорят, и Бог балл ехал, он даже говорил, эл, киев что да знает, древности, хагана. Ну, сам шумер акад штирани хаволвича. Сега Алан Шмат и резко в нашей эре появляются они, потом они хайрболыш. Почему? Вопрос задается. Почему в нашем языке и Алан был, что он значение уж, дисонсодисан мой мата, фактор полу. Истина, функция истина. А, Гуиса, например. Значение, Алан. Эли. Эльбог, это шумеря, говорю, Эль, шумеря, это ты сейчас по полочкам объясню это. Обозначают Бог. Ашеник. Вай, дальше, фольклора. Фольклора. Фольклора, агендекс. Да, интересно публиковалось. Раз в нашей эре периоде появляются они, потом в веке почему-то не сохранился. Этимологии я скажу, Ансор, и мы дальше продолжим по полочкам. В нашем фольклоре я это несколько раз в канале публиковал. Аллан Кант, у нас это есть в нашем фольклоре. К примеру, вот Тайпан Пешхову, вот давай Пешху я переведу, а Эйлан Пешху у нас был такой предводитель, он уже женился на царице Исату и против татара Монго. Эйлан Пешху, а у нас Эйлан, Алан, у нас это в фольклоре есть, во-первых. Но через время окончание Ан у нас выпало. И просто осталось как Эли, Эли, вот Ульч, Эберлой. Они именно говорят, литературно мы через Э говорим. Подспицы они через О говорят, там Ол, Ал, Эл, ну так говорим, Юцика. И Ашеник. У нас окончание Ан выпало. К примеру, вот полуслово шейтан, да? Сейчас мы как говорим, шейт, да? Ан выпало. Вот Рузбан. Сейчас мы просто Рузб говорим, да? Ан, она выпала с нашего языка. Ну, просто выпала она. Тот же Арпи Вакапу пишет то, что в пранахчийском языке был Алан, а потом окончание Ан выпало, и просто как Алла она превратилась. Поэтому вот там вот такая история, короче, насчет языка. Человек подобных надежд. Почему нахбовщик сохранится? Например, мы находим, например, метание уже в подшафте. Там написано, слухай, я находил переписку сейчас, вот он, написано. Расшифровщик, что тут метание, ашбош, называют, их называют со стороны сивита, феча, называют их нахари, называют.
То есть нах Бошел Дош уже есть. Да. И раз сегодня тоже нах Бошел Вот Дош. смотри, Ансур, Да, я Бош. просто там дело... Не, особо. Дело, это хатер, вопрос, это вопрос решал бы все. Вот, смотри, это нах, ты говоришь, что метание нах называли. Это Да. этноним, либо эксоэтноним. То есть это самоназвание, либо иноназвание. Жителей, самоназвание, это жители вот этих людей, жители вот этой Все, я запомнил, все, продолжай. Их называют Нахари или Нахарина Даязид Бухуч. Со стороны Уршула, сами себя так называли. Скорее всего, местности Хаджан Тилансея 4 дыры. И Нах Бошел название. Как ты закончишь, я скажу кое-что, продолжай. Суалвата, куда ты забьешь, Аланшку, само слово, он буквально, союшеру, и слово со стороны Элгуса, Уэмата, и дати Гош. Гош, он буквально, это отдельное слово. Это есть и в шуме ряду, и в шуме ряду, это обозначал Бог, потом почему ты не можешь себе позволить то же самое, вот как ты сказал насчет нах, то что это не иноназвание, а самоназвание. То же самое предположить и с аланами. Потому что аланы тоже могло быть самоназванием. А хотя во многих исторических документах это пишется, то, что они себя аланами называют. Пешко. Эли, Али. И цадуаш модуис. Вот это почему я объяснил. Чеберлош, тогна Али, Моцар, Эль, Ала, Моцар. Да. Они говорят Али. Говорят, О говорят. Да. Это вообще Олштадт, это Йохшена, Эли цар. Эль Бош. Эль Бош. Ой, дольше Бош. Замечательно, Ансор. Анзор, ой, дождь, но Чеберлош произносят как Али. Алан Бош, дождь, ой, Эль, да, все, дышит. Алан Бош. Ансор, там один... Так говорят, это разные слова. Эли, Аланни, разница в этом. Так, мадуй. Цадуаш мадуй. Алан, так, мадуй. Да, концерт, да. Я не знаю. А ты мои посты вообще не читаешь, Ансор, я сейчас это увидел. Я убедился. Нет, подожди, нах Бог, что люди Бог, Дива Матта. А что тогда означает Алан? Алан Бог, что означает в нашем языке? Смотри. Это все равно, что владеешь там, Зурзук там буквально, вот он поет, что öyle işe nasıl olur? İş подогнать мяч, может быть, что локал, а тайп занхой бубок, и тут я занх бабе, касана, выбит, Я сейчас объясню. Он просто совладает лицом, и со стороны просто аланами, своего аж получает, как европейцы, аланы, аланы получают. Ну откуда? Не учитывая их несколько годов, там нашли. Я не знаю, да. Грек считает, там придумал династию, сколько я нахрен историю считаю. Ну что это переводится с европейского? Форматы, они их называли. Я не знаю термата, что это означает. Может, все что угодно может означать. Это ничего не означает, ты понимал. За рекой или за горами был, я не знаю. Вансор, на германском алиен, это пришелец, пришлый, алиен, к примеру. Это не с европейских языков алан. Это, как писал тот же Амиан Марцелин, там, Геродот, другие. Это все народу. Геродот, мел школу, греч выйдешь. Бу. Башпан, само кюгает. Изначально и аланы, скифы, сарматы больше, на базе наш. Именно греч был, туда мажали. Вот аж был. Прикаспийский, Каспиш, Бубов, на базе Ишбуков. Ансор, вот с этого это идет. Сам момент объяснить, сам момент с этой стороны объяснить ретацию, Смотри, Ансор, два момента уясним перед тем, как начнем. Во-первых, приводи доводы, если это иноназвание, то с какого языка она идет и этимология этого слова. Во-вторых, ты правильно отметил то, что это греки писали. Греки писали то, что Алан – это племя скифов, они писали Масала. Тот же Геродот писал то, что вот они все зовутся сколотами, то есть царские, а эллины, греки их называют скифами. А хотя это же скиф, это исхождение от слова сек. Все, продолжай. Что вы видите?
сон هو الفكرة إذا تسترني البلاني إذا تيجي يعني بيني إيش هذا البؤ لا في إيران إستوري يشتغل إذا فاتش هذا هنا ساعة ثم يشوف من يوقع رأيه إيش هذا يدوي ساعة سلة تديش كيف سلة تديش ترى جو يعقدوا وده هو كيف сон да лесу авата буду они не учитывают народности которые жили на этой территории учитываются бяшки вот там европейцы могут то же самое учитываются бяшки ашвиш вот европейцы там жили европейцы там жили самое меня значит это то же самое будет سؤال كده عشان سأرى كيدري بنزع أبي الله مسألة كويسة أنا يعني أنا ما بوصلش بسناش بوخذ سكربوتة بسنيك تدوس عندي بس تنش تدور يعود كرتش تدوس حمد ديبسون يخبوا ودوسهوش مش أسش بوي ونعم مش بوي تاعتهم ده ستبردوا ما تصدق عشان ده تويش يا ريت يعني سؤال كده أنت يعني أنا شو مش إن سيرنا كوكازا وجروب يوتيوب سيرنا كوكازا ده походу лей нахбой войнах они походу лидировали здесь, потому что она была самая большая по численности группа. И вот эти диаболы, еще Черкеш, и Адрич, самая общая группа, но все остальные были в меньшинстве, те же самые осетины. Группу они против, речь был, кочевник Шбуи, те же самые Аорс Ош был группа наш, Клео, кочевник, вот эти азиатчи. Сам Гала, просто обычно мацагалица, и они просто центральный ведь был вообще. Смотри, центре уже эстетический был, все равно центре это тоже миграция, уж это тоже как надежь, там короче, все это тоже центр. И вот объединились и создали государство в то время. Государство, а вот со стороны это и периодов от периода Аллах был обязан. Вот царь, я масса такой останется. То есть не уточняется, кто голосом, Кверт, главный для тебя. Именно государство образующее его уточняет для тебя. И Аллах был, наш хиля, они там все дарили мата. Там наш Бог, и митание, до нашей эры, 3000 лет до нашей эры, хило, митание, почалка, нахари ушлю, так, сумуляхали, мухуши уж, тоже урицкие государства, тоже мухуши цыган, нах больше, душу, мухуши больше, он передал, кстати, сильнейший обязан, но мухуши, как он альбом, шеи, чаи, они путают, то есть меняют реакцию. مش خليط صومز صندوق هتا دعوة هتا بدون استيريو دعوة أنا مش بستيريو دعوة كل توريت غير خلّه فريق شيء تخلّه شو مش تخلّه إذا أصلاً период ده شيء مود ما يعيش вот период أنا распространилась именно как я что она файная культура вот эти хакеры вас Allah мش بقول не учитывая кто какой народ учитывая все Allah это отдельный народ مش العبيد تنبو سواء هذا لك все и вот так но эти адиакты нас расстроили. И никогда в жизни всегда государство образующее, но что-то нравится, она даст признать и драться, если нельзя выгодно драться. Шамал вверху султан инсан, акаль итметр, була, коренул, царь, брань, что, видать, крест персонал, царь, я не знаю, но в любом случае, крест персонал, отличная чка, корень малантис, именно вы что мы так, знаете, ويقول مايرتو بي قيلو مرتنجو ورس مرتنجو باش تانجو تيكش موبيلا نالو придгорно метчкакаро цеди захороненщат потелику именно войн хавяю плоскостью разоронение тягаш тикш короче доку захороненщик как бы тяга дэг соответственно сайта реально территория не сторону того а что территорию уже мерило походу они побольше владели этими территориями, походу. И что? Смотри, не надо, не зурзу, кити, бахшбар, или что. Еще со стороны этих концертов, что. Сантир, хатиш концертишь. Но единственное, видишь, что она сама вентер, и кисти вовсе, Мишель Белла, со своей толлом дутига, бина, мелхист. Вот мелхист, вот хаду, вот шатили вовш. Шатили, техляча, وحلوة شو تروح دقرنين سيجا بو خربت توبيها وجه خسوريتيو أتصور هذا يعني وتشتري شيء قرنين سووا إذا خسوريتيو أفرسوا كنا ساندل إذا منفس تريتوريوس وتشتري فيه هو وتخربت تفشل يقع يقع سيور تقصيها
Kesti olsun. Kesti. Saklıca kesti enerji, это kesti болтинг, скорее всего. Шик ютига, лаки алишта, бау ютига исан. Вот по ходу эти хифсуры, они контачатся все явошта, не хабутига, все явош, хифсуры, больше все явош, не тик бутига. По ходу эти хифсуры, они контачили, и они это их называли кести болы, и потом из этих хифсур потом Илюха Болчара приняли это название. Это все остальные, там кести. Как раз таки и кести, и Мемфис-Ю, Суояха, Верхамха Олшевера, Новый Иш Бутига, граничили. Из-за территории Галяции, убежище, территории Галяции Тига. Они граничили вместе. Походу, и Херхи, и Цхори, и Боги, Вобиса, Бофетти, вот именно и Уляй, Усман Тихтенс, эти ранее всех остальных кисти назвали. Видите? А вот Сиабо, Тушинский Шара, по ходу их зурзуками называли они. Вот, точно согласен, он хитер душин, с Колумбией, с Гене, Поле, с Именишем, Ключи. А и зурзук был, что из-за походу, из-за еще от Южного Кавказа, Венеш Ачхейна, Хансига, Юртхич Терду, Самет Килфредбусига, зурзук был. Цейрмата, зурзук, возможно, он звучал на нашем языке совсем по-другому. Клише поговорить, а под себя настроить, не нахилте лучше идти. Суть реально, цигабеш, тема тулица, например, мички изел футбол, буду мичик бош, виду, да, лишь. Это оно хоси, юрти, оно ли цига, сарала, жалеешь, ну, мичик бош, вот схилил мира, кумикшило, вот схилил цигабеш, мички изел, ага. Покороче объяснить. Все, верно. Смотри, получается, Сармач, пуй. Ты слышал Нахчиматы? И Нахчимат, хасьем? Нахчиматы? Да, это в числе... Армения, видите? Не, Армения, я не говорю Армения, Нахчиматьяне ее назвали. И да, Нахчиматьяне, Нахчимат это тоже на название или пока? Нахчимат, Мичахилла. Северный Кавказе, Халай, Додона. Это Гумба. Гумбос, здесь. Это армянские источники 6-7 века пишут то, что на территории Додона есть сарматы, нахчиматы. Нахчимат, сарматы. Додоном получается, видите, Додоном. Там так и написано, это ашхурийский. Краснодарский край, это как все период. Вы всегда лучше. Дальше Додона был, что гендуки. Ну, это в армянских источниках ашхурийской географии 6-7 век. Вот, нахчиматы локализованы. Вот, это Нахчимат, это именно название тоже, да, либо как-нибудь? Ну, да, Ивана. Нахчимач, Нахчимат, это именно название, либо что это? Или само название. А это сарматы, чтобы ты понимал. А сармач, видишь, вот это. Сармач. Вот такой нонсенс получается. Ашиник, просто я хотел, вот человек мне очень хороший вопрос задал. Смотри, Ашиник, если получается вот и Алан, и Хари, и Шари, да, это все именно название, а то, что на Ближнем Востоке, в Метане, там было слово Нах, а Нах это не именно название, это само название получается, да, такой этноним, то Нахчимат, который есть у сарматов, это в числе сарматий, они упоминаются, это как сарматское племя, сармач, лучше Нахчимач. Вот Нахчимат это именно название, либо само название. Ты сейчас говоришь... Само название, вот, сейчас мы на правильное русло пойдем все вместе. Да, сармач, это растяжимое название, именно ночью المدافع ثالث يعني تيجي 10 في بقى تيجي قدمت نسنس تعبش موضوع المدافع يمدو تيجي يورو كده الان شغلت سعر هنا تعبش الان شغلت سعر فيديو ده يورو مش ده تيجي هاي هي افريقيا ده بلاش الان شو بوت مش проблема никто не знает
Да нет, ну угадай цыган, именно какой народ это? Нет, Что за народ? Мы это не знаем. те аланы, которые ушли на запад, да, они являются такими же аланами. Это то же самое, как чеченцы, которые ушли в Европу там 90-х. Ну, она вторая, и он сорвался, да, он обычно скидывал. Европейцы ушли туда, европейцы не уточняют, кто это. Ну, хорошо, Ансор, я в начале нашего разговора говорил, если это все является иноназванием, например, да, там Алан, к примеру, то переведи мне аналогию, откуда это слово, что оно означает с какого-то языка. Я наоборот тебе говорю, что Уэма дальше, Бухбанс Бохасу. Аллани. Да. Субханаллах. Ашаник, тоже, я по 100 раз это буду повторять. Точи, арпи вака, богойся, имел ухаю. Арби Вакапов — это наш мощнейший лингвист. То уж закон лингвистует, ашами точи Арби Вакапов, точи Олег Мутрак, точи Ярабана Милвари, Олег Перов. Вот они являются лингвистами. Уже связывают слово «алан» с пранахским «алан». То есть «алан» и «худу» пранахским. Это повелевает, то есть повелевает и, но сам себе хозяйца, ишца. Бог вуцика, типа как благородный, короче, ишца. Бог вуцика, и то есть, да, но ашленик, ахпах, вай мотахи «алан» дать. Мудац, если это же Чеберлой Алла говорят, Али через именно А, мы Эли говорим, да. К примеру, есть европейское имя Элан. Это европейское Элан Бокш. Слышал это имя европейское? Вот это европейское имя означает король, Элан. И это имя они своих детей начали называть из Алана. Это особо. Я могу и лингвистически работать, если насчет Алан, то, что нахчийский, твой что и нахчи, твой что и Алан. В нашем фольклоре, опять же, это слово Алан Кант, Элан Кант. Это ваше Элан Пешхватели переводил, да, предводителя нашего. Это слово есть в нашем языке, Ансор. Но как ты можешь говорить то, что в нашем языке нет, если это в нашем языке есть? Ты чеченский лучше меня знаешь, Ансор. Как ты можешь такие вещи говорить? Я самоназвание, нахчую. Ну, Халида, нахчу, самоназвание. У тех, что Хуритов, самоназвание Хури было. У тех, что Шумер, самоназвание было Саки, как или Мубаришва. У тех, что Ураб Тубиними было самоназвание. Еще раз вопрос. Почему это слово не сохранилось в нашем языке? Так оно сохранилось. Самоназвание. Самоназвание. Если Алан Хильча, самоназвание Уайхильча, вот сохранится лидер. Смотри. Хотя бы даже Тейпи название Хильча сохранится лидерцу. Тейпи название. Самоназвание Хурита было Хури. Почему мы себя Хури называем? Почему мы себя не называем утренними? Хури, Юри. Почему мы себя Юри не называем? Или вот Шумеры, себя называли Сакик. Сакик как себя Шумеры называл? Почему мы себя Сакик как не называем? Или Мубаришва? Хотите особо? Я тебе сейчас объясню. Хуриты бог, еще хуриты, митанцы, там, нухаши, так, шумеры бог, по Ефрату, еще расползался, я шелаца, это уймот бьющее, уйна нахилла, что, нахарихилла, что, допустим. А именно хуриты, митанцы бог, это местное щучье название щучье. Это они даже сами себя... Сами, все они себя так не называли. Еще разные группы, разные территории. По Ефрату, по Тигру, располагался, я шел царь. От Сирии до Персидского залива. Тебя хуриты. И все тебя называли по-разному. Территории каждый. Именно хуриты себя называли хури. После Бога будут группы, которые себя так называли. Таип Мудувай, Швотвай, допустим. Там. Смотри, Ансор, хорошо. Ты это правильно подметил. Правда, другой же пример приведу с германцами. Смотри, те же вандалы, те же, саксоны, те же, алиманы. Вот все они, у них, как до сих пор у немцев, вот современные немцы,
Это симбиоз саксов, вандалов, алиманов, коттов даже, скорее всего. Ну, споришься, кто там еще был. Ну, сейчас эти племена германские не вспомню. Они себя называют дойче, то есть народ. Хоть они себя как-то там называли вандалами, алиманами, хари, вот это, пятое, десятое, они дойче, то есть принадлежащие к народу. Общее самоназвание. Общее Вот, самоназвание. эти особо, хотя это все имена были, это тоже так. алиманы как народ был, саксы как народ был, лангобарды были как народ, франки были как народ, ну, Вот, дойче будешь, эти особо. Почему тогда самоназвание Алановое сохранится? Он задает короткий промежуток. Мою например, хуричного периода, 3000 лет до нашей эры Хилбов. Самоназвание, Там уже я сейчас объясню это, Ансор. там 200 был период. С какого века будешь? Ну, их уже 700 лет как нету, короче, по идее. Их 700 лет как уже нету, короче, или за него 700, короче. Смотри, Ашини. И омани цеюй, вай ищется, это ясно. Хотя, но вай мота ясно, хотя особо. Вай мота и тоже ясно, хотя. Не, подожди. Пешку, تعمل تعمل عشان صورت دوها دعوتن هكذا شو صورت دوها говорят асин цаги ишь элча и полный схему разрушится дуацу. Сундаль ты не можешь принять азбоштик, ты не можешь воспринять. А все кубу. Причем воспринять, Ансор, я тебе могу скинуть лингвистические работы по этому поводу. أولا صار زيادة شيء دكتور أنا صار غير موتي هنا موتي бош, خاون صار زيادة شيء. Инс хазла. Почему хаттер дом? Yok ханяте с 7 по 13 будешь, Аланш? 7 века. С 1 до 13 будешь говорить. Именно Северном Кавказе. Мы цагуч будешь. На Северном Кавказе с 1 века. 1 века на Северном Кавказе будешь, будешь? Да. Так, хазла. С 1 по 13 будешь? Да. Так, имел гуль так. Quite столетие гули? 1300 лет. 300 лет. Да. И 13 век, да делал я это дайял это Алане Бошу. Почему 13 век, ну потом 14, 15, 16 уже Уэкоза был период даюч. Сохранится он за день от того. А аюч хуричного периода это уже 5000 лет назад было. Это вообще далекий период, а? Анзор, Суайна, мало что сохранится, но не забывай, что это после нашествия Тамерлана нас и самих как таковых не осталось почти что. Это не довод. Нахболштол 21, до сих пор люди это не признают. До сих пор люди... Дука больше признаться, он говорит, что вам он без помятал. Сюльстанет вам он без помятал. Они не признают и говорят, что дать баца. Это маленькое вообще наш хвастик бе, нахчи оша дать. Многие версии не признают. Это мы признаем, а они не признают. Так что ты насчет этого не сильно думаешь, что у нас все это признают. Не признают. Еще как не признают. Нет, насчет смотри, я вас очень много слушал, я, честно сказать, я не приверженец того или иного, но вы говорите немножко о разных вещах. Само слово сохранилось, но если ты говоришь как этноним мы не сохранили это название за собой. С этим я с тобой согласен. Самоназвание не сохранили мы. Эла, нахи и изибо, что гума это, конечно, мы пытаемся как-то это объяснить. Но по сути своей, честно если сказать, мы за собой, оно близко подходящее, и оно переводится. Мы можем это объяснить. Джамирзаев, Саламу, Маликашвили, Рабакидзе, они же тоже дзурзуки описывают. А резвать, резвать, и там кто-то, какие-то соседи нас описывают, я с этим не согласен, Баха. Но если ты не согласен, я не согласен, это не стоит и выеденного яйца. Почему? Потому что пока нету научных работ по этому вопросу, они же берут как начало, они говорят, это от имени одного человека идет Дзурзукас. Я все, что ты сказал, зачитал у Маргашвили, у Валероева, на книге это есть. И про это место, и ки, алар, мы кистом идем, алар,
то, что Хифсура это говорит, это все описано. Это не твои мысли, это не твои замыслы, это все написано. Я зачитал до твоего прихода. Başla. Zачитайте на Хазарсон. Ахьючо меттега из ингушетия кейбо шекер. Яц, ингушетия, яц. Ю. Кейюртю. Кейюрта изам дик нохчуч юкчуаю. А мелх истямаю интиса далее со территория амаю керсти бошо меттик. Именно. Хасон. Который граничит с Хифсурами. Ахьючо кейбо шега из уже экбуш дик лахчуаю из Голыма хкаю кейбош метик. Ки олсерсона. Ки. Тоже есть у них. Именно хамхиопецкую. И 100% юршно. Да, гайта еще что. Я в любом случае, по данной ситуации, то, что говорят про Аланов и Алан, Шхилари, Цахилари, возможно, это искаженное наше какое-то название. Просто греки записали на свой лад, как они понимают. Возможно, и почему? Это тоже и совпадает и с твоим мнением. А Бах, как они услышали, так они и записали. А такового, как такового названия нету. Шондер Бахрак Пешхус, да, я с тобой согласен. Возможно, это обозначение как раз и обозначает Эли Нах Богду, Эли Ду Богду, и Маду Цохрак Бог. То, что они записали это искаженно, как и ты утверждаешь. А он тебе Пешху доказывает и говорит, у нас есть это слово Эли. Эли, Эла, Вайдамадей, ваш. Искаженно забарон, шея вот адазина барон. Ну, шея искаженный. Иду, шея Бог, искаженный Бог. Шея Бог, они как услышали, мичикизовцы, качкалыковцы, КДГ, это и то же самое слово Ичкерия, и Дзурзук, Саламу Джамирзаев же как раз говорит об этом. И Дзурзук Кла, я Зурзук Кла. Первое Д было или же было первое З. Это тоже каждый цундер ищет же, и лингвисты, и этнографы пытаются доказать, есть ли это название, имеет ли он смысл с кем-нибудь. Признать, да, я так, что Алан был, что он дошел, это он сам смысл учил, признать, да, я. Нету такого слова у нас. Признать, есть такое слово. Есть, слово есть. Натягивать на что-то можно, да. Иду горду, иду бож, дотягивать можно. Не, собой. Алан ду, или нахду. Не. Эль бошдуйвай, сам, свободен. Эль бошду. Эль бошду, нахдуйвай. Само слово Эли. Эль бошду. Шумери, да? Вот, Бабахря, Грустам Саца Бахря, он же говорит, Эли Эль бог, Алан дубова. Вот, вполне возможно, искаженно из дубов. Ансор, в чеперловском диалекте они через А говорят. Они не Эли говорят, они Али говорят. Галгая Али, ол через мягкий знак А, короче. Чеперло, через А, ол, ой, через Э, ол, кейто, ну, ца, по, мабуцика, кейто, ца, орм, дуцика. Это же, кейто. Корень слова. Али хилитан, но Али бога, это не Алан. Аланы бог, смотрите, Аланы. Смотри, хорошо, ты знаешь, да, цахум ализласун. Руз, вот, и руз, что, это слово рузбан или нет? Йоля? Дела, сонодик, сацажем. Ашмек, вы, шейт, Оли, шейт. Шейт от шайтан, шейт от, правильно? Шейт, скорее всего, один зайн, я тебе его, что сон. Не, я просто само слово говорю. Я тебе до этого объяснял. То, что окончание ан нас выпадало. К примеру, вот говорят рузбан, но мы рузбан не говорим, мы рузб говорим. Мы раньше рузбан говорили, потом ан выпало, мы просто рузб говорим. Ан не выпало, просто мы говорили шейтан, а сегодня просто шейт говорим, это окончание ан выпало. Это просто окончание ан выпало с нашего языка, и все. И она как словосочетание, как Эли осталась у нас. Она не выпала, а мы просто в нашей транскрипции, нашего языка олой. Например, мечик, матушка, мечик, там, эпсеру, Криста Уатсон, эпсер, туно, элем Уатсон, деруат, эпсер боса, пурствапу, именно пурствапу, приставать, под себя настроить, он цакиетирует. Ансор. Ну, русский тоже делают, Ансор. Ташу, про нахском, про нахчийском мы говорили Алан.
чтобы ты понимал. Потом от этого слова Алан идет и Эли, и Али, и Олу, и Эллар, Аллар, Олар, короче. Видите, вот от слова Я тебе Алан, еще раз говорю, шумер ярани, митани, ахтечана, эйл бошто, два шхилду бошто, Бог, как Бог обозначает яшкалацу, потом это слово еще там, лака, главный наш бацан, перенести, да, и сачим, расшириться динацу, а это слово было, цугеран хадошма, да, это он должен эйл бошто, дош. А ты хочешь сказать, что это Аландом. Под нее то, что есть, признать, да, Аланду. Это проблема в шумодации. Не надо... Ша, сега, ца, Конкретно сега, там, зацепиться, доказательство хочу, мовой, признать, да и дарить. Так, там Не, подожди, ажа, Алан Хильч, нагасанца, самоназвание Хиль, есть сын, например, Уайком, самоназвание Хилис, я ца местности Хилис, антейпиц Хилис. Захил заезд босс, зацепиться да. И цахил шхуль элина, дует, а он опять же, я повторяю. А ты не В надо. нашем языке это есть, в нашем фольклоре это есть. То, чему мутрик это пришло и... Он говорил, а и мечаду, это этого несколько раз говорил, мечаду, посыла приводил я. Сейчас опять говорит, мечаду. Хорошо, ты мнение, хорошо, фольклор оставим, фольклор это сказки, предания или Алла и, собственно, ладно, оставим, ах, как фольклор. Вот это еще и сказочный фольклор. Смотри, Олег Мутрак, Олег Перов, Арпи Вакапов, Тысячерию. Я тебе привожу лингвистов, которые провели эту работу. Хотел, нашел слово Алан, Эли, Али, Олу, хотел. Они могут дать эти книги, могут дать тебе учебники, могут дать тебе эти работы. Я их по несколько, я специально эти работы по 2, 3, 4 раза в канал публикую, одно и то же я кручу, чтобы люди как-то хотя бы чтобы это замечали, да, потому что никто не читает практически. Кто-то читает, кто-то не читает. Это еще не говорит, что это последняя инстанция или там это истина, да, скажите. Ладно, будь конкретные доказательства, я ловец. Ну, извини, если мы не верим научным трудам, тогда, Анзор, так вообще войдешь так. Анзор, хамичаю доказательства. Анзор, хамичаю доказательства, шахьялин. Ну, доказательства. Сала, иду и дайте ему Швейца. В чем? Смотри, Ансор. Мадицен. А что не Почему он должен предоставлять доказательства, а ты не должен? А ты не должен. А? Конкретно, ударить. Али, разные дешниш дубох, это слово, ладугас абадехин схат махатния. Отцу Али, цадуаш дубох, разные диалекты. Разные слова, что Бог, а цюнг доказательство я ли Бог, а их доказательство я ложь. Цюнг доказательство я лица Бог. Нагасан идея конкретно цауэ махтахил. Такие-то дадут, что такие-то. Такие, что сосунца, он прямо объяснит это здесь. Цантей по названию хилла, ком названию хилла, цан регионный цата часть территории названию хилла, цан хилл заездим босс. Они. Контроль обязательно хилес. Ой, если мы себя называем аланами, так, ой, самоназвание, это есть. Ансор, смотри, я опять повторяю, смотри. Это слово, опять же, сохранилось в словосочетании, в языке и фольклоре. Хотите особо? Просто примеры приведу. Сошиму, я помню, как старшие люди так сидели, Мартин Чадари и Саурус Мартаня. Как они сидели там по-своему, по-стариковски общались, короче. И как, вот я помню, как они говорили, Эланч ашпар цикя ломя, полноша, цикя, там, древние времена Эланч ашпар цикя. Вот я помню, как они Эланч говорили, то есть Элинах. Мне кажется, сейчас Эланчков, но Элина, ну цапу, будет сказать, конечно, что. Слово ченцев это сохранилось. Элан андвуа, оли ваймуатаца, элик андвуа, штасна, или фольклоре, оли Элан канд. Вот я приводил предание про Элан Пешху, предводителя пешхуревцев, Ворен Татара Монголу, который женился на там принцессе Сатой, короче. Тебе Элан Пешху приводил.
То, что вот Эллен Пешко, вот, это же слово Эллен не это слово. Во фольклоре есть это слово Алан, Эллен, это. Но Эллен Пешко вар прийти, а предводитель вар его Эллен Пешко называют. Предводитель халгуял лутенте квертник лабок дуиз. Он добрый. Так, хилла бац бош, так, голит аца, шен уйден дочь, голит. У нас, понимаешь, такая проблема, мы думаем через русскую призму. Мы не должны через русскую призму смотреть. Смотри, у нас Турта был военный полководец. Эллен был нас, то есть того, кого выпирали, чтобы он был как же на русском это сказать, как министр Хацун, как это сказать, как министр Хацун, или как это еще объяснять это слово. К примеру, вот здесь мне один человек очень хорошо написал, смотри, это Симси Маицвой, восточное крыло Алани. Хор Эл Восьон. Вот это плохо, ты походу и меня не читаешь, и Амина не читаешь, не походу и Пашаму не читаешь. Смотри, вот у нас целая династия была, чтобы ты понимал. Сатой Бару Штейпан, Хор Эл Вар, Хайси Эл Вар. То есть это Эли, она и в нашем лексике присутствует. Хотите вас свободу? Эли, смотри, мы почему говорим Эли? Вот ты вопрос себе задай, потому что если есть царь, есть и раб. Хотите, мы в этом смысле говорим, то, что не было и выше, и ниже сослов. У нас рабов не было. Хотите вас свободу? Сокол Царяла написал дочь Амиан Марселин, то, что аланы не слышали о рабстве. То есть, грубо говоря, чеченца рабом сделать не мог, но мы с удовольствием рабами делали сюли. Тот же Пеляев писал во время Кавказской войны, то, что чеченцы рабы сюли, примерно. Мы друг друга рабами не делали. Вот таком смысле имеется в виду. Были свободными людьми, они рабом никого не делали. Единственный пленный, и даугшла. Видите? Лейвинсон ятта ячсин белшбоч, ой амала хилата гилла. Это было. Нет, мы их не били, но мы их как было такое. Пешко. Вот этот Элла означает, это сегодня означает князь Таганду из смысл. Князья Шилла Бацкуда, Шабеша равноправно Хилбу, Масаря Эли Ол, Шилла не как князь, а как свободный человек, независимый человек. Да, благородный, сам себе хозяин. Назывался Элла. А потом уже уже перевели его на князю Элла, уже это в последние века уже только стало так называться. Свободный человек назывался Элла. Элла. son خزك son mon خزيس son مش بقي شيء خوتش كده خوتش عمكي اتعبوا غيبر توي شيء اللي برش خلبوش سار الشون سار تيكوك الى خلبوش اوش خزك son Пешко, таган цер шаул эл уй, шаул эл нокче да энка гой чук цундел. Идеки, Нокче да энка Ой, чу и тарасу маленький. На черзи тарасу, но вот и ну целыш. Вот ишь парнохче, ну целыш. Вот цена ушла по эле, то есть и цехил князья шву вокруг был, ну целый. Смотри, Ансор, я тебе хочу объяснить то, что у нас не было этого слова поменялось. Противоречие, Ансор, ты понимаешь? Смотри, Ансор, я сейчас объясню это. Это восприятие у нас такое сейчас появилось. Восприятие, хотите? Мы смотрим через русскую призму. То есть, если есть князья, вот смотри, это вот как вообще логически мыслится. Если есть князья, значит и рабы, правильно? По логике. Вот смотри, вот логично, если есть князь, значит есть и раб. Логично. Я сосик волшен. Эли цахил, лей цахил. Лей никогда не означал по-чеченски раб. Дуаштарцега, Исар Олар Цуна, Исар Олар, Исар, короче, которого поймали на войне Цуна, Инцериси Лаксон, швеца название Ерцун. Лей означал всегда чужеземец. Никогда, вот последние века до Цага, Лей не означал раб, а означал чужеземец.
могли прийти, бюч был, эли, буй кабардара, чирке сер хабяхкана, иштричат бяш, бельниш той дэша, лейбяхкан бош. Иштрелау ситуация, смысл слова лей был только как чужеземцы, генер бяхканаха, ты бяхканаха, лей олшела, но раб он не имел общее значение. Тема полностью хуич бухуич он лей он рабон. И что за земш еще ты бяхкан был хуйлюш, я не знаю, кич харбол на хуйлюш был что за земш. А лей это конкретно подчинение вот такого. Вот последнее время дурбель до адуйцек, Вот последнее время удобно дочь. Не стоит, последнее время. Удобно договор даре, отцел умно умятон и сайн дагаден, и дицен удобно дочь. Садатсон отцел хайкал. В данный момент, вين خارجون ليبوغا إذا ربو в данный момент, да, что ты они в данный момент. Раньше было бохос. Далеко от имени уйдем, я хотел мысль донести. Вантор, дай тебе мысль свою донесу. Это, понимаешь, у нас появилось... Анзор, سونا تحنا خز دقيقة أهم أقول سونا تحنا خز دقيقة سخيت تنسيك إلا يحبوك مش هذا تسبوا خمسة متعون بس تحنا خيت تن لا ويتخيت شوي لبوچунга дахата дайте я занесу эту мысль свою, дайте мысль свою донести. Дай донести мысль. Ансор, смотри, внимательно, мои слова вникай. У нас появилось восприятие этого слова как Эли. Вот, к примеру, если сейчас мы говорим Эли, мы что понимаем под этим словом? Князь. Ой, какой Эли? Если есть князь, значит, есть раб. Там такая какая-то русская логика у нас на самом деле. Но у нас не так это было, как у других, как у русских, как у европейцев, как у сюлей. У нас не так это было. Эли Мосубар. Дальше у нас это имя Эли как сохранилось. И есть у нас это. Каждый нахчевой. Вот, Чухар Мухайлер, каждый чеченский герой, каждый чеченский генерал. У нас в таком смысле. Или раньше, вот до нас еще, да, вот веки, вот это прошлые века, Эли другой смысл имел. Особо. А сейчас мы воспринимаем Эли сукупо как князь. Особо. Если есть князь, значит это, если есть князь, значит есть и раб, короче. Ну, а раньше Ленах Пацар, вот и Юцика Сокостка. Особо. Тега хазла пешо, тега худова, Эли бог что чем, Бог баловый, что противоречит не слуха тега. Ваюка Эли цахилла бог, что маду Элиш, вот иш Эли бар Эльча, да Эли хульшку. Эли хульшку, Эль милу Эли сачил, кем нахбор. Почему мы говорим то, что Эли у нас не было? Почему? Вопрос тебе. Вай цахилди лома. Все были равноправны, потому что Халуэл цахилла, озлома Халуэл метик целым, возможно. Потому что рабов не было, правильно? Мы же рабов не делали, правильно? Да. Вот, я тебе про это хочу донести, Ансор. То, что сейчас мы это слово не так воспринимаем, как и раньше мы воспринимали это слово. Мы смотрим через русскую призму. Во время Советского Союза у нас это появилось, во время Российской империи у нас это появилось. Когда у нас эта русская логика появилась, я точно не знаю, но это русская призма. То есть, если есть князь, значит, есть раб. Но у нас не так это было. Каждый нахчуовой Эли варив, Эли нахчу. Это такой смысл сакральный раньше имел. Тебе это хочу донести. Русский признак, что видишь, что это Гуанда, это аж был, оварси халбой, шей почина нахболш. Так, тебе ахкан был, вайн татар монголши шей халбой, Эли хилла, уж почине нахболш. Хуля был гумки шей Эли хилла. Хуля кумы шей Эли хилла. Или сэр Эллер босс, неподчиненный цен командовать дашь, леха из выйдешь до уже царя Эль Олуэй. Можно я приведу другого человека? Хочешь высо? О, пошла. Можешь? Просто дай ему вопросы там, потом он скажет, что пошла. Вопрос тебе. Хор эл вари,
история. Хор эл. А? Хали. Да, Хаси эл халива история. Ишь Но. персонаж. Элен пеш ховарева история. От Сулеймана писал. Но. У нас это все равно это есть. У нас это было, но не так это было, как мы сегодня это понимаем. Это хочу донести. Почему говорят, что у нас Не так, никак что у нас- вещей не было? Мы Не так, что у Эли нас- связываем суккупа с русской транскрипцией князь. Если есть князь, значит есть и раб. Поэтому мы говорим то, что у нас Эли не было. Потому что если есть Эли, значит есть и рабы. Хотите? Но рабов у нас не было. Мы через такую призму смотрим. Хотите? А раньше это не так было. Я тебе это хочу донести. Все, пошла. Хон хуал. Ты скажи вот весь наш вот этот монолог, короче. Я, честно сказать, я вас вот слушаю. Вроде вы говорите на одном языке, вроде бы само было спишь, но говорите вы о разных вещах. Один употребляет термин Эли как князей, другой упоминает это же имя как нечто, как этноним данного же названия. Я честно скажу вам об одном. По поводу аланов, оно близко, просто лингвисты подвели его к нашему языку, если у нас Вагапов, Дышириев, остальные, кто и тот же Хизриев. Когда я с ним разговаривал, когда мы говорили о феодализме, я ему говорил, ну как же так, аланы, Эли, а если есть Эли, значит есть рабы, у нас не было рабовладельчества. Он это объяснял, а с чего ты взял, он мне говорит, с чего ты взял, что это ошибочное мнение, что у нас не было Эли, бацу. Но он сейчас пытается то же самое, что Рустам Стрийснак, Дуцвадючтик, Стрийснак, Сюга. Подразумевается вот само слово... Значит, не спори. Не спеши, не всегда бывает так, как мы хотим. Он указывает и рассказывал о том, что в данной ситуации мы, Тимур Элерис и те мертвые, он говорит, у нас у себя, у своего народа, кстати, как раз таки Анзор Элерис, у нас у своего народа этого не было, братцев. То есть у нас не было своих рабов. То есть имеется в виду, у нас среди своих народов не было. А то, что брали в пленных, то, что они попадали в зависимость, они назывались, пускай они называются как-то по-другому, сейчас современным языком лай-ол, да, если сегодняшним подводить. Все историки и лингвисты всегда проводят через призму, как узнали, что урартийцы и хуриты близко родственные к нам. Как мы узнаем, что шумеры близко родственные нам. Мы берем язык, используем ваймахтадуй и цермахтадуй. Смысл цаюй церьяци. Вот точно так же использовался название аланов. Мы же это обсуждали много раз. Самым главным цадвицой уже час почти что спорите эл уй, эл ваци, эл дуй, эл даци, больше. Как название народа, и многие ученые говорят, что как название народа вполне возможно, или по крайней мере они никак не могут доказать, даже современный никто не может доказать. Предположительно, наши лингвисты, чеченские лингвисты, уважаемые, они говорят, что у нас это слово имеет значение. Ни у осетин, ни у карачаевцев, ни у кого другого смысла перевода этого слова нету. И оно, честно сказать, оно очень подходит для аланов. Почему? Аланы были и царями, аланы были и, так сказать, на тот период были одними из самых главных на данной территории, как мы знаем. Но, опять же, подходит только по нашему языку, исходить, тече из работы, как историки делают. Если есть доказательная база, то есть, если Рустам Смудо наконец-то он научился, он говорит, Эли у нас обозначает это. Если бы это сказал Рустам, или это Анзор сказал,
слово Анзора против Рустама. Тогда мы с Тимуром могли посидеть и выбрать, кто же из них нам больше подходит. То ли Рустам, то ли Анзор. Но если Анзор говорит, я не слышал, я не знаю, я говорю, что это не так, а ему оппоненты Рустам говорит, послушай, есть такие-то лингвисты, и они это слово подводят именно к этому. Есть научные работы. В данной ситуации тогда мы полностью должны доверять лингвистам и тем, которые подогнали. Ищем старым шейну агязюр, так не делается в науке. Если признанные лингвисты говорят, что да, Эли, Аланы, Али, это обозначает на чеченском языке, пускай назовите его князьями, пускай его назовите владетелями, пускай зажиточные люди, пускай это будет, крутой перец, сегодняшним олигарх или так, не суть важно. Но смысл этого слова в чеченском языке есть. Не осетин, который претендует на аланов, ни у карачаевцев, которые претендуют на аланов, ни балкарцев, которые претендуют на аланов. Нету. Есть только в чеченском, а это автоматически сразу получается ингушей, потому что ингуши говорят всего лишь на диалекте чеченского языка. В данной ситуации, конечно же, если это слово может перевести и какой-то смысл ему дают чеченские лингвисты, тут побеждает в этом случае гипотеза аксиома Рустам. Но почему? Потому что у него больше веских доказательств, у него есть научные работы, которые он может привести. Вот. Но то, что легенды, Рустам, это не довод. Хоура это не довод. Почему? Тут я с Анзором полностью согласен. Во-первых, ни Амин и никто другой не может этого доказать, потому что Хоура появилась откуда? От Аздин Вазара. Аздин Вазар кто? До сих пор не нашли, кто он. Да, есть легенды, Пешхой, Эл, там, Кевик. Но Элами мы называем всех. Там Анзор, у которого 1000 лошадей, 2 Геленвагена, милуй. Анзор Элу, он дует Элу, потому что он зажиточный, он крутой перец. Вот смысл, но а в данной ситуации, конечно же, если мы говорим Аланы только на основании, то, что лингвисты сказали, что Аланы и Эли это одно и то же, это тоже будет неправильно. Да, оно близко родственно, да, оно есть в нашем языке. Возможно, гипотетически, ни Вагапов, никто сегодня не сказал и не опубликовал ни одной книги, где утверждает, что Эли и Аланы это одно и то же. Нету этого. Есть книги, пошла. Не, ты не понял, послушай меня. Что название Аланы, название народа, и Эли это одно и то же, и поэтому Аланы это чеченское племя или чеченское название Яхтсонцер книги. Если вот так, то да. Да, я тебе поэтому. Почему? Я неправильно понял. Это была бы разорвавшаяся бомба, это для осетин, для всех остальных, это убило бы всех. Как предположение, как близко схожее слово, согласен с тобой. Но как название дать. Почему? Потому что это нужно доказывать. А доказательств нету. Есть предположения, но предположения мы просто пытаемся исследовать и поговорить. Бях набила Тимур, велено совество. Сам дополнить Тарасчур и Ал-Анбог, Г-Алан. Ал это как Эл в разных диалектах. Ан это небесный. Да, я слышал эту версию тоже. Небесные люди. Ну и в любом случае смысл Цаюцун Тимур. Там знаешь какой смысл? Люди, которые занимают очень высокое положение в обществе. Июцун смысл. Понимаешь? Даже если Эл Бога, это небесные люди, Хуадала, это смысл заключается в том, что они, не просто люди, а лакар даже бешбари, и Богу все равно не слотцун тебя. Дубровин вори, Альшерский вори, Милвори, Яздины, когда мы их называем чеченцами, они косо смотрят и говорят, мы не чеченцы, мы Божий народ Бож.
И не помню, кто это И писал. так-то и в Берже говорил о том, что... Или ну, Берже он это их- говорил. Да, он говорил о том, что... Мы Божий народ. Цена, Да, есть что Божий народ. небесные люди. Есть такое. Войду Бог, небесные люди. Но Элибу, ну, там... Ага, смысл другой. Изе дал небесные, чудесен Бог, да, Изе Да, Божий да, народ нет, имеется Бог. Божий. Изе моя позиция, комедия, царь. Израиль. Она гасен цануман ответит, так устела. Цануман муканди ответит. Я слышал, мне сказали, я спрашивал, из это Бог, хотя бы цануман, да? Анзор, Sen Анзор, heter Erdoğan büyük kuvvetler Anzor. derse. Timur. Anzor, Ой, свобода. да, Божий, дуй, небесный, дуй, Бог, уже Анзор, Sen heter Erdoğan da asama gittin. Anzor, свободе, Анзор. Tamam. Анзор, Анзор. O şu yıl çok da doğuş. Distriktu Erdoğan da. İçi yıl. Evet. Şaşan da da. Атия, Beyram da bu da içi. وإلدواء سمدي أحد إلدواء كده شوية Божий народ. Авестиюшка, Гасен, Мش мадуй Божий народ. Є понятно, які все. Она говорит, весь хватает, а ту, весь Анзор. дальше, а ты Ось важно, вона буде тягнутися Бог, ось це Божий народ. Собор. Отец, Собор. супер. Соборде, Анзор. На самом деле записано, как Божий народ высказывает чеченцы и изречение Йошу. Это в книге написано. وخير كده دون عشان لو يا زي عش ما Ну, بقول хинчу, где соборде, Ну и что? хинчу, мацабах, Анзор, и дубах, и язин дубах, и дуцабах, так записано маэлерцо. Макайсу, и войщина лохку, войщина дукка лохку. Вой рилка мадуй, вой юцей историю, вой кис малу, а ты хазмадац. Вой бичаш, да, вой лейяц. اصلا عشان والله بالله انا ديك تعامل بوخ شويه просто сам эльч я не знаю, раздражённый ут я думаю, вис стояло ты Не, зачем мне, зачем так? Аккуратно, вис хландон, да, собственно, го бог шват. То есть она дей го бог по своим мнению от бог. Там просто-напросто и бах остался. Супер делайте, держите, хамадиез дон, да, чеки, элла цаулич дон, да, и это он не первый раз делает. أنا أنظر كيف شو عاوزين يكمل والله أقطع أنا ديت سوبر دناتي يوهن اسمه المدات просто Если что, как раз Уйламаз, здесь Азандош, Кайсам Ду, Цаца Юштол, Кайсам Буй, Уйламаз, Муала Кайкнавай, Уя Хазроуши, Дистхур, Шарул Кахадис. И там, это даже не повод, чтобы мы ссорились. Здесь так бывает в истории. Само ца олуком, если и цан хаязина до чигер дуичтол хундалаха и ох косякю. Там, насколько я знаю, Тимур сунвойшо лока вот да, с Тимур Ицани хазнесан тренишла, но всегда нужно понимать одно. Все-таки кирумдается войгоши рыбка духа цадуша хазгоши өз дистахул шумдир дуэ история ха иштрис машхул дибач хул кичоа хул гоши чамца бой шавайса хаз өз хелч ураду он да че Мурат, мы все заодно на самом деле. Ща мелдик вой мелдича цадича вой аланж халур бол жизни вой онкар хече яхири бац я киберша бац вой предположение себе я отвечаю. Так, كان غوف قيت بيشلو там уже Уйрмал Кайкна. Так завтра или сегодня? Ну, уже сегодня, да, сегодня. Ну, блин, ты завтра, сегодня. Да, я уточняю. غوف قيت غوف ديستخدو اشتبيه وانت تصدو قيس ما نيس وانت دو. А во сколько будет по шлам, чтобы я знал заранее? Хаза Ахайна Даязи у Башлама 22:00 ла сразу, чтобы 21 дадуйла сажим мой хагу белчут хочу бякчан дистердуй. А, во сколько? 21 либо 22? Моха? Да нет, не приходит. Да, ты же... Во. Глючи решенные сейчас, походу, сегодня приняли закон Дурова, признали как террориста Бахцар, как экстремистская закон Бахцар, телеграмм относиться до Дудацанца. Но не суть. Завтра 22:00.
Всем понятно? Все, да, Башлам, у кого-то Всё, приведу, Массера, скажет. так, Тимур, Анзор, Массана, шун дерез хил, Ибраим, она дерез хил, وكان أوش يتردو دقع بالما خليت ويتعنوح شدو ويداخ ديشدو ويبق وانتغيشدو دان واتسون تقوشدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ويستيقظ وعليكم السلام. والمسيرة. بيقدر يسخو.